На шестой месяц пути по Южной Америке я оказался в маленьком перуанском городке Пукальпа, где кончаются все дороги и начинается верховье самой Амазонки, река Укаяли. Здесь же началась и история моей новой жизни. Жизни на реке. Заключительный день в Пукальпа. Лодка построена. Последние приготовления, и я отправлюсь в путь по Укаяле. Добавляем к лодке 2 амболсы для большей устойчивости на волнах, чтобы меня не перевернуло. Выглядит уже поинтереснее. Путешествие по Амазонке начинается. Думаю, здесь мне пригодится удача. Местные, когда узнали, что я планирую сделать, вручили мне пакет каких-то фруктов. Но я к своему стыду даже не знаю, что это такое, как это есть. Наверное, оно, как и бананы, еще зеленое. Потому что там же продают зеленые бананы. Так что я думаю, просто подожду. А потом, если они не поменяют цвет, съем их так. Не прошло и часа, как я отплыл, как на горизонте засверкали молнии. Что ж, это путешествие точно будет интересным. Уже темнеет, а я не знаю, куда пристать, чтобы заночевать. Поднялся вверх по течению одной речушки. Не без труда, но успешно. Осталось к чему-нибудь привязаться и заснуть. Да, здесь, конечно, много змей и, наверное, что-нибудь еще водится. Но у меня выхода нет. Наступает ночь. С большим трудом по колено в грязи мне удалось привязать свою лодку. Я все-таки лег. С большим трудом под нашествием комаров я растянул гамак. Здесь я в безопасности. Хотя комары сюда забрались. Слушайте, сколько их здесь? День второй начинается. Плывем на большую реку. Кругом плещется очень много рыбы, но рыбалкой я займусь чуть позже. Фух. Тяжелая ночка. Плохо спалось. Надо обустраивать ночлег раньше. Вчера не было времени. Плыву вместе с бревнами и моими попутчицами. Рыбачат. Сейчас разгребу все на лодке и, думаю, тоже приступлю к этому. Сейчас буду пробовать фрукт, что мне подарили. Кажется, это сапота. Похоже на абрикос. Слушайте, на вкус тоже абрикос. Интересно. Солнышко поднялось. Заряжаюсь. И тут заряжаюсь тоже. Сегодня надо будет навести здесь порядок. Придумать, как все расположить так, чтобы жить на лодке было комфортно. Потому что вещей много. Но места на самом деле здесь тоже достаточно. Сейчас, кстати, жду, пока набухнет фаринья. Мука из маниоки. Буду впервые пробовать, чего же я с собой набрал на случай, если у меня не будет рыбы.
Самое главное, что для нее не обязательно разжигать огонь. Сейчас попробуем, кстати. С сахаром очень даже ничего. Банановые плантации закончились, и началась чистая сельва. Деревья невысокие, я ожидал, конечно, побольше. Разгреб немного снаряжения. Теперь все по банкам на носу. А здесь у меня лежак. Потому что все время сидеть очень тяжело. Займусь сейчас снастями для рыбалки. Не знаю, что из этого получится, но как-то так выглядит моя снасть. С бананом. Может, кого-нибудь сегодня поймаю. Практикуюсь в многозадачности. В руках весло, в ногах удочка. Я так прикинул, в день я буду проводить на воде около 10 часов. Так что думаю, что-нибудь я все-таки поймаю. Увидел первого пресноводного дельфина. Надеюсь, снова появится. Хотя, насколько я знаю, здесь их много. Очень интересный эндемик. Высадка в джунгли с супер важной миссией. Найти гусениц. Или червяков. А то я останусь без еды. То бишь без рыбы. Фу. Гусеницы, гусеницы. Где бы вас найти? Смотрите, какой я модник. С мачете в ноге. Термитник. Говорят, его можно поджечь, чтобы избавиться от комаров. Вот это. Новая лопата. Теперь надо найти влажное место. И там раскопать землю. Накопал 3 жучков. Кое-как вытащил лодку. Иду вдоль пальмы. Пальма трясется. А на пальме живут красные муравьи. Они сыпятся в лодку, цепляются мне в ноги, в руки. А я иду. И вот начинается дождь. И знаете, дождь — это, пожалуй, приятно. Тот случай, когда я рад. День подходит к концу. И я ищу тихое местечко, чтобы не лезть по грязи, как вчера, затемно. Так, меня возвращает в реку. Надо грести снова. Ох. Нашел замену бумаги. Эти листья от тростника очень классно горят. Их можно найти, в принципе, почти в любом месте. С дровами сложнее, но у меня маленькая печка, так что ничего. Сейчас надымлю, станет меньше комаров. Я тут все пытался рыбу поймать. Комаров очень много, но вы же понимаете, этот рыболовный азарт. Вон он. Казалось, что это не рыба здесь. Ну как рыба? Это электрический угорь. Было бы не очень приятно, если бы я его действительно поймал. Укладываюсь спать. Сегодня полностью на воде. Надеюсь, моя теория, что лодка набирает воду, не оправдается.
Вокруг мангровый лес. Именно здесь и живут угри. Он красный. И здоровый. Хотя я бы и его съел. Главное же не трогать руками, пока он жив. Верно? Комаров ужас сколько. Поедать меня хотят. Я хочу рыбу. Но уже гремит гром, молния на горизонте, надо прятаться. Вдруг дождь все-таки будет ночью. Я наивно полагал, что если начнется дождь, то комары пропадут. Но посреди ночи начался дождь, и пока я укрывал тентом гамак, меня чуть не съели. Их слишком много. День 3. Каждый день начинается с того, что нужно как можно быстрее выбраться на реку. Потому что чем ближе ты к зарослям, тем больше комаров. А ночью они просто звереют. Пока солнце не начнет печь, к лесу лучше не подходить. Следующим шагом уборка. За ночь в лодку набирается вода, тем более был дождь. Нужно разобрать весь этот хлам и приготовить фарину на завтрак. Как-то так выглядит мой завтрак, обед и ужин. Фарина с бананом. Но если не удастся поймать рыбу, этого мне не хватит. Так что надо постараться. На первый взгляд может показаться, что все просто. Ты такой встаешь на реку и идешь по ней, но нифига. Река очень странная, очень глубокая. Тут под берегом больше 5 метров. И то и дело течения сталкиваются, образуя разного рода интересные штуки. Вот водовороты здесь вообще постоянная вещь. Плывешь и видишь порог. Просто посреди 30-метровой глубины выглядит все так, как будто бы ты натыкаешься на порог. И желательно его, конечно же, обойти. Вот смотрите, водовороты какие. Это вот сейчас две струи столкнулись. Да, в моей лодке довольно безопасно, но нужно быть внимательным. Со мной все хорошо. Я не решил распилить свою лодку пополам. Просто решил сделать крепление для весла, чтобы оно не болталось по лодке туда-сюда. Сделал двойной отводной поводок. Надеюсь, в этот раз получится. Банан и насекомые. Кажется, землеройка. Жестоко, но я хочу тоже есть. Ничего личного. Очередная высадка на берег, но теперь в поисках удочки. Если не работает донная снасть, видимо, скорость большая, дно глубоко, нужна длинная удочка, чтобы ловить прямо под берегом. Что-нибудь летает. Что-нибудь здесь выберем сейчас. Может быть, вот это вот длинная. Наверное, мягкая. Ну, посмотрим. Должен отметить, что вторая высадка состоялась намного проще. Сейчас отмою ботиночки
И буду сооружать удочку. Смотрите, какая прекрасная. 3-метровая, даже больше. Да, где-то 3. Палка. Леску привяжу около руки. А ее длина будет помогать просто забрасывать. Вообще классно. Она хрупенькая, конечно. Я так полагаю. Но для рыбалки у берега хватит. Да, ветер, река выглядит совсем иначе. Смотрите, какие волны несут деревья. Ну, кустики. Я видел, как одно дерево прямо на моих глазах обрушилось с берега. Одна из причин, почему я не иду прямо вдоль берега. Но мне нравится. Мои бананчики созревают. Ну, поехали. Будем ускоряться. Судя по тучкам на горизонте, на сегодня я наплавался. Еще и ветер встречный. Стоило только причалить. И смотрите, какой красавчик. У меня наконец-то будет мясо, а не только голая форинья. Он еще и ругается. Смотрите какой. С ладошку. Это значит, что здесь есть еще 1-2. И у меня будет приличный ужин. Спасибо, мистер. Спасибо, дождь, что я причалил к этому берегу. Теперь я не жалею. Рычащий сом. Слышите? Ругается. Я понимаю, что он небольшой, но у меня нет другого. Все вещи разложил. Если снова начнется дождь, то я готов. А сам я не буду терять время и пойду искать личинок или гусениц. Потому что этот поймался именно на землеройку. Банан вообще не работает. Все, удачи мне. За день сильно устал, но на этом берегу так и не смог найти личинки. Сил придает пойманный сом, но нужно переправиться на другой берег. Видно, что там стоят высокие деревья. Значит, есть и какие-нибудь старые рухлядь. Готовлю лодку к отплытию под дождем. Отдохну потом. 25 минут на то, чтобы собраться. Довольно неплохо. Но у меня есть время, чтобы поработать над результатом. Сомик подождет маленько. Вот это я понимаю, волны немножко успокоились. На грузовом кораблике мимо проплыли, показывают жестами: ты куда плывешь? Я говорю: прямо. А они показывают: давай назад, утонешь здесь. И это мы еще посмотрим. Это разве волны? Вот то ли дело было в Бразилии. Уф. Это я никогда не забуду. Вот это другое дело. И я слышу, как сом охотится. Настоящий большой лес. Сегодня ночуем на земле. И, может быть, кого-нибудь поймаем. Я вспомнил, что можно же, в общем-то, этого сама остатки на приманку пустить. Поставлю 2-3 донки на ночь. Нашел место, где питаются самы. Слушайте. Я вон плавник вижу. Прямо. Сейчас будет бух.
Если банан не сработает, отрежу кусочек от сама. Здесь я и буду ночевать, похоже. Это падают фрукты, и самы их едят. Тогда я знаю, что надо насадить. Он мне просто удочку одним рывком сломал. Хорошо, у меня есть другое средство. Взял фрукт, сошел на берег. Теперь жду. Неужели я нашел нормальную наживку? Это что-то похожее на инжир по вкусу, по виду. Вон они. О! Слышите, чавкает? Ну... Огромные комары, очень больно кусаются, но, блин, тут такие самы. Я здесь буду жить, точно. По крайней мере, пока одного не съем. На банан. Ай, блин, весь чешусь. Муравейник наступил, пока ловил. Блин, ну если так пойдет, придется их съедать. Но я думаю, одного большого я сегодня вытащу. Ну же, выныривайте. Кажется, я видел пару Дельфины. Дельфины. Не ламантины. Видели? Красота. Комаров просто туча. Но я не мог просто выбросить рыбу. Она же уже умерла. Так что распотрошил прямо с кучей комаров. Видите, сколько их? Сейчас буду готовить. Не знаю, кто кого съест первее. Я рыбу или комары меня. 100 гамак сегодня висит между деревьями, как полагается. Надеюсь, лодку не упрут. Столько усилий ушло на эти две рыбки. У меня были еще очень сильные поклевки, но по итогу я потерял 3 крючка и 1 разогнут. То есть, несмотря на то, что у меня действительно жесткие снасти есть, их недостаточно. Нужны еще более жесткие крючки и еще более мощная леска. Просто одним рывком выщелкиваю. Там такие монстры плавают, что жесть. Ну, я бы его и съесть не смог. Давайте будем честны. А этих двух легко. Прекрасный супчик перед сном. Я как раз за эти 3 дня очень сильно устал. Ночи очень тяжелые. Очень много комаров. Губа раздута. Кто-то укусил мошка, наверное. А может и комары. Так что, такие дела. Поем и буду спать. Надеюсь, в этот раз высплюсь. Тем временем там, где я разделывал рыбу, идет пиршество. Посмотрите на этих кровожадных жуков. И даже не боятся. А без еды разбегались. Кажется, миссия залезть в гамак без комаров просто невыполнима. Это то, что осталось после минут 5, наверное, борьбы за свою жизнь. Я убил уже десятки, а их еще тут сколько. Так вот, доброй ночи. Но бульончик был огонь. Смотрите, что делает. Пытается ко мне залезть. Ну, извините. Свободно. И еще одна. Что, походу, это
Они кровь пьют. Кыш, кыш. Да. Сплошные кровососы. День 4. Доброе утро. Спалось значительно лучше. Самы с утра опять проголодались. У меня нет подходящей снасти для таких гигантов, но у меня есть веревка, металлический поводок и огромный крючок. Так что, думаю, у меня есть шансы. Вот как-то так будет выглядеть моя снасть. Уже одна поклевка была. Заснять не смогу, потому что иначе могу телефон уронить куда-нибудь во время борьбы. Удачи мне. Привязал к носу. Если потянет меня тягать по реке, я согласен на это. Из новостей. У меня тут берег обвалился. Лодочка прошла. И 4 квадратов нету. Ну, хорошо, удочка на месте. Я собираюсь плыть дальше. С большими монстрами пока ничего не складывается. Они, видимо, понимают, что такое веревка. Конечно же, я не мог просто взять и уплыть. Попробую еще, но у другого места с такими же деревьями. Самы должны быть везде. Смотрите, какая красота. Сам бы съел. Знаете, в чем особенность стирки вещей на Амазонке? Тем, что цвет воды не меняется. Это одна из тех вещей, что меня реально напрягает. Потому что ты умываешься, моешь посуду. Я, конечно, начинал мыть посуду с мылом, но со временем как-то ты от этого отходишь. Вот. И стираешь все точно в такой же какао водичке. Нет, но если представить, что это правда какао, то, может быть, станет чуть легче. Но нет. Может, через пару недель. Отдельного упоминания стоят вот эти господа. Это муравей-пуля. Они заселили мою лодку. У него огромные мощные челюсти, а еще жесткое жало. Не зря их называют муравьями-пулями. Я уже опробовал пару раз их укусы. Хочу сказать, что не так уж они болезненные, но очень неприятно. И очень длительная боль. День 4. Быт понемногу налаживается. Обустроил лежак, жилет на мою мягкую подушку. Получилось хорошенькое такое кресло. Сейчас начало палить солнце. Я думаю над тем, как бы сделать навес с моего дождевика с отражающей стороной, чтобы можно было лежать здесь и наслаждаться прохладой. Постоянно прилетают разные насекомые. Есть как паразиты, которые пытаются пить мою кровь, так и просто симпатичные, красивенькие. Эта ночь была полегче. Вообще многое зависит от того, насколько хорошо удалось поспать. Но сейчас жарит солнце. И у меня почти кончилась вода. Так что буду искать поселки. Если нет, то буду фильтровать речную. Беда в том, что от такой реки очень быстро забьется фильтр. И толку от него будет немного. Со мной, кстати, плывет огромное дерево, вон, видите? Метров 15, наверное, если не больше. Деревья постоянно обваливаются в воду. Река меняет русло. Очень интересно.
Так плывешь по тихой, спокойной реке, а потом раз, она начинает бурлить. И ты уже несешься в струе. И прячешь свою эйфорию от воды. Видите, закручивает как все. Я так понимаю, это из-за разницы глубины. Какие водовороты. Вот сейчас меня бревном навернет. Ну, деревянные лодочки, пофигу. А вот это посерьезнее уже. Кстати, я не раз задумывался о том, чтобы просто прицепиться к одному из таких больших бревен. Потому что они плывут с большей скоростью, чем я. Видимо, площадь соприкосновения с водой больше. Что если прицепиться к нему и просто плыть, куда его несет? Если его прибьет к берегу, отцепиться. Потому что оно огромное. Так, вот снова в струю попадаем. Вот тебе и тихая, спокойная река. Так, надо удочку мою вытаскивать. А то сейчас точно зацепимся. Не хотелось бы потерять титановый поводочек. Но все-таки петлю на один из сучков бревна большого, что плывет по реке. Я так прикинул, без него, чисто на веслах, я развиваю скорость до 12 километров. Ну, надолго меня так точно не хватит. Нужно много энергии. А с этим бревном я иду около 7 километров. Без бревна 5. Так что, почему бы и нет? Накинул аккуратненько, чтобы если оно вдруг решит повернуться или еще что-нибудь, петля сбросилась сама. С такими штуками нужно быть поосторожнее. Там он маленький сучочек. Вот теперь меня несет с нормальной скоростью. И можно заниматься тентом на моем доме. Привязался чуть подальше на максимальную длину тросика, чтобы вообще не касаться бревна. Так будет побезопаснее. А я все продолжаю белить лодку. Надо организовывать быт. Не знаю, откуда он взялся, но у меня тут новый гость. Ну-ка, выходи, дорогой. Давай, выходи. 2 раза просить не буду. Сковородка на него пойти. Вот он. На бананы повадился мои. Ну-ка, выходи. Жрут гады. Вот он. Тропический таракан. Блестит еще так красиво. Ну ты меня не проведешь. Чем бы тебя это? Ну-ка, выходи. Ну-ка, за борт. За борт, сказал. Это моя кухня. Руками его как-то трогать не хочется. О! Вот. Он упал за борт, но я же видел, что он на лодку залез. Коварный жук. Ну ничего. Дам ему вторую попытку. А там уже будем говорить по-другому. Навел порядок. Смотрите, какая красота. Сделал 2 полочки под все мои банки. А сверху укрывается от солнца уже материалом.
Все хорошо. Да вот только вода все прибывает. Надо искать, где мастера схалявили. Из плюсов она чистая, прозрачная, фильтрованная. Значит, дырочка маленькая. Но это нифига не прикольно, потому что если вдруг спать в лодке, то может быть неприятный сюрприз утром. Прибывает медленно, но мне от этого не легче. Ветер снова мешает набрать скорость, но у меня, как всегда, тут появилось бревнышко огромное. Это вообще метров 20. И оно идет явно быстрее меня. Оно-то не парусит, как я, над волнами. Так что, думаю, зацеплюсь. Когда-нибудь седлали бревно? У меня сейчас именно такое ощущение. В этот раз сделал все немножко безопаснее. Просто достаточно отпустить здесь конец, меня бревно отпустит. Вон оно тянется докуда. Я сейчас на нем. Буквально где-то здесь проходит. Очень любопытно. И скорость километров 8 в час. Мне подходит. Ну, ягодка какая-то плывет. Но есть я ее не буду. Быт на Амазонке. Местные, кстати, так и делают. Я постоянно вижу, как они на моторе и одной рукой управляют, а другой вычерпывает воду. Видимо, таково качество всех местных лодок, сделанных вручную за несколько дней. Ну, зато водичка чистенькая. Я думаю, даже мыло сюда добавить. У меня будет ванна. Очень даже ничего. Когда вокруг такая мутная вода, это приятно. Пришло время еще одной сапоты. Кажется, я понял, как ее чистить правильно, чтобы было удобно есть. А мы несемся навстречу горизонту с моим бревнышком. Мой деревянный конь. Вот и подходит день к концу. Пора идти на берег, бороться с комарами. Ищу место для ночлега. Джунгли, как всегда, удивляют. Я сначала думал, что здесь кто-то есть. Красота. А мне нужно место такое, чтобы скрыть лодочку. Думаю, подальше, вон там заводь будет. Каждый день целое приключение с поиском места. Непростая эта задача — найти место, где можно зачалиться. Потому что вот такие берега, они топкие, по колено и больше. Грязь. Ой, нужна GoPro, но у меня ее нет. Сейчас врежемся. Вот. Так что ищу что-то между. Может быть, топкий берег, но накидать тростник. И на скорости залететь туда. Чтобы лодка зашла как можно глубже в берег. Плюс надо смотреть два дерева, чтобы я мог поставить гамак и не ставить лодку под сухие деревья, потому что они успешно падают в воду. Блин, уже слышу звук комаров. Походу я опоздал. Да, они после захода солнца прямо слышно, как приближаются. Ладно, вон там дальше есть деревья.
Сейчас по-быстрому. Высадился. А здесь все деревья одиночные, куча кустов. Ну что за беда? Можно пройтись подальше. Вещи тащить далеко. Уже темно, комары кругом. Сложно. Ладно. Выживание без купюр. Сначала я прорубил себе дорогу по грязи к деревьям. Теперь, думаю, наверное, придется рубить еще дальше, до более далекого дерева. Я могу здесь не влезть. Но мачете не зря точил сегодня в лодке. Не успел я убить комаров, как ко мне кто-то уже пришел. Большой. Размера игуаны. Ну, покажись. Застеснялся, походу. Ой, ё-моё. Сегодня, кажется, быстрее убил комаров. Но еще не всех. По крайней мере, меньше запустил их. Прогресс есть. Вот это я понимаю, колыбельная. Да, еще шарится кто-то побольше рядом. Но меня беспокоит только одно животное. Это животное человек. Проснулся от того, что мое дерево шатается. Слышите? Это оказались маленькие обезьянки. Вон она, видите? Симпатичненькие. Я еще, пожалуй, маленько посплю. Идет дождик, но его почти не чувствую под такими деревьями. День 5 начинается. Прекрасный рассвет. Вот так по утрам заливаешь в ботинки воду, открываешь сумки аккуратно и думаешь, а может не надо. А потом, ну-ка выходи, давай выходи. А потом вот такой монстр у тебя там сидит. Видите? Это моя сумка. Придется вытряхивать. Вот он. Уходи, уходи, уходи в лес. Вот так вот. Джунгли. Еще каждое утро начинается примерно со следующего. Нужно прогнать с лодки всех непрошенных гостей, плюс отмыть ее. Только что смыл новую колонию муравьев. Они заселяют просто за одну ночь целыми сотнями собратьев. Сейчас все почистим и отправляемся. Да, вот так выглядит утром сборы.
очень тяжело красиво и аккуратно все разложить. Тебя кусают комары. Смотрите, сколько их. Всякие крема не помогают. На 5-й день у меня кончилась вода. Все 7,5 литров, что я брал. Поселков так и не видно. Они спрятаны глубоко в лесу. Вот. Так что набрал воды из реки. Как-то так она выглядит. Я ожидал худшего. Сейчас посмотрим, может быть, немножко устоится. И буду пить с помощью фильтра. Вот иду по одной из проток. Сокращаю путь. Чтобы беречь фильтр, решил сначала фильтровать воду первично через тряпку. Та же марля. А потом уже прогонять через фильтр. Так и избавлюсь от песка хотя бы. Сейчас будем пробовать фаринью с амазонской водой. Дважды фильтрованной. Надеюсь, все будет хорошо. Если все будет хорошо, то один из главных вопросов будет снять с повестки. 5-й день. Поселок на горизонте. Правда, я не уверен, что успею догрести до него. Мне может нести течение. Сил уже не осталось, а еще половина. А течение все сильнее и сильнее вдоль берега. Но мне надо туда добраться. Вижу вышку связи, какие-то ангары. Значит, магазин. И люди здесь точно есть. Кажется, причалил. Руки трясутся. Ну, посмотрим, что у нас здесь есть. Главное, чтобы меня не съели. Нашел магазинчик, купил воды и газировки. Очень уж я соскучился по ней за эти 5 дней. Познакомился с 2 местными. Мардой и Фиделем. Ну, как-то так все здесь выглядит. Даже есть школа. Солнечные панели стоят. Это вам не шутки. И купил прочную веревку. Она мне обошлась очень дорого. Где-то 500 рублей. Но теперь я не переживаю. У меня много веревки, и я могу рыбачить. Фух. Плыли дальше. Прощай, поселочек. Плывем дальше. Теперь у меня есть веревка, и можно готовить снасти. Разузнал по поводу гусениц. Говорят, здесь их нет, потому что слишком много песка. Но они будут дальше. Говорят, там появится более плотная суша и чернозем. Местные коровки. Так что не только потратил денег, но и провел разведку. Прекрасно. С людьми познакомился. И снова дельфины. Давайте еще разок. Прям много-много, штук 8 насчитал уже. В разных местах. Надеюсь, на видео будет видно, сколько птичек на берегу. А эта протока ведет к одному озеру. Я пока тормозить не буду, потому что и так двигаюсь слишком медленно. Постепенно организую быт, привыкну, акклиматизируюсь. И потом уже буду останавливаться на длительные рыбалки и прочее. А пока только вперед, в сторону Кантамана. Глядишь, там и живности побольше станет с рыбой. Размышлял тут на тему, где же лучше спать. Да, спать в сельве с гамаком — это комфортно, приятно. Но если так подумать, то больше всего сил уходит на то, чтобы зачалить лодку, расчистить место под гамак
перенести все вещи из лодки. И если так представить, если мне предстоит плыть до Манауса, если мне хватит сил, хватит здоровья, то это около 70 дней. 70 раз каждое утро загружаться, каждый вечер разгружаться. Нет, все-таки лучше оборудовать лодку для сна. Что ж, сейчас высадка занимает куда меньше времени, чем раньше. Нарубил немного тростника. Он пойдет на усовершенствование лодки. Не уверен, что он прочный, но мне не надо слишком прочный. Главное, что он легкий. Посмотрим, что выйдет. Вот это я понимаю бревнышко. У меня сейчас на лодке такой беспорядок, как будто я ремонт делаю. Вообще так и есть. Еще несколько деталей и будет готово. Эта часть. Одинокий тростник посреди Укаяля. Выглядит сильно. Ведь все его собратья... Вот они. Прямо как я где-нибудь напротив. Изменил крепление веревки. Это нужно для того, чтобы я смог установить солнечную панель и ничего не мешало. Меньше воды будет попадать под эту крышку. Теперь веревка привязана к деревяшке, а деревяшка закрывает собой этот отсек. Там я буду хранить что-нибудь тяжелое, чтобы немножко распределить вес. И сейчас магия. И вуаля. Солнечная панель стала в паз. Теперь вода будет проходить по ней и защищать все, что под ней находится. Конечно, у меня шарнирчиков нету. У меня и гвоздей-то нету. У меня есть только мачете и тростник. Но выглядит, по-моему, неплохо. Осталось организовать здесь пространство. И будет вообще замечательно. Может быть, по полу разложу тростник тоже. Познакомился с Петером и его другом. Поговорили немного на воде. Уже все легче. Надо возвращаться на течение. Сейчас мимо такого бревна пронесу. На такой скорости. Река входит в побережье. Сносит все на своем пути. Там была плантация бананов. Части ее уже нет. Куда река хочет, туда она здесь и идет. А я иду с ней. Река то и дело преподносит сюрпризы. Смотрите, это же кокос. Сейчас подгребу. Косик, пойдем со мной. Пойдем со мной. Вот это я понимаю подарок. Вот это прекрасно. Не знаю, нормальный ли он. Вроде он закрытый. Я его помою и съем потом. Кайф. Гремит гром. Появилась радуга. Опять пора причаливать. Или нет? Солнце садится. Пожалуй, да. А то опять буду посреди ночи искать место для сна. Как вчера, и позавчера, и позапозавчера. В общем, как во все дни. Немножко организовал все еще. Завтра доделаю. Паркинг лодки — это отдельное искусство. Все. Лодочка поплыла без меня. Теперь ищем место. Скорее всего, вот сюда я ее носом загоню. Специальное расстояние беру.
раз вляпался. Вытянуть нужно ее посильнее, потому что если будет проходить какая-нибудь баржа, волнами будет заливать. Фух, и может снять с якоря. Ну, тут есть за что зацепиться. Сегодня ночуем здесь. И ночуем в лодке. Эти трости должны мне помочь. Дождь все ближе, гремит уже, поэтому набросал побыстрее палки, как есть. Дорабатывать уже буду все завтра. Надеюсь, не утону, потому что сегодня я ночую прямо на реке. Если лодка наберет слишком много воды, я проснусь и почувствую это. Может, заведу будильник и проверю посреди ночи, сколько воды. Да, я уже спал в лодке, но тогда нос был задран больше. И это была заводь. Так что немножко страшно. Но мне нужно проверить такую возможность. Смотрите, как низко облака. Фух, красота. Надеюсь, все будет хорошо. Доброй ночи. Вот и дождичек приличный подъехал. Спрятался как мог. Но тент прилегает прямо ко мне. Я чувствую, как капли по мне бьют. Ну, здесь это небольшая проблема. А вот комары, как же они меня достали уже. Вот, как-то так. Ну еще душно из-за тента. Надо придумывать тент на лодке, чтобы спать можно было хорошо. Без вот этого вот всего. Ладно, доброй ночи. Теперь уж точно. Сделал себе окошко, чтобы дышать и наблюдать за происходящим. Но ощущение, что здесь наблюдают за мной. Ждут, пока я выйду. Но мне, пожалуй, здесь неплохо. Прямо сейчас. Просто посмотрите на это. Нет, не надо, не тыкай меня своим хоботом. Проснулся от яркого света недалеко от лодки. Довольно крупный корабль прошел на большой скорости вверх по течению. Но самое интересное, что за собой он волок что-то вроде баржи, на которой находился гроб со свечами. То есть это что-то вроде похоронной процессии, не знаю. Но самое интересное было после. Обычно вдоль этого берега, где я встал, не проходят лодки, тем более на такой скорости. Так что меня захлестнули волны и болтали как щепку влево и вправо. Но все обошлось. Я убедился в том, что лодка справляется успешно с такими фокусами ночными. Да, конечно, я теперь почти всю ночь не сплю. Еще и кораблей почему-то прибавилось. Спать в основном течении реки плохая идея. Ну ладно, ничего. Все хорошо. Доброе утро. День 6. Смотрите, какая огромная птица. Черной головой. И при повороте звук трещотки.
Интересно. Вот под такой бы не хотелось угодить. Он просто сомнет все на своем пути. Пасифико. Тихий. С утра решил порадовать себя кокосом. Никогда в жизни еще я их не открывал. С помощью мачете это значительно проще, хочу сказать. Внутри меня ждет много сока и мякоти. Прекрасный завтрак. Бон аппетит. Если бы вы знали, какой он вкусный. Когда ты сам его нашел, сам открыл, ну и сам, конечно же, съел. Бананы на 6-й день совсем соспели. Придется убирать те, что были поедены насекомыми. Вон там есть. И избавляться от этого стебля. Разложил их по мере созревания. А те, что совсем уже перезревшие, применю на рыбалке. Либо съем, если они не поедены насекомыми. Нашел себе новое ездовое бревно. Можно немножко отдохнуть после непростой ночи. Самое неприятное в таких поселенцах, что я не знаю, насколько он ядовит и опасен для меня. Так бы я спокойно позволил ему здесь жить. Но что если его укус для меня может плохо кончиться? Куда это меня с моим бревном принесло? Кажется, тут уже много его собратьев застряло. Но мы прорываемся вперед. Отдельно обязательно стоит упомянуть, что нужно очень внимательно следить за руками. Потому что постоянно натираются мозоли, постоянно попадают занозы, под ногти забивается краска от лодки, колючки и прочее. Поэтому каждый день я проверяю, не болит ли у меня какой-либо из пальцев, все ли нормально с руками, потому что вон ранки всякие. Если что, дезинфицирую, достаю грязь из-под ногтей. Для этого на крайний случай у меня есть спирт, чтобы дезинфицировать и раны, и вещи. Впервые за 5 дней вижу впадающие ручьи. Не реки постепенно, а именно с перепадом высот ручьи. Значит, недалеко есть возвышенности. Глядишь, дальше будет еще интереснее. А я продолжаю оборудовать дом на воде. Повешал сюда мешочек. Он не будет мешать спать и не будет мешать грести. На вторую сторону, думаю, гигиеничка. Она большеватая. Не знаю, надо подумать. Или что-нибудь еще. Смотрите, какая вода ручьев. Вода черная. Мангровые леса. Так как на носу все уладил, пришло время заняться кроватью. Хватит страдать. Пока только начал, надо еще высадиться, чтобы добыть побольше тростника. И будет кровать. Потом займусь тентом. Не знаю пока как закреплю, у меня же нет гвоздей. Ну, разве это проблема? У меня есть мачете. Есть мачете, нет проблем. В этот раз место для поиска тростника более заросшее, видимо, более старое. Нужно быть еще осторожнее. Здесь по-любому кто-нибудь уже живет. Фух. Надеюсь, сегодня доделаю кровать и буду спать. Хорошо. Ну что ж, поехали. Это бананчики для рыбалки. Подождите маленько. Веревочка. Надеюсь, я тут не утопну.
О, вон кто-то. Я же говорил, тут много кто живет. Опа! Бурлаки на Волге. Да, место не очень удачное. Но следующее может быть не скоро. Мне нужны стволы тростника. Нужен постарее. Значит, надо идти вглубь. Плохо, что я штанины не надел. Слышите эти звуки? Блин. В какую сторону идти? Вот эти молоденькие. Ладно, тоже пойдут. У меня пока еще опыта немного. И мачете подзатупилась. Так что с одного удара... Ага, ну он снова посадился. Фух. У меня есть время попрактиковаться, но надо наточить мачете. Она уже подубитенькая. Так, и я утопаю. А? Такое дело. Угол главное хороший выбрать. Ну все, отмылся. Теперь у меня здесь болотце в лодке. Надо вычерпывать. Зато у меня есть тростник. Можно продолжать делать кровать. Как только разберусь с этим потопом. И комаров с собой захватил. Ну вот. Это уже на что-то похоже. Тростника мне не хватило. Ну, у меня будет время заполнить пробелы. Или наоборот сделать их побольше. Для вентиляции. Но красавчики вернулись. А вот и он. Вот тут хорошо видно. И место занял. И вещи ближе расположил. Осталось сзади доработать. Но это уже завтра. Сегодня сил нет. С этой стороны тоже уже порядок. Мои тапочки. И под крышкой еда, зарядка, гигиеничка. И в сумке штуки на всякий случай. 240 километров позади. И я наконец-то вижу горы. Значит, да, может измениться и флора с фауной. Может, именно там начинается чернозем, появятся гусеницы, и я смогу рыбачить. Как раз за завтрашний день должен закончить с лежаком. Но уже и сейчас это намного удобнее, чем раньше. Природа здесь, конечно, фантастика. Облака заслуживают отдельного видео. Смотрите, какие корневища интересные. Пушистые, чтобы впитывать всю влагу, что до остряка. Но скоро река заберет это дерево, как и многие другие. А я ищу безопасное место. Наученный последней ночью, я выбрал место получше и засветло. Это бревно прикроет меня немного от волн. И главное, я очень сильно вылез на землю. Надо будет еще потом лодку доработать и сзади сделать что-то типа дополнительной защиты, чтобы если идет волна, меня не захлестывало. Сейчас лодка стоит на бревне, так что спать можно спокойно.
Даже если наберется полная воды, она тут никуда не уйдет. Место. Каждый раз выхожу на сушу и что-то новенькое. Здесь, судя по всему, небольшой прудик. Когда была речка, здесь еще был сом. Но сейчас он уже не с нами. Он в лучшем мире. Что ж, пройдемся немножко. Так сразу и уверенности. Плюс 100-500. Правда, лучше бы идти с палкой в другой руке, чтобы проверять, насколько топкая земля. Она топкая. Так что мачете не помогло. Я могу пройти здесь. Опа. Это. Да, здесь небольшой мангровый лесочек. Может, хоть здесь крокодил есть. Я ради кого по Амазонке-то сплавляюсь. Нет, ни крокодила, ни анаконды. В другой раз. Какая красота, смотрите. Птички разные. Я понимаю, что порой мои комментарии звучат как-то глупо. Но я обычно пишу, а не снимаю видео. Так что понять и принять. Другого выхода у вас нет. Буду растягивать гамак. А вот и тесты подъехали. Один большой груз и ракета, пролетевшая мимо. Что будет с моей лодкой? Просто представьте, я спал, только без всех этих барьеров, и ночью проехал огромный корабль мимо меня. Меня болтало просто мамма мия. Очень страшно. Но я держался за борта и думал, ну не вывалюсь же я, не вывалюсь. Нет, не вывалюсь. Не вывалился. Так, это, считай, как колыбельная. После того, что я испытал ночью, ничего страшного. Удалось настроить гамак чуть лучше, но все равно есть проблема того, что там, где голова, находится сидушка и немного приподнят. Вот. С тентом еще предстоит много работы. Пока что, если я накрываюсь тентом, то тяжело дышать, не говоря уже о том, чтобы спать. Вот. Но другого выхода пока нет. Надо делать что-то типа навесного. Солнце уже почти село. И я думаю, что можно попытаться поймать рыбу. Поставлю на ночь 2 донки сюда с моей новой веревкой и бананами. У меня же больше нет ничего. Я поищу, конечно, здесь. Может, есть. Может быть, утром у меня будет рыба. Слава веслу! Дождь начал усиливаться, и мне пришла в голову мысль. Я растянул тент на весле. Посмотрим, что из этого выйдет. Ой, опять пришли они. Не смог поставить вторую донку. Поставил лишь одну. Потому что меня съедают. Слишком много укусов получать тоже не стоит. Здесь вообще-то денге есть. Главное, чтобы эта речушка, по которой я сейчас хожу, измельчавшая, не дала течь хорошую. А то я искупаюсь точно. Все. Попробую залезть со стороны входа в гамак 2 метра глубины.
Такое себе удовольствие. То чувство, когда донку поставить не забыл, а вот в туалет сходить забыл. Но вылазить уже нет даже технической возможности. Там просто... Они как по щелчку, нужно время засечь во сколько. Потому что разница колоссальная. Сразу ощущаешь, что они здесь. -1. Вот так каждый день. Каждый день. Фух. Ничего, когда-нибудь я привыкну. Наверное. Кто-то пытался под тент залезть. Надеюсь, что это была мышка. Ночью начался сильный ливень, постоянно сверкает молния, появились волны на воде. Опять бессонная ночь. Я понимаю, что моей лодке ничего здесь не угрожает, конкретно в этом месте, но спать все равно не получается. Проснулся от того, что почувствовал, что я мокрый. Оказалось, что один из больших кораблей прошел на большой скорости, и тент сорвало с весла, потому что лодку двигало. Дождь очень сильный, сейчас уже успокоился. Тент восстановил. Спальник высушу утром, ничего страшного. Просто хотелось бы поспать спокойно. Дождь стал слишком сильным, и лодка набрала столько воды, что я буду сейчас ее вычерпывать. Что за жесть просто. Иначе она пойдет ко дну. А вода достигала бамбука. Представляете себе? Сейчас буду вычерпывать все этим стаканчиком. Уже наступил рассвет. Речка, про которую я шутил, начала течь в своем русле, а я все вычерпываю воду. Дождь слишком сильный. Тем временем меня кусают комары. Ну что ж такое, а? Ой, зато ванну принял. Свои плюсы. И постирал все, что было в лодке. День 7. Что ж, дождем меня не удивишь. Продолжаем сплав. Теперь и течение будет побыстрее. Во всем свои плюсы. Поехали. А говорят, что под лежачий камень вода не течет. Еще как течет. Дождь немного утих. Я сижу в 2 дождевиках и спас в жилете. Так теплее. Ждал, пока наберется дождевая вода для варенья. Нужны силы, чтобы догрести до Кантаманы. Потому что довольно холодно. Дождь не повод останавливать стройку. Ищу кое-что для того, чтобы соорудить навес. Помните удочку? Думаю, они подойдут. Вот, примерно так. Эти прутики прекрасно гнутся. А значит, можно сделать по типу теплицы тент. И заодно внутрь войдет гамак.
У него же такие же дуги. Как дождь закончится, можно будет заняться этим всерьез. Подходим к Кантамане, столице региона Укаяля. Это значит, что позади уже 250 километров за 7 дней. Не так уж много, но мы же никуда не спешим. Здесь уже появляются какие-то горы, холмики. Изменился грунт, меньше песка. Может, появятся и гусеницы. Было бы прекрасно. Тогда начнется нормальная рыбалка. Но дождь не прекращается. Сойду на берег. Надо поискать гвоздей для конструирования крыши. Я бы хотел, конечно, много чего поснимать здесь, но идет сильный дождь. Так что вот так выглядит. Мне надо найти здесь несколько нужных вещей. Чтобы мне это холодное утро не стоило здоровья, заглянул в столовую, чтобы поесть горячего супчика. Я неделю ел только форину и один раз рыбу. Представляете, какое это будет наслаждение? Заготовил несколько прутьев, но не уверен, что хватит длины. Очень сложно найти тростник, не поеденный термитами и прочими гадами. Нужно искать прямо зеленый-зеленый. Этот вряд ли подойдет. Видите, он желтоватый. Вот эти вот хорошо гнутся. Ну, попробую что-нибудь сделать. А это для продолжения кровати взял. Вот так. В одной из жердей оказался целый муравейник. Очень интересно. Можно увидеть, как все устроено, где хранятся яйца, а где выращивается плесень. На видео это плохо видно, что муравьи питаются ей. Очень классно. Такое их сейчас так много, что придется не везде сейчас, а то будут. А это две мои главные покупки. Первое, это, конечно же, гвозди. Много гвоздей. Теперь я смогу улучшить лодку, как я хочу. И чесночок. Потому что ночь была слишком жесткой. Для профилактики нужно поесть чесночка. А теперь я могу заняться апгрейдом. Кто-то, вероятно, задастся вопросом, а почему так долго? Я бы за один вечер уже сделал кровать, крышу и вообще все что угодно. Но весь вызов заключается в том, что я не прекращаю сплавляться. Я сейчас эту несчастную дощечку 1 час делал. Видите, добавил, нарастил немножко лодку с конца. Потому что буду делать тент с конца. Вот. И чтобы это сделать, мне пришлось переложить все вещи на нос. И потом при помощи одного лишь мачете, у меня нет другого инструмента, у меня нет молотка, все это сделать. Сейчас я уже высажусь на берег и закончу заднюю часть. Есть как раз таки немножко дощечек, что можно применить. А все остальное буду конструировать из тростника. У меня сейчас прямо на глазах здоровый сом попался в сеть. Соблазн съесть его, конечно, велик, но я поймаю самостоятельно. Задумался о том, может, стоит купить пару квадратов сети, плетеной из веревки. Все-таки здесь так рыбачат абсолютно все. Никто не использует удочку из-за больших рыб, потому что они просто все рвут. Не знаю, всегда был против сетей, но может пару метров. Сейчас хочу попробовать одну важную вещь. Ищу берег пониже, попробую причалить задом и вытащить лодку. Там есть 2 ручки сзади, так что есть шансы. За нос тянуть никогда не получается.
Попробую-ка здесь, может выйдет. Вышел на берег. И снова дельфины. Как бы здесь ни было тяжело, но здесь слишком прекрасно. Давайте. Испугались меня. А нет. Пытался вытащить лодку. Все бы ничего. Да здесь вот твердый песок. А вот этот, который должен быть казаться твердым, он самый мягкий. Так что здесь берега нет. И самый твердый песок. Ой, застрял. Уже 1,5 часа ищу твердую землю. Безуспешно. Либо глубоко, либо земли нет. Скоро сядет солнце и прилетят они. Надо что-то делать. На тот берег это минут 20 грести минимум. Ой, не знаю. Здесь красиво, атмосферно, но глубоко. Учитывая, что лодка набирает воду, я пока еще точно не знаю, сколько за ночь. Плюс надо еще молотком поработать. Ну как, палкой. Нужна земля. Срочно нужна земля. Нет. Пытался и так, и сяк, и боком. Я могу поднять одну из частей лодки. Могу затащить, но вторую при этом не получится, потому что на вторую весь вес. Берег слишком крутой, он сантиметров 20 в высоту, поэтому при подъеме одной стороны вес приходит в другую. 5,50. Комаров нет. В сельве какие-то грохотающие звуки. Ну, ничего. Наверное, крокодилы лес валят. И здесь опять мое любимое дерево с фруктами, которые падают и самы их едят. Так что надо готовить снасти. Но я наверняка не успею. Опять придут комары. Надо искать лагерь за 2 часа до заката солнца. Но сегодня постараюсь засечь, во сколько вообще они появляются. Потому что они как по щелчку. Думаю, как только солнце полностью зайдет, они вылетят. Насколько я знаю, малярийные комары орудуют только ночью. Видимо, это они. Ладно, надо быстренько гамак установить. 6:10. Вот они, демоны прилетели. 20 минут разница. А я поставил рыбачить донку. Вместо того, чтобы гамак быстренько натянуть. Ну, такой он. Рыболовный азарт. Ничего. От пары сотни укусов не умру. Надеюсь. Так как лодку затащить на берег не удалось, решил сегодня ночевать бортом к берегу. Да, это не очень правильно с точки зрения обращения к волнам. Встречать волны боком — это вообще моветон. Но, может быть, в моем случае это будет исключение. Потому что так у меня есть в запасе довольно большое расстояние. А если я сплю с носом задранным, у меня вот здесь уже вода. Тут видно, кстати, до куда она доходит. То есть, если вдруг лодка не отпружинила волну, то, конечно же, часть зальется ко мне. Посплю сегодня так. Надеюсь, все будет хорошо. Заякорился, сделав такие штуки. Выглядит намного лучше, чем раньше.
Осталось надеяться, что сработает уже лучше, чем раньше. И я не проснусь сегодня от того, что нужно черпать воду из моей ванны. Вот. Доброй ночи. Собирал ловушку для мальков. Да, я решил наловить все-таки мальков, а не бегать за гусеницами. И смотрите, кого он нашел. Сейчас мы ее отпустим. Все, свободно. Она огромная, с ладошку. Тут где-то рядом вторая. Съедай всех комаров. Пожалуйста. Около меня их много. Слышала, да? Повернула голову. Все, надеюсь, кого-нибудь маленького хотя бы поймаю. Интересное ощущение. Вы, конечно, не сможете увидеть то, что вижу я. Надо мной яркие звезды. Слева от меня шумят джунгли. Справа от меня булькают самы. Часть из них огромная. И не знаю, в таком положении словно стало страшнее спать. Потому что я собрал все и сразу. В шаговой доступности я для леса. В шаге я от 2-3 метров глубины. Это прям вау. Да, мне бывает страшно. Но это нормально. Теперь точно. Спокойной ночи. А вот и первые тесты подъехали. Пролетела ракета вниз по течению на средней скорости. Ну, ночью они не летают, как днем. И что в итоге? Меня боком побило о берег. И часть грязи расплескала на меня. Да что же будешь делать? И я не знаю, что будет, если пройдет большой груз. Еще более крупные волны. И что тогда? Не расплескает ли меня отсюда вообще? С добрым утром. 7-й день начинается. Воды за ночь набралось не так уж много. Спалось тоже довольно комфортно. Как бы сильно меня не качало на волнах. Так что посмотрим. Сейчас пойду проверять ловушку для рыбы. Нужны мальки. Какая красота сегодня. Утро начинается с наслаждения рассветом и операции самому себе. Потому что что-то попало под ноготь, даже куда-то глубже. Приходится вскрывать вместе со спиртом и ножницами. Сомнительное удовольствие. Обычный день на реке. Везут 2 дома. Заклеил пальцы, чтобы вода пока не попадала. Надеюсь, все пройдет. И нужно разбирать этот срач и сушить вещи. Надеюсь, сегодня будет много солнца. Потому что спал я в мокром спальнике, в мокром гамаке. И то и дело меня захлестывали волны.
Кстати, сегодня есть и приятная новость. Вода поднялась и течение выросло в скорости. Около 9 км в час. И можно понять по обилию бревен, досок, деревьев, что в верховьях Амазонки идут серьезные дожди. Видимо, те, что меня заливали прошлой ночью. Это круто. Думаю, сегодня или завтра, если будет солнце, устрою день отдыха. Вытащу лодку на берег, все просушу, проверю состояние, почищу все снаряжение от А до Я, выгоню всех муравьев, потому что они меня достали. Здесь уже несколько колоний в разных уголках. Ты их выселяешь, а они плывут к лодке. Они молодцы. Тут вообще все насекомые умеют плавать, представляете себе? Такие дела. Если найду удачный берег, то причалю на денек. Поселок под интересным названием Инахуайя. Весь находится на холмах. Жителям здесь повезло. Потому что на остальных участках Амазонки река постоянно уничтожает дома вместе с деревьями и посадками. А здесь довольно спокойненько. Интересно. Пошел добывать тростник для крыши. Задел не то, что надо. Смотрите, что здесь. Еле успел заметить. Так бы меня уже пожирали. Ох, ужас, сколько тут. Самые агрессивные существа в джунглях. Фух. Этого тростника должно хватить. Занес на свою лодку еще больше муравьев. Но вроде как колоний в этот раз не было. Я смотрел внимательно. То муравьи — это реальная опасность для меня. Они могут меня выселить отсюда. Каждый день, не меньше часа, я занимаюсь тем, что чищу лодку от них. Заселяют все углы просто. Теперь надо найти место, где можно причалить и построить все, что я хочу. Но берега высокие. В чем проблема? А все равнины заняты деревнями. Ой. Запарился жутко. В рубашке с мачете в жару. Это жесть. Познакомился с местными. Меня пригласили пообедать, приготовить рыбу. Они здесь живут где-то. Надеюсь, пообедать не мной. Такая местная шуточка про каннибалов. Мы поели. И я с Хоносом... Видео! Я с Хоносом иду учиться ловить рыбу по-местному. Он продавец рыбы. Он пользуется сетями, но расскажет мне о других важных деталях. Все свое у меня с собой. Надеюсь, все получится. Да, забыл сказать. Здесь есть кайман и змеи. Здесь начинается озеро. Так что все самое интересное как раз таки тут. А вон они, и кано. Сей. Sí, porque mucha lluvia. Ребята, мне выделили каноэ. Мы установили ловушку для рыб. Veo. Sí, yo creo mucho. Tal vez ahora. Оказывается, здесь не знают, что на бутылку можно ловить мелюзгу. Так что научу немножко. Классно. Я на шатком каноэ плыву по пруду, где есть крокодилы и пираньи. Вот и приплыли. Все, дальше я прячу телефон, потому что могу перевернуться, но очень неустойчивое.
Ну все, мой попутчик ушел ставить сети. Меня оставил посреди мангрового леса, потому что я хочу рыбачить. Вот такие дела. Тут такая красота. Боюсь только за телефон. Хочу увидеть крокодила и поймать пиранью. Главное, чтобы не утонул телефон. Посмотрим, на что я здесь сгожусь. Погружение в жизнь местного. Уже темнеет. Рыба перестала клевать. Как раз должны появиться крокодилы. Может, я их дождусь, если мой друг не вернется. Может, это как в песне Короля и Шута? Друзья хотят поесть. Пойдем, пройдемся. Нашел подход к рыбе. Да, немного, да, мальки. Один есть съедобного размера. Вот такой вот. Но все равно прикольно. Я хотя бы знаю теперь, как их ловить, когда свет есть. Ловятся здесь они на такую вот ягодку. Интересно. За ней я уже тоже сплавать успел. Лежу под звездным небом в гамаке. Мы сытно поужинали осада из рыбы. Я ел какую-то пиранью и еще сама. Очень классный опыт общения с целой семьей рыбаков. Мне здесь искренне рады, и я искренне рад им. Все как во время автостопа. Интересно, ведь еще день назад я ложился спать в мокром спальнике под дождем. И было так непросто сохранять боевой дух, а тут такой контраст. За это я люблю такие путешествия. Это прекрасно. Как всегда жаль, что я не могу показать вам это небо. Я не думал, что здесь точно такое же небо, как в горах. Оно просто фантастическое, но дополняется еще обилием жизни в сельве. Просто послушайте. Мы возвращались из мангрового леса уже затемно, но крокодилов встретить не сумели. У меня еще будет время с ними повидаться. Так что доброй ночи. Посмотрим, что будет завтра. День 9 наступил, а я все сплю и сплю. Сегодня будет выходной. Только рыбалка. Еще и палец болит. Хотя вроде там ничего нет. Сегодня постараюсь достроить лодку и поймать что-нибудь покрупнее. Смотрите, это анаконда попала в сети. Очень интересно. А сама добыча в сети, вот она. Вижу что-то похожее на дорадо. Небольшие пираньи. Смотрите, какая разная рыба. Где-то я здесь видел пиранью.
А, вот она. С красноватым брюшком. Это пиранья. Еще есть вот такие хищники. С огромными зубами. Такого бы половить. Но мне Хонос говорит, что сегодня я пойду ловить вот таких. Только поменьше, конечно же. Хотя кто знает. Такую рыбу здесь называют сардина. Интересно. Везде сардина. А вот этот сом очень интересный. Смотрите какой. С длинной мордой. Полосочку. И вот этот тоже. Интересненький. Вообще здесь вся рыба интересная, особенно для меня. Такой сомик. Такой мягенький сомик. Вот такие мне особенно нравятся, конечно. Прикольно. А, вот она, пиранья. С огромными зубами. Еще живая. Классно. Сегодня каноэ занято, так что я не могу отправиться на рыбалку. Хотя я уже и поймал одну рыбину. Но смотрите, какую красоту я сегодня сделал. Крепление смотано. Конструкция довольно легкая. Сзади, как у машины. Теперь все приличненько. Как дом. Сверху будет накидываться стенд. И осталось сделать так, чтобы солнечная панель установилась. Вот теперь такая конструкция глаз радует. Посмотрите просто. Провод провел внутрь. Теперь у меня почти яхта. Осталось доделать кровать. Думаю, завтра еще здесь. И в путь. Вот и подошел еще один день к концу. Полдня занимался лодкой. Теперь она радует меня еще больше. Ага. В вечернем осмотре обнаружил у себя на одной из ног мозоли довольно жесткие. Видимо, слишком много провел в сапогах. Но странно, что на второй ноге таких нет. Надеюсь, что это просто мозоли. Но помазал их мазью антибактериальной, что должно защитить от всякой гадости. Зрелище не из приятных и довольно больно. Ой. Надеюсь, утром будет лучше. Доброй ночи. Доброе утро. День 10. Здесь нужно быть все время на чеку, потому что ты с просонья тянешься за кофтой, а там сидит уже один гость, готовый атаковать и защищаться. Вот так вот. Сегодня идет дождичек. Надеюсь, он быстро пройдет. Пришло время закончить кровать. Толстых тростников я здесь не нашел. Ну, так тоже хорошо. Потом, в любом случае, его менять со временем. Нога побаливает,
все-таки натер мозоли водой в сапогах. Но сегодня идет дождь, так что я в любом случае ноги не высушу. Так что ищу себе тростник для кровати. Чем быстрее закончу, тем быстрее продолжу путь. Потому что семья, конечно, Ханаса очень классная, очень гостеприимная. Но не хотелось бы злоупотреблять. Вот вроде бы много тростника, но это другое. Я уже различаю. Их два вида. Один более полый внутри, а другой нет. Мне нужен более твердый. Здесь уже я прорубал дорогу в тростнике. Так. Вот такая здесь красотища. Я уже привык к такому. Ну, вам, думаю, будет приятно. Вот, кстати, один, а вот другой. Темный и светлый. Но мне нужен потолще. Так. Мне здесь еще ходить и ходить. Что надо расчищать дорогу. Потому что пауков, различных жуков очень много. Если не чистить, постоянно будешь на них натыкаться. Плюс еще штаны рвут всякое. Так, здесь я еще не ходил. Но здесь-то я и найду тростничок постарее. Маленькие лианы. Это дерево, кстати, интересное. Оно все зелененькое. Очень плотное. Но тяжелое. Для лодки мне не сгодится. Так, придется прорубаться опять. Проложили себе вверх, называется, в джунгли. Вот тут. Тут еще никто не ходил. Такие места интересно заходить. То и дело бегают разные игуаны. Заснять их очень тяжело. Так. Что у нас тут? Запутался в траве, поэтому и надо все срезать, как бы это жестоко не выглядело. Но это тебе не наши леса. Если хочешь безопасно ходить, это необходимо. О, кстати. Но блин, нету того тростника. Есть маленький. Маленький мне не годится. Идет дождь, кстати, здесь сегодня почти не ощущаешь. Ой. Окей.
Так, а это уже я здесь ходил. С другой стороны. Может, я пропустил что-нибудь? Вот этот. Может быть. Обратился к Хонусу за советом, что он делает, когда у него мозоли, когда, как он выражается, вода съела, вода ест ноги. Интересное выражение. На испанском переводится оно именно так. И он дал мне моторное масло от лодки. Говорит, это помогает. Ну, я парень простой. Мне сказали, я поверил. По идее должно, что масло защищает ноги от воды, не позволяя смешиваться. Да и жить кому-либо в масле очень сложно. Так что это в какой-то мере еще и антисептик. Смотрите, какие у меня следы на ногах. Все в точечку. Но я уже почти не чувствую укусов. По крайней мере, от комаров. Другое дело черные мухи. Здесь есть такие маленькие оводы. Очень злостные. Просто ненавижу их. И они, кстати, поселились у меня в лодке. Они прячутся там от дождя, а потом вылетают и меня едят. Такие дела. Ну, кровать, кстати, почти закончена. Думаю, на пока хватит. Надо думать над креплениями для тента. Потому что дождь не прекращается. И мне в любом случае надо продолжать путь. Добавил на дно решеточку из тростника. Она должна помочь мне сохранить вещи чуть более сухими. Плюс поможет мыть лодку. Если я буду заливать воду, она будет проходить под вещами. Теперь можно закрывать палубу моей кроватью. Завтра уложу вещи, посмотрим, как оно будет в деле. Целый остров плывет, смотрите. И там местный птиц добычу собирает. Огромный остров. Представьте, на таком сплавиться до Манауса. К концу он, наверное, станет еще больше. Ну, либо расколется. А я все экспериментирую с тентом. Сложно. Надо покупать пластик, чтобы накрывать. Потому что мой тент большой, но его не хватает. Ну что, друзья, 10-й день подошел к концу. Лежу с ногами в моторном масле. Слишком много воды. Идут дожди, то и дело. Но есть хорошая новость. Я почти закончил крышу у моей лодки. По крайней мере, половину крыши. Переделал отдел для вещей. Скоро увидите. Мне очень нравится. Это значительно облегчит мой быт. Значит, будет больше энергии на восстановление. Вот. Доброй ночи. День 11. Доброе утро. Меня хотят выпить, как всегда. Нога уже лучше, мозоли подсохли.
Сегодня продолжаю сплав. Пойду укладывать вещи и кормить комаров. Упаковал лодку, гамак и укулеле в мешки, обмотал скотчем и уложил в один из отсеков. У меня еще куча свободного места, и теперь рюкзак свободен. Смогу в него набирать дрова, еду и прочее необходимое, и использовать как спинку. Здесь моим вещам ничего не угрожает. Тем более с таким полом. Освобождаем жизненное пространство. Мой последний роскошный обед. Следующий будет тогда, когда я поймаю рыбу. А это что-то типа каши из банана и молока. Очень вкусно. Чао! Прощаюсь с прекрасной семьей. Кто знает, когда еще я познакомлюсь с людьми. Чао! Sì, non ti preoccupi. Надо поворачивать, а то не хотелось бы врезаться в первую же минуту. Семья Ханнеса на прощание вручила мне прекрасный горячий обед. Рыбы соленые в дорогу. Где-то здесь, кстати, и мой сом. И банан. Их нужно готовить, но они все равно классные. Очень похожи на картошку, если их сварить. Что ж, я даже соскучился по реке. Весло стало таким легким, знаете. Видимо, я хорошо отдохнул и набрался сил, хорошо питаясь. Нужно постараться и дальше продолжать в том же духе. Впереди около 1 месяца до Икитоса. Больше 900 километров. И кто знает, сколько после. Мимо рыбак показывает жестами, что готовься, впереди дожди. И да, видимо, он там был недавно. Ну ничего, сейчас мне будет немножко полегче. Накину тентик и буду спокойно плыть по течению, если все пойдет по плану. Что ж, это уже совсем другое дело. Дождь действительно начался, но мне довольно комфортно. Моя рубашка суха и почти не пахнет. Тентик работает. Да, предстоит еще немножко доработать все, но уже значительно лучше, чем совсем недавно. Пережил дождь без каких-либо проблем. Тент теперь складывается вот так вот аккуратненько. Здесь сушатся вещи постиранные. На меня напал жуткий голод. Решил попробовать соленую рыбку. Да, я здесь нашел пару личинок. Видимо, местные не очень солят. Но нашел рыбу без личинок. Ее поем. А остальное досолю получше. И как будет солнце, высушу. Вот. Да и страшного ничего в личинках этих нет. Бонус протеин. Бон аппетит. Очень вкусно. Рыбины огромные просто. У меня очень большая рука, но рыбины огромные. Все, плыву в Олияну. Хочу купить москитную сетку, чтобы спать в лодке без гамака. Я вспомнил, что купил чехольчики, так что в принципе могу снимать и в дождь, чтобы не терять такие важные моменты и не потерять телефон.
свои зиплоки. Если не нырять, то дождичка вполне спасет. Картинка будет более мутная, но я думаю, так лучше, чем никак. Ой, что-то очень медленно плыву. Сел уже на весла. Нужно грести в сторону Орельяны. А то спать придется в гамаке без москитной сетки. Так что весла мне в помощь. Здесь все сухое в этот раз. Прям приятно на душе. А то, что я немножко мокну, это не страшно. Добро пожаловать в Орельяну. Сегодня нет дождя. Ну, во время высадки, по крайней мере. Еще минут 10 назад все заливало. Но с тентом это не проблема. Как-то так выглядит среднестатистическая ланча. Ну, не корабль мечты, но побольше моего, конечно же. Это уже порт. Где-то здесь я и высажусь. Надеюсь, мою лодку не успеют ограбить. Меня, кажется, полгорода собралось провожать, когда я уезжал. Вот еще одна лодка грузовая. Все, продолжаем путь. Купил москитку. Купил большую бутылку воды, наконец-то. Можно ехать дальше. Фух. Так интересно, говорил сейчас с местными. Их собралось довольно много в Орельяне. Говорят, что они боятся выходить на воду в большие волны, а я нет. Так интересно. А ведь все дело просто в конструкции лодки. Моя лодка оборудована 2 бревнами, так называемыми топами. По сути, превращаясь немножко в тримаран. Из-за этого она чуть более устойчива. Ну, плюс я знаю, что нужно поворачивать носом к волнам. То есть, в принципе, ничего сверхъестественного. Достаточно немножко подумать над этим, а не просто бояться. И сколько таких страхов есть у нас, которые мы воспринимаем как норму, но это не значит, что это норма. Это значит, что мы привыкли к ним, что мы выучили свою беспомощность к волнам, к грозе, ко всему, к природе. Такие дела. Попробую сейчас повешать москитную сетку. Солнце заходит. Надеюсь, сегодня будет спокойная ночь. Да, кстати, хочу поделиться радостью. Присмотрел у местных и купил спиральки. Самое интересное, что именно такими же спиральками мы в Сибири в свое время спасались от комаров. И здесь они тоже в ходу. Посмотрим, как оно в деле. Очень странный местный проехал вместе с семьей. Я не знаю, за кого он меня принял. Но он снял штаны и хлопал себя по заднице, типа вот. Ага, показывая ее мне. Может, он решил, что я американец. Вообще надоело, что меня называют гринго. Это прям раздражает. Ну, что поделать. Так здесь повелось. Здесь вообще боятся белых людей, как мне объяснил Хондес. Пело Каро. Лицо с волосами. Их пугает. Очень любопытно. Представьте, плыву по реке, готовлюсь к ночлегу и думаю, вот все у меня здесь хорошо. Сейчас разложу, но я так и не нашел дощечку для того, чтобы лежала где-то моя голова. Мне нужна еще одна дощечка. Поселок уже позади, где мне ее взять? И тут чудо! Видно, что она уже давно в пути. Ее надо будет хорошенько просушить на солнце. Она прям насквозь мокрая. И знаете что? Она прямо сюда подходит. Сверху я положу подушечку. И будет прекрасно.
Сижу, ломаю голову над тем, как повешать огромную москитную сетку в моем маленьком трюме. И что вы думаете? Начинает накрапывать дождь. А можно без этого? Пожалуйста, хотя бы сейчас. Рыбка. Можно ловить прямо из лодки. Но это в будущем. Сейчас надо думать над тем, как организовать дом. Сложно. Что ж, кажется, я придумал. Накинул на каркас сначала москитную сетку и потом натянул тент. Да, еще предстоит много работы, разгрести здесь все, сделать так, чтобы не было никаких дыр. Но думаю, для этой ночи выглядит очень классно. Да, еще здесь в голове немножко надо все разобрать. Но это уже что-то. Мне нравится то, что получается. Если вспомнить мои первые ночи, настоящий ад, где меня ели все, кто был рядом. Так что закончу с тентом, закончу с москиткой, и будет настоящая каюта. Смотрите, как здесь просторно. Если будет долгий дождь, мне надо будет стоять на месте. Я могу здесь даже сидеть. Очень классно. Хотя лодка не такая уж большая на самом деле. Что ж, доброй ночи. Надеюсь, в этой протоке меня не будут беспокоить слишком сильные волны. Доброе утро. День 12. Спалось довольно хорошо. Прямо как на кровати. Если бы еще посреди ночи не светили фонарями в глаза, потому что в боках есть отверстия. Но без них дышать было бы совсем тяжело. Жду солнца. Надеюсь, оно сегодня выглянет. Нужно просушить лодку, просушить вещи, просушить все постиранное. Думаю, сегодня буду весь день на воде, продвинусь подальше, тогда найду место для рыбалки. А пока вперед! Не знаю, нужны ли вам такие подробности, но это же дневник. Но каждый выход в туалет выглядит примерно так. Прорубаешься сквозь сельву, словно ищешь сокровища древней цивилизации, представляя себя Индиана Джонсом. Уф. Да, еще надо выгрести где-нибудь с середины реки, с потока. Но это мелочь. Да и к сельве я уже попривык. Обычный быт. Эта, кстати, штука работает прекрасно. Вчера разогнала всех комаров, они долго не подходили к лодке. А сейчас спасает меня от тех, кто преследует меня после леса. Потому что обычно это прямо проблема. Они садятся на лодку и едут со мной. Постепенно пьют мою кровь. Слушал тут молитву в мегафон. И мне пришла в голову одна мысль. Я нашел способ возлюбить своих давних кровных врагов. Этих черных мушек, что просто выпивают из меня сотни миллилитров
капать крови. Я буду их сушить в баночку, а потом ловить на них мелкую рыбку. Так что теперь я люблю своих врагов. Спасибо за идею. Как-то так выглядят мои запасы еды. Я тут подумала, что если купить еще одну москитную сетку и использовать ее для рыбной ловли. Хотя бы для мелочи. Кидать форинью, мелочь набирается, я ловлю их, а на нее ловлю больших. 400 рублей за москитную сетку. По сути, сеть. Может быть, это хорошая идея. Вновь пришло время брать на абордаж бревно. Нет, ну это точно война. Посмотрите, что они здесь. Они думали, они спрятались. Они просто везде. Ничего, я придумаю какую-нибудь ловушку для них. Клейкую. Потому что они кажутся мелочью, не страшной, но если у меня будут фрукты, другие, не эти зеленые бананы, они просто все уничтожат. Нужно что-нибудь придумать. Познакомился с еще одной семьей. Рассказали мне, на что можно ловить рыбу здесь. Тоже рыбаки. В общем, здесь люди делятся на рыбаков и фермеров, как правило. И всех тех, кто следит за сферой услуг. Я обнаружил источник столь дикого голода сегодня. У меня ведь на борту соленая рыба. Ну ничего. Одной меньше. Так что проблема почти решена. Вон такие черные красавцы. Ну давайте, покричите. Интересная птица с такой штукой на голове. Огромная. На глухаря похоже по звуку. Так, укай. Да, кстати, нога почти прошла. Моторное масло помогает. Осталось немножко. Попробовал грести с носа, потому что вижу, что многие люди гребут одним веслом спереди. Да, у них есть моторы, но даже с одним веслом они сидят на носу и очень быстро поправляют направление лодки. Если учесть, что я большую часть времени отдаюсь течению, то мне намного важнее сделать комфортный дом с хорошей крышей, чем построить такую лодку, на которой я буду развивать 15 км в час. Так что, если я перенесу себя на нос, у меня появится немножко свободного места сзади. Я могу продолжить крышу аж до сюда. Завтра начну менять конструкцию. Сегодня с местом мне повезло чуть больше. Сюда нагнало много деревяшек, из-за чего тут даже ходить можно по болотистой поверхности. Может, даже что-нибудь для лодки возьму. Вон, вижу деревяшку. Очень хорошую. Но до нее надо плыть. Может, потом завтра заберу. Думаю, попытаюсь счастье с рыбалкой здесь. Потому что вот здесь есть подход. И довольно глубоко. Если моя наживка, конечно, сгодится. Вот, посмотрим. С рыбалкой ничего не вышло, но ничего страшного. С продленным домом все выглядит намного лучше. Понял, куда надо поставить стойки, чтобы спать можно было с большим комфортом. Штука от комаров работает прекрасно. Они падают вокруг меня как мухи.
я ее размещаю в ногах, так что я не отравлюсь, и постепенно эта отрава поднимается вверх и душит всех паразитов. Так что можно наслаждаться спокойно сном. Завтра постараюсь сделать стойки, и все будет вообще замечательно. Доброй ночи. С добрым утром, 13-й день. Выспался прекрасно. Конечно, за ночь лодка села на мель. Видимо, дожди прекратились в верховьях. Но ночь все равно была отличная. Познакомился еще с рыбаками. Но начался дождь. Ну ничего, спрячусь. Сюда и буду прибираться сейчас. Что бы я делал без тента? Наверное, мог бы. А так, ем почти в сухости. Хорошо, когда подготовился. Потому что в такой дождь было бы очень неприятно. Еще немножко дострою здесь тент. Будет вообще прекрасно. А то пока сидеть и управлять лодкой не получается. Зато форинью заправлять очень удобно. Не нужно тратить воду. Так. Смотрели «Невероятную жизнь Пи»? Там был тигр, а у меня вот кто спасся во время дождей. Огромный паучара. К нему я лучше прикасаться не буду. Переселю его на ближайший остров, как только соприкоснусь. Ну нет, друг. Тебя я к себе не пущу. У меня уже один жилец вон отсидит. Давайте как-нибудь по одному на лодку. Еще один огромный паук. Они еще и плавают прекрасно. Может, его пересадить к нему? А там выживет сильнейший. Не-не-не-не-не-не. У него вон какие челюсти. Прошла большая лодка мимо. Даже притормозила. Потому что знает, что местные, видимо, с волнами такими не справляются. Но моя лодочка без каких-то особых проблем. Нос не груженый. Он спокойно проскакивает все. Ну что будет на большой Амазонке? Вот это будет шоу. Дует встречный ветер, еще и сильный ливень. Двигаться с таким парусом против ветра очень тяжело. Так что прицепился к большому бревну. На большом расстоянии оно тянет меня вперед. Фух. Думаю, надо набирать воду. Идеальный момент. Сегодня у меня гонки с бревном. Пока мой малыш вместе со мной смог достичь 9,1 км в час. Неплохо, но я думаю, мы сможем достичь большего. Ну, теперь точно наполню свои бутылки. Пусть это и не идеально чистая вода, но я помыл как мог. Спас одеяло. Лишней не будет точно. Что ж, почти 2 литра воды за меньше, чем за час. Очень даже неплохо. Дождик, продолжай. Мне нужно еще немножко.
Пришлось снять петлю с моего коня. Он отказывается плыть дальше. 2-3 километра в час — это совсем ни в какие рамки. Что ж, придется самому. Рубрика «Я и мачете». Ищу досочки для достройки моей каюты. Большинство деревьев освоено термитами, поэтому это реально сложно. Но интересно. Что ж, так еще лучше. Мне не удалось найти подходящее дерево для всех стоек, только для одной, так что другую, скорее всего, придется менять потом. Рано или поздно она сломается, слишком мягкое дерево. Теперь у меня тент тянется прям очень далеко. Больше, чем наполовину лодки. О дожде можно вообще не переживать, но это как-нибудь решим. Я здесь решил не делать балочку, чтобы головой не долбиться, когда дождя нет. Что-нибудь придумаю с этим. Нужен слив, что ли, еще? Ой. Ну ладно. Воду набирать легче будет. Вот так выглядит с другого ракурса все. Уже прям палатка. Осталось пару часов до рассвета. Ой, до какого рассвета? До заката. Я просто солнца сегодня так и не видел. Весь день идет дождь. Устал от этого. Хочется сухости и солнышка. Надо искать место для ночлега. Я сегодня съел столько фарини, да и вчера, что решил все-таки разнообразить и сварить одну из рыб вместе с макарошками. Да, у меня где-то в запасах завалялись. Еще где-то и рис есть. Главное не качать лодку. А то будет у меня ванна. Стоило мне сказать, что главное не качать лодку. Я ее тут готовлю. Свой недосупчик. И появилась ракета. Именно они поднимают самые большие волны, потому что идут на большой скорости. Буду сейчас с котелком по волнам прыгать. А вот и закат. Сейчас весь вляпался в грязи, потому что увидел черные ягодки на одном из кустов. Именно на них я ловил сардину в том мангровом лесу. А это значит, что сейчас мои шансы поймать ее многократно выросли. А там, глядишь, чего и покрупнее. Может, завтра попытаю удачу с рыбалкой. А пока спокойной ночи. Какой прекрасный закат. Целый день дождя стоил того. Из лодки решил попытать удачу. Закинул эту ягодку рыбачить. Думаю, дай поймаю. Вдруг будет что на ночь поставить. Рыбалить. И тут он. Маленький. Маленький разговорчивый сом. Ну, теперь точно доброй ночи. У меня тут, кажется, мечта сбывается. Я рыбачу из постели. Привязал к себе веревку. Проснулся от того, что моего малыша обгладывают. Оторвали половину сомика. Сейчас почти вытащил. Он у меня все в брызгах. Почти вытащил огромную рыбину. На часах около 2 ночи. Но у меня сна ни в одном глазу. Я должен вытащить ее. Тогда у меня будет много еды.
День 14. Доброе утро. Мою рыбину в итоге так и съели. Мне не удалось никого вытащить, но я хотя бы видел, насколько хорошо это работает. Нанес опознавательные знаки на лодку. Может, реже будут путать с американцем и обзывать гринго. Больно меня раздражает это. Сегодня надо постараться меньше касаться воды, потому что ногам снова плохо. Никогда такого не было, но здесь слишком много воды. Там прям огромные волдыри. Вот. Не касаться воды на реке довольно сложно. Тем более, когда хочешь погулять по сельве, порыбачить. Но это необходимо. Снимаю видео про ноги, а по мне уже ползет один из пассажиров моего корабля. Многоножка. Ну зачем ты насрала на меня? Ну, что за дела? Какое неуважение. Пущу тебя на корм рыбам. Пока живи. И на рубашку еще. Появляется все больше узеньких проток, что позволяют срезать расстояние. А через километров 70 и вовсе река разделится на две части после Хуансито. Там будет ровно середина пути до Икитоса. К тому моменту должен закончить с организацией быта, и можно будет больше времени посвящать рыбалке. К слову о ней. Сейчас занимаюсь изобретением колокольчика. Я пытался купить в Пукальпе, но здесь нет колокольчиков. Что-то такое будет, не знаю пока точно. Потому что ночью меня отделяло от рыбы буквально, не знаю, доли секунд. Если бы я успел ее схватить, если бы я успел отреагировать раньше, когда она схватила приманку, то сегодня у меня было бы много еды. Так что нужен колокольчик для ловли рыбы с лодки. У меня есть огромное преимущество. Люди, которые ставят свои ловушки, они надеются на то, что рыба не сойдет. А я сплю рядом с ловушкой. То есть, по идее, если рыба придет, если рыба сядет на крючок хотя бы на 10 секунд, то я могу успеть ее поймать. Посмотрим, сработает ли мой колокольчик. Сделал нормальную удочку сейчас, которая будет легко ловить мелочь. Уже поймал одного сомика, так что будет наживка для ночной рыбалки. И уже была одна мощная поклевка. Как я понял, главное хорошо хлюпнуть. Иначе рыба не может ориентироваться без звука. Поэтому я повторяю хлюпающее движение. У меня один раз прям такая поклевка была, что я думал, удочка сломается. Я же ее сделал-то, в общем-то, для мелочи. А там была прям рыбина. Так что на эту ягодку можно поймать что-нибудь и серьезное. Успел поймать двух говорящих самов. Вот они, красавчики. Небольшие, но, я думаю, само то для приманки. И снова начался дождь. Ну, прям классика. Благо я немножко подсох. Так понемножку и пропадает амазонский лес. А кругом лишь небольшие деревья. Увы. Точу крючки для ночной встречи с моим Моби Диком. Надеюсь, все получится. И снова идет дождь. Поднял немного крышу при помощи гибкой палочки. И готовлю себе супчик.
потому что чувствую изжогу. Видимо, слишком много сахара и варенья. У меня осталась последняя консерва. Segundo Пукальпи подарил мне печку и 3 таких консервы. Печку я подарил Хонусу и его семье, потому что мне ее банально негде использовать. Она под карбон, под уголь. Так что сейчас буду праздновать середину пути. Где-то здесь, середина пути до Икитоса. Позади около 540 километров. Устрою себе пир с рисом и рыбкой в банке. Поставил себе на сегодня суперсложную задачу – распутать этот клубок. Я не знаю, почему он продается запутанным, но это страшно. Посмотрим. Снова нашел дерево, где падают фрукты, и есть немного сомов. Они поменьше, но в любом случае это лучше, чем фаринья. Попробую поймать. Идет дождь. Буквально превозмогая боль, поставил ловушки. Дело в том, что когда у меня вода касается ног замазоленных, адская боль. Здесь я буквально ползал, прокладывая себе тропинку, иначе глубже, чем на сапог, уходишь под землю. Там же порвал себе палец, потому что один кустарник оказался очень колючим. Надеюсь, что оно того стоило. Буду сейчас мыться и приводить себя в порядок, дезинфицировать раны, потому что ощущения прям очень стрёмные. А здесь болеть нельзя. Так что у меня здесь 2 рыбины стоят, так называемая анцуэло ловушка. И вон там еще один фрукт. Все, пошел отдыхать. Что ж, обмазался маслом. Все болит. Заклеил БФом пару ран, что беспокоили сегодня. Он и продезинфицирует и защитит. Итого у меня осталась одна рука, в которой я могу держать телефон и снимать все, что происходит. Самое печальное, что буквально через несколько часов может клюнуть рыба. Межловушки расставлены. А я в таком состоянии не могу туда пойти и снять ее. Потому что тогда я поставлю под угрозу здоровье. Мне надо реально вылечить ноги. Руки ладно, на них постоянно появляются и заживают раны. Да я уже привык. Перчатки не помогают, их пробивает все. Да и про перчатки частенько забываю, потому что опасности поджидают меня не там, где я их жду. В общем, не знаю. Если я увижу, как бьется рыба на крючке, смогу ли я усидеть с масляными ногами? Увидим. Надеюсь, все побыстрее заживет. И да, чуть не забыл. Доброй ночи. Попробую заснуть и не смазать масло. В общем, как и ожидалось, 2 часа ночи я просыпаюсь от того, что вода рядом дико плещется. Вода плещется. И что вы думаете? Остался ли я в кровати? Нет, я в носках по грязи. За ним. Блин. Это моя самая большая рыба в жизни.
на данный момент. Он просто огромный. Я не знаю, сколько он килограмм. Наверное, 3-4. Покажись, мистер. Ой. Такой вот монстр. Не знаю, что с ним делать теперь. Я хочу спать, но его съесть я тоже, наверное, хочу. Подумаю пока еще. Может, привяжу как-нибудь, чтобы он не помер. Что ж, поздравьте меня. Первая серьезная рыба. А ноги сейчас обмажу маслом еще раз. Ничего страшного. Я думаю, оно того стоило. День 15. Кругом туман, поэтому плыву вдоль берега. Сегодня я в пакетах. Сейчас буду разделывать мою рыбину. Решил первую съесть, а с последующими буду думать. Посмотрим, что нам преподнесет этот день. Да, без мачете разделывать такую рыбину было бы реально сложно. Еще никогда в жизни, кстати, не разделывал ничего больше, не знаю, небольшой щуки. Смотрите, это все мясо. Просто толстые стенки мяса. Я даже не знаю, что с ним можно сделать. Часть пойдет на суп, часть засолю. Не знаю, надо решать. Так классно. Смотрите, какой монстр. У меня будет нормальный мясной суп. Ну, рыбный. Что ж, не прошло и 30 минут. Да, здесь, конечно, остались кусочки мяса. Все-таки у меня нет опыта разделки огромных рыб. Но для первого раза, по-моему, очень даже неплохо. Получилось несколько огромных филе. Ой, кусочек упал. А это я сварю. Большие куски посолю, нарежу мелко, посолю. А это все сварится, так что ничего не пропадет. Вся рыба пойдет в дело. Вот сегодня точно можно праздновать середину пути. 550 километров позади. Вот-вот я подплыву к Хуансито. После него река разделится на две. Посмотрим, что будет там. А пока буду готовить. Ну уже, дельфинчик. Давай. Вот они, смотрите, какие красавцы. Много. Фантастика. Настолько жирный суп, что бульон буквально загустел, только я снял его с горелки. Что ж, бон аппетит. Наконец-то я поем форинью не с сахаром, а как ее и надо есть. Посмотрим, как она. Ням-ням. Наелся от пуза. Спрятал остатки еды. Прибираюсь сейчас у себя дома. У меня же предстоит высадка в Хуансито, после которого река раздвоится. Нужно закупить провизии. В первую очередь фориньи, моей любимой, и, думаю, сахара. Может, найду бананы, которые не надо варить, как эти. С ними у меня как-то не складывается любовь. Я же говорил, мир лучше, чем говорят. Заехал в Хуансито, и здесь мне помогают заменить мой самодельный пол на нормальные дощечки. Это Хуансито. Очень классно. Спасибо людям. Чао!
Хуанцито прощается со мной. Меня ждет амазонка. Что ж, владелец магазина Карлос, Хуана и Димас помогли мне не только сделать кровать. Я заменил этот гребаный тростник. Теперь у меня и будет нормальная кровать, которую легко сушить и в которой не живут муравьи. Но и сделали сюда закрывашку. Теперь дожди будет еще легче. Я просто невероятно счастлив, потому что упрощение быта в таких условиях освобождает очень много времени и сил на то, чтобы наслаждаться и чувствовать путешествие, а не постоянно пропадать головой в бытовых трудностях. Идем дальше. Сижу как дурак и не могу остановиться улыбаться. Казалось бы, кому как не мне знать, как много человеческой доброты вокруг нас. Ведь я путешествую автостопом. Ну, не сейчас конкретно, но вообще. Но нет, это то, к чему нельзя привыкнуть. Люди потрясающие. Цените людей, любите людей, уважайте людей. Людей. Ладно, пойду отдыхать. Приберусь на палубе, почищу все, помажу ноги маслом и буду отдыхать. Сегодня все слишком классно. Ну все, поставил мою рыбку солиться. Этого на несколько дней точно хватит. А там, надеюсь, поймаю что-нибудь еще. Фух. Вот так разбираешь вещи, поднимаешь какой-нибудь, а там такой гость сидит. И думаешь, что с ним делать? Жить с ним на лодке или выселять? Пару многоножек я оставил. Они мне не мешают, надо еще имена им дать. А вот с этим я не знаю. У него такие большие челюсти. Может, он может и кожу прокусить. Может, он и опасен. Надо подумать. Эта многоножка путешествует со мной уже несколько дней. Поэтому я решил, что самое время дать ей имя. Решил назвать ее Егор. В честь одного моего друга, с которым мы ходили не в один поход. В том числе как-то сплавлялись по реке. Большой Кемчуг. Такой большой, что нам пришлось грести все время. Незабываемо. Посмотрим, сколько Егор со мной проживет. Ему надо же есть что-нибудь. Да, Егор? Жду, пока затвердеет клей БФ на руках, чтобы продолжить заниматься лодкой. И наблюдаю за лодкой. И вижу, что нет ни одного муравья. Кажется, все они жили в тростнике, который я здесь устанавливал в качестве кровати. Допускаю еще, что я вчера использовал много антикомариных спиралей, и они все траванулись. Хотя раньше не травились, так что, думаю, дело в тростнике. Любопытно. Ни одного муравья. Впервые такое. Потому что обычно тут целые колонии. Вчера я наблюдал, как 3 типа муравьев между собой воевали. 3 типа. Такие дела. Фух. Жарко сегодня. Жарко. Даже немножко дождичек захотелось. Какой прелестный островок в меня врезался. Цветочками. Все цветет. Может, под ним и рыба живет? Как у нас в озерах. Фух. День подходит к концу. Присматриваю место, где половить рыбку. Просто в удовольствие. Как думаете, почему я такой умотанный?
как свинья. Ведь я только что постирался. Высаживаюсь я на берег. И думаю, такое прекрасное место. Начинаю прокладывать себе дорожку по грязи. Срубаю тростник. И тут на меня просто кидается змея. По типу нашего щитомордника. То есть гремучая. Она спала в зарослях. Я ее разбудил, потревожил, не знаю. Инстинктивно махнул мачете, и она ретировалась. Ну, не знаю, если бы не махнул. Мои ботинки. Я думал, это будет легенькая прогулка по берегу. Быстренько привяжусь, порыбачу и буду спать. Ну, теперь, пожалуй, у того места я спать не буду. Она прекрасно плавает, она уплыла в соседние кусты. Я уж не стал местью заниматься. Вот, такие дела. Нужно быть намного осторожнее. Еще осторожнее. Конец 15-го дня. Закаты здесь, конечно, сказочные. Надеюсь, змея не придет мстить этой ночью. А вот и первая сардина. Так что есть шансы, что сегодня поймаю что-нибудь и побольше. Вот и подошел к концу 15-й день. Поймал еще одного сомика. Так что насадил на оба крючка приманки наживку. Посмотрим, может что-нибудь еще поймается. Было бы очень классно. Доброй ночи. В прямом эфире наблюдаю за тем, как на рыбу кидаются. Я подергиваю за веревочку, чтобы сделать вид, что она еще сопротивляется. Потому что одна из сардин уже все. Сом более живучий. Уже было несколько бросков, но все никак не засекается. О, снова. Усы вижу. Бросок мимо. Я подергиваю, чтобы... Давай. Так интересно. Сом охотится, видно, как его усы из воды вытаскиваются. Жалко, что вам не видно. Расстояние большое, метра 3-4. Такой же, как утром. Может, чуть поменьше. Давай. Ладно, надеюсь, засечется. По крайней мере, он здесь есть. Да, причалил к берегу. Еще термитов мне не хватало. Смотрите, сколько. Ужас. Утром придется разбираться с этим. Доброе утро. День 16. Сегодня буду бороться с термитами. Потому что они везде. Я уже немножко их пожег. Нужно более эффективное средство.
у меня не хватит огня. Думаю попробовать запахи. Но убегать им некуда. Пути отрезаны. Веревка сброшена. Так что придется выбирать, я или они. Свою войну начал с того, что разделил их. Теперь есть термиты передней части и термиты задней части. Они не могут пересечь эту черту, так что средство помогает. Остается расправиться с ними. Их здесь тысячи. Для тех, кто решит, что я преувеличиваю. Здесь целые армии. Ничего. Я тоже умею воевать. Хуже термитов могут быть только термиты, что потеряли направление. Но, к моему счастью, на такой большой реке порой бывают волны, так что не обессудьте. О, армия поредела. Еще есть, конечно, там, но мы с вами разберемся. Передняя часть зачищена. Там еще остались несколько самых живучих, но в целом все хорошо. Да, к слову о рыбалке. Поймать мне ничего так и не удалось. Сардину слопали, сама трогать не стали. Так что, видимо, эту породу самов они не любят есть. Хотя вот другую вообще с большим удовольствием. Ну ничего, у меня есть мяско. Главное его сейчас высушить. Что ж, 1,5 часа ушло на то, чтобы зачистить лодку от большей части термитов. Интересный опыт. Остались единицы. И знаете, что их больше всего погубило? Их коллективизм. Смотрите, остатки идут новой тропинкой. Они не знают, что по этой тропинке уже проходили десятки. И вот первые из них начинают возвращаться и все. Я не знаю, какими путями они обходят меня, но они с задней части лодки проходят до носа, по которому они поднимались. И вот уже новая партия выходит. Я жду, пока они протопчат тропинку, пока не начнут возвращаться первые. Интересно, один развернулся почти сразу. Пытается... Он как будто общается с остальными, но они его не слушают и ломятся вперед. Ну да. Собственно, он был прав, ребята. Не идите туда. Это конец. Они падают в воду, а здесь их едят маленькие рыбки. Круговорот. Завтрак на Амазонке. Фаринья с сахаром и бананом. Казалось бы, должно надоесть, но нет, это слишком вкусно. Ням-ням. Нашел отличное место для спас-жилета, потому что я им не пользуюсь со 2-го дня, кажется. Вот, благодаря этому ноги будут сухие. И когда я вылечу их до конца, сегодня, кстати, уже значительно лучше, даже не болят так сильно. Вот, и когда я их вылечу, будет намного лучше для здоровья. Ну а когда надо вычерпать воду, буду поднимать. Будет все лучше. Главное, вот такого мистера не попасть.
то он даже не заметит. Термиты с рыбой за бортом натолкнули меня на мысль. А что, если запихать внутрь термитов, разорив термитник? Тогда по-любому мелочь набьется в банку. И у меня будет приманка для того, чтобы вечером ловить рыбу. Так что, может, сегодня попробую. Ловушку я уже сделал. Продолжаю экспериментировать со снаряжением. По-разному устанавливать тент. Сейчас дождливые дни сменились на жаркие, солнечные. Так что такой тентик от солнца. Само то. Все вещи подсохли. Постирал. Рыбка сушится. Прекрасно. Отдыхаю. Сегодня отдыхаю, лечусь. Бабочке пришелся по вкусу мой сон. Для нее мне не жалко. И немножко сдувает ветром. Смотрите, какая красивая. Пока ест, ничего не боится. Решил попытать счастье в одном поселке, чтобы купить крючки, потому что у меня все либо маленькое, слишком ломкое. Гребу, кстати, теперь на коленях на спас-жилете. Получается, что я сижу как в каноэ, очень глубоко, намного удобнее, плюс одну из дощечек использую как спинку. Мне прям нравится. Кайф. Что мне сказать, что солнышко выглянуло и начало петь. И вот встречный ветер и волны. И я прохожу протоку на веслах, потому что течение слишком слабое. Потно. Такое прям сильное течение. Сейчас сталкивается основная река, и это протока. И даже просто, чтобы веслом прогрести, нужно сверхусилие. Я двумя руками с большим трудом прямо гребу. Очень любопытно. Все вокруг так бурлит. Мне надо выруливать направо, иначе меня сейчас водоворот и налево вернет. Обратно в протоку. Все время поворачивает боком и ведет в протоку. Я уже почти выбился из сил, выворачивая к берегу. Смотрите, как бурлит вода вон там дальше. Не туда. Там я уже ничего заснять не смогу. Постараюсь выгрести ближе к берегу, потому что дальше тяжко. Так, все. Весло в руки и рулим. Давай! Всего 100 метров до берега. С таким парусом ветер слишком сильный. И водовороты. И мне нужен банан, но если я буду есть, меня снесет назад, так что гребем. Может 50 даже метров. Вот как-то так тут все выглядит. Съемки первого лица, как-то так выгляжу я. Ой, волны. Ладно, не надо грести. Вот с такими волнами уже даже я на жопу сел. Буквально.
как можно глубже в лодку. Сейчас не видно, сейчас маленький перерыв. Я не поворачиваю лодку вправо, потому что ветер очень-очень сильный. Мне просто порвет нафиг тент. В общем, когда дела стали совсем плохи, я снял парус и иду к другому берегу. Я не смог догрести 50 метров. Так, потому что сейчас волны маленько ослабли, поэтому решил заснять. Выбрался с середины реки, иду к другому берегу. Все волны слишком жесткие, на середине там было все еще хуже. Но кажется, осталось немножко. Берег совсем близко. Я счастлив. Это берег. Вот оно счастье. На часах 2 часа. Но, пожалуй, на сегодня я наплавался. Отдохну, приготовлю что-нибудь горячее. Продолжу завтра. Может, костер разожгу, если дождик не продолжится. Причалил. Наконец-то я на твердой земле. Сделал себе, ну как твердой земле, здесь такая же трясина, поэтому я сделал себе тропинку на более твердую почву. И знаете, что я тут вижу? Мое бревно, с которым я сегодня весь день плыл, догнало меня. Ну, вот это да. Сокращал по протокам. И все равно меня догнало. Но если бы я плыл с ним, я бы точно утопился бы. Потому что колебания волн точно не совпадали бы. А так я шел под 45 градусов к волнам и ветру. И не утоп окончательно. Впечатлений масса просто. Очень интересно. И я рад, что я смог это заснять, хотя бы часть. С GoPro было бы круче. Это прям вау. Ну, и так, ничего. Главное, что я жив. Могу продолжить приключение. Сейчас буду сушиться. Потом, думаю, соберу дрова для костра. Я еще не жег костер. Время пришло. У меня сегодня есть время. Переведу дух. Погуляю немножко здесь по окрестностям. Аккуратненько, чтобы без змей, как вчера. Большой груз тоже пережидал бурю. Сейчас проезжает. Он видел, как я боролся с ветром. Сейчас показывает, типа, сейчас все хорошо, поехали. Интересно. Да, к слову о земле. Вот смотришь так. Что я имею в виду под топью? Наступаю. Здесь все хорошо. И порой обманываешься очень сильно. Вышел на берег, о, хорошо. А потом проходишь немножко дальше. Наступаешь. Оп, и все. Теперь нужно плавно вернуться на прошлую ногу. Вытащить пятку. И вернуться с кучей грязи. И так везде, потому что вся река из песка. Дождь продолжается, видимо, костра сегодня не будет. Либо попозже. Ничего, буду отдыхать, слушать птичек. Может, обезьянки придут. Сам набрал термитов, кинул в ловушку. Посмотрим, что выйдет. Да, чуть не забыл. Самые внимательные могли заметить, что я почти вытащил лодку на берег. Как же это удалось? Секрет успеха прост. Я сначала ее попробовал вытащить, набил немножко колею, оттолкнул подальше в воду, снова затащил,
Вытащил, затащил, вытащил. И вот так, в общем-то, вогнал ее почти наполовину. Думаю, если постараться, можно даже вытащить дальше. Но здесь русло реки, поэтому так можно сделать, в принципе. Земля. Нет, ну теперь моя лодка точно как катер выглядит. Думаю, на большой реке, на Амазонке, на самой, буду опускать ниже этот парус. Будет менее комфортно, но зато удобно закрывать от сильных дождей, потому что справа вон видно окошко. Это хорошо, когда надо, чтобы продувало, но если будут реально сильные дожди, я запомню это точно. Пока мне еще везет. Так что на пока это окей, но потом надо опускать ниже. Поднимать борта, скорее всего еще одну болсу сзади крепить, но это все потом. Искал рыбу по берегу и обнаружил ручеек, что, как ни странно, не впадает в реку, а наоборот начинается здесь. То есть это маленькая протока. Что ж, я взял удочку и мачете. Пойду смотреть. Тут много интересного наверняка, но телефон придется убрать. Мне надо прорубать путь. Где-то должен быть прудик. Там наверняка живет кто-нибудь. В общем, ручей уходит глубоко в лес. Уже темнеет. Зато здесь есть бабочки. Смотрите, какие красивые. Они летают на одном месте. Любопытно. То есть она не пытается улететь от меня особо. Вот. Но так как я видел, что там типа плотины на входе, то рыба войти сюда не может. Так что если она и есть, то где-то в пруду, где когда-то отложили яйца. Но там слишком сложно пробраться. Снова бабочки. Так что пойду рыбачить в реке. Может, гусениц поищу. Термиты нифига не работают в ловушке. Ходил по лесу, искал хворост. Здесь слишком влажно, чтобы найти хворост. И сделал для себя открытие. Хворост нужно искать не здесь, а здесь, над собой. На лианах. И так везде. Не знаю. Беда в том, что большинство этих веток съедено термитами изнутри. Ну, может, я что-нибудь насобираю. Поглядим. Не думал, что когда-нибудь дойду до этого, но да, я варю бананы. А еще испытываю трудности с их чисткой. Это местные бананы Платанос. Они всегда зеленые. У них ужасный вкус, но с солью на вкус они получаются как картошка. Так что чистишь, варишь и ешь с рисом и всем остальным. Местные бананы в амазонской воде. Деликатес. Видите, они желтенькие. Попробуем, как оно. Да, как картошка. На всякий случай поварю еще маленько, потому что я понятия не имею, сколько их варить. А потом буду делать какао. Сегодня установил москитную сетку внутри. Так вообще нет дыр. Меньше внутреннего пространства, но зато, возможно, утром внутри не будет ни одного комара. Посмотрим. Доброй ночи. Очередной тест-драйв лодки. Большой груз проезжает прямо рядом с нами. А нет, это огромный пассажирский катер. Типа круизного. Что ж, ждем волны.
фонарик. Будет видно что-нибудь. И поехали. Слышу, идет. Слышите? Вау! Вау! Серьезно? Меня намочило. Вот, блин, а? Это только первое. Сейчас еще будет. Кажется, сейчас. Блин, вот близко прошел. Близко. Ну ничего. Доброй ночи. День 17 начинается. Доброе утро. Эксперимент с москитной сеткой сработал прекрасно. Ни одного комара на утро я не обнаружил. Так что сделаю крепление для москитной сетки в конце лодки, и будет вообще замечательно. Сейчас вычерпаю водичку. К ней я уже привык. Не так уж много. И буду завтракать. Несколько минут из жизни муравья. Размер его где-то сантиметра 2,5 иногда. По сравнению с маленькими муравьями он просто гигант. Ладно, видимо, он здесь надолго. Я и то быстрее утром собрался, чтобы начать сплавляться. Не буду ему мешать. Доверился с утра пораньше течению. В итоге оно занесло меня в какую-то лагуну с обратным течением. Я занимался всякими бытовыми делами. Убирался, разбирал вещи. И смотрю, а меня просто по кругу крутит. Полчаса выгребал оттуда. Вот тебе и доверие к реке. Все время надо следить. Ну ничего, теперь у меня ждет завтрак. Уже все запарилось. Продолжаю посильно улучшать лодку. Некоторые деревья нужно рубить с помощью перчаток. Или вот, как я здесь использовал, полотенце, чтобы хвататься. Потому что они в колючках. А на больших деревьях там вообще колючки по 3-4 сантиметра. Просто огромные. Не хотелось бы нанести себе еще одну травму на руки. Они и без того покоцанные. Вот. А перчатки мои вчера смыло волной. Так что надо покупать новые. Занялся с утра приличным видом носа, потому что его я наблюдаю большую часть времени. Не зря я взял с собой клей. При помощи веревки и клея проклеил отверстие, куда заливалось очень много воды во время дождя. Здесь сделал крепление для веревки, чтобы больше не смотреть на то, как она разбросана здесь, на носу. Теперь он свободен. Можно сушить рыбу и так далее. И еще важный момент. Я проклеил эти дыры
через которые термиты очень успешно и быстро проникли ко мне. А дырку отдельно забил колышком. Так что все теперь проклеено. Позднее отполирую наждачкой, чтобы не было следов клея. Ну и здесь сделал небольшие бортики. Они делают общую форму более опрятной и защитят меня от потери каких-то вещей, которые катаются туда-обратно. Так что они скатятся либо в лодку, либо не скатятся. Ну и отдельно представляю вам мое изобретение. Это, конечно, не MacBook, но поднимаю. Нужна небольшая помощь, ладно. Это устанавливается сюда. Все. Как вам такое? Мне нравится. Вряд ли прослужит долго. Потом придумаю что-нибудь новое. Вы же сами видите, что все постоянно меняется. У меня много времени на воде. Много времени подумать над тем, что нужно изменить, что нужно доработать. А пока и так очень даже ничего. Закрывается. Красота. Мне нравится. Вот теперь точно все. Я думал над тем, как защитить это место от воды. Сначала я прибивал сюда дощечки, но потом решил, что можно сделать как у меня в лодке. У меня между досок мастера впихивали веревку. Проклеивали, конечно, еще. Но вот. Может быть, потом покрою клеем еще, чтобы она немножко пружинила и закрывала все отверстия. Но и так уже значительно лучше, чем было. И без лишних досок. Смотрится намного опрятнее. Кажется, здесь на пока все. Начали появляться пальмы с фруктами, но они такие тоненькие. И вижу там что-то типа лемуров. Бегают и едят. С длинными хвостами. Как на такие тоненькие пальмы подниматься? Срубить ее вообще фигня делов. Но это не выход. Не надо портить деревья ради одного урожая. Вон они, висят они. Как их достать? Я не знаю. Может, они крепкие, по ним можно подняться. Но ствол не шершавый, как у кокосовых. Ладно, у меня еще есть время подумать. Месяц, другой. Сегодня, конечно, жарковато, но зато я смог закончить с носом. Перенес сюда всю кухню. Все для готовки и рыболовные снасти. То есть то, что я использую постоянно. Плюс гигиенические. Вот. И промазал все клеем. Сейчас дождусь, пока высохнет. И отполирую до конца. Это уже гладенькое все. И думаю, займусь надписью. Рыбка досушивается, это все, что осталось. Нужна еще. А кто-то живет в сторонке от всех сел. Как отшельник с коровками. А я все и плыву, и плыву. Еще место для рыбалки уже. Осталось пара часов до заката. Удочка ждет. Смотрите, благодаря фрикциону на маленький крючочек вытащил вот такого монстра своим ультралайтом. Этого даже съесть можно. Сварить супчик. Заикарился в тихом, спокойном месте. Дерево должно укрыть меня от части волн, когда мимо будут пролетать всякие ракеты. Вот так вот. Течение усиливается. Все бурлит. А я сейчас займусь поиском ягодок, потому что их почти не осталось в стакане. А мне такая ягодка стоит рыбы. Так что телефон
лягушечки. Тропинки муравьев. С этим нужно быть осторожным. В этот раз, когда я цеплял свои... Ой, не той стороной. В этот раз, когда я цеплял лодку, я смотрел над собой, не живет ли там змея, смотрел на дерево, нет ли тропинки термитов. Не хотелось бы посвятить еще один день борьбе с ними. Так, я так понял, эта ягодка растет в кустарнике, что растет прямо у воды. Какие-то интересные. Тропинку буду расчищать. Что теперь у меня есть приобретенная фобия сидящих в траве змей. Так, вот это вот похоже на нее, но нет, слишком мелкие ягодки на дереве. Мачете надо точить. Уже не рубит совсем. Зато такой шум точно распугает всю живность. Мне нужны какие-нибудь ягодки. Рыбка ест. Ой, так, тут муравьи. Много. Надо крепление для смартфона придумать, чтобы обе руки было свободно. Все такое колючее. Ой, здесь вообще огромные муравьи. Кустарник с ягодками. Нет, походу здесь нету. Здесь есть какие-то ягодки, но не очень твердые. Твердая рыба не любит, только большая. А мне нужны маленькие, чтобы поймать большую. Ну ладно, можно разобрать моего сама по частям. Голову и хвост на приманку, тело на суп. Поставил банку в этот раз с ягодками, с несозревшими. Может быть, наберутся рыбки. Какие здесь деревья. Паучары. Пальма. Огромная пальма. А ягодок нигде нету. Смотрите, какие. Как морские звезды. Видимо, цветы. Фрукты здесь, значит, все-таки есть. Или были. Да, ну как-нибудь я полазию, конечно, по пальму. Так, у меня уже посадка на ковчег началась. Или высадка. Смотрите. Термиты. Опять. Но я не пойму, они вроде и уходят, но и заходят. А здесь вот они.
Да, заходят. И выходят. Они за припасами пошли. Представляете себе, да? Вон, дорожки прокладывают. Ну ничего, сейчас я им устрою. Не то дорожки. Не думал, что буду когда-нибудь это делать, но я нашел первого червя. Первый червь за 17 дней пути. Представляете себе? Здесь просто начал появляться чернозем на месте, где более старые джунгли. С червем, я думаю, дело пойдет лучше. Сейчас опробую. Конец 17-го дня. Доброй всем ночи. А я буду готовить моего красавчика. И попробую что-нибудь поймать этой ночью. Только закинул мою голову сама в воду, и на нее накинулась змея. У нее еще хвостик висит. Надеюсь, она ко мне в лодку не полезет за бананами. О, Амазония. Никогда не знаешь, кто станет едой. Поймаешь ее или сам станешь ей. Сейчас буду забрасывать на течение и дергать. Оставил плавники. Хлюпаю, чтобы привлечь рыбу. Опа, вот она, вот она. Вот она. Видели? Да я привлек всех. Вот она, вот она. Смотрите. Такая же на меня кинулась тогда. Маленькая, но ты посмотри, что она делает, а? Она реально решила отобрать мою голову. Сама. И что делать с ней? Смотрите, она обернула ее. Порбачил. При всем моем азарте ловить всю ночь я не смогу, поэтому установил свой колокольчик. Будет, если рыба клюнет, то будет так. Не идеально, но это работает. Так что посмотрим. Так, походу ко мне на ужин пришли гости. Прыгают по деревьям. Интересно, они не будут пакостить? Как эта змея. О, кругом, много их. Жалко, что на камеру не могу заснять их. А у меня тут ужин, бананчики, рыба. Сижу как кукловод, растянул свои нити и подергиваю иногда. Интересно, а что хотят от меня обезьянки? Они же могут что-нибудь и упереть у меня. С такой проблемой я еще не сталкивался.
Надо прятать вещи, что ли? Маленькие. Нет, ну меня сегодня точно решили прикончить. Крадется. Он какой монстр. Вот и не знаешь же, ядовитый или нет. Если не ядовитый, то меня вообще не беспокоят пауки. А если ядовитый, то я могу не проснуться. Тяжелый выбор. Как со змеей. Ну, я его выселю отсюда. Спать я с ним точно не буду. Вот с этим маленьким, да. С этим нет. Глаз горит аж. Фух. Смотрите, кого я поймал с утреца. Карабкался в воде по грязи. Все, ушел гулять. Нас ждет река. День 18 начинается. Поймать я никого так и не смог. Видимо, место не очень удачное. Ну ничего. У меня еще будут возможности. Кстати, из хороших новостей. Ноги почти полностью зажили. Больше нет боли. Мозоли прошли. Прекрасно. Осталось заживить руки. Это сложно, потому что я все время что-нибудь делаю. Сейчас из леса такие звуки были, как будто бы, не знаю, ягуары дрались. Может повторяться. Прям несколько раз. Может, обезьяны, кстати. Кстати, да. Несмотря на все мои ожидания, когда река разделилась на две, течение замедлилось. Видимо, довольно большой объем воды ушел в другую часть. Да, река стала уже, намного комфортнее. Можно пересекать реку не за полчаса, чуть меньше. Но 5 километров в час это очень медленно. Еще так 100 километров, потом, надеюсь, наберет скорость, когда соединится со второй. Мне остается думать над тем, как улучшить лодку, потому что в воду тот шнурок все равно пропускает. Нужно, возможно, просто целлофан прибить, но надо же, чтобы эстетичненько все было. И наслаждаюсь моей драгоценностью, мешочком с рыбой соленой. Понемножку ем. Такая красота. Фух. У меня осталось лишь пол-литра воды, так что самое время посетить маленький поселочек Хуаркачиро. Надеюсь, там мне с водой помогут. В селе нет воды, но у человека есть фильтр, и он согласился мне помочь. Симпатичный поселочек. Смотрите, какая тропинка выложена. Это главная аллея. Тут меня встретили. Что ж, все прекрасно. Пополнил запасы воды. Антонио помог мне с этим. Прикупил несколько важных вещей. Все, что мне было нужно, я не нашел, но хотя бы есть крючки теперь. Это, к слову, самый маленький крючок, какой здесь есть. На него ловят сардину. Ну, что ж, попробуем. Идем дальше. Смотрите, какие огромные красавцы сидят. Отдыхают. Я уже видел их. Он больше, чем в метр ростом.
pero sin lluvia está bien. Pueblo Сан-Мигель. Маленькая экскурсия. Очень красивенько. Ком бананы. Смотрите, какой улов привезли в деревню. Не помню, как капибара? Капибара. Ну. Позвал мужичок заглянуть в его поселочек на 30 семей Сан-Мигель. Поговорили немножко, мне предложили остаться. Но меня ждет река. Говорят, впереди дождь. Но зато будет свежо. А то я сегодня изрядно употел. Последние приготовления. Буря начинается. Люки задраены. Тент установлен. Ветром меня уже прижало к берегу. Вдоль него и буду двигаться. Если совсем тяжко будет, остановлюсь. Уже задувает, поднимаются волны. Чтобы не оказаться посреди реки, как в прошлый раз, я буду двигаться намного осторожнее. Пополнил запасы фариньи. Поехали. Ладно, я пристаю к берегу. Говорю. В итоге поплавал. Смотрите, как льет. Очень жесткий встречный ветер с ливнем. Буду набирать воду тогда сейчас. Отличный момент, по-моему. Нет, ну я же посылал наверх запрос, что мне вода нужна. Наполню до отказа все свои сосуды в таком случае. Замечательно. Сейчас ополосну тентик. Ну, там уже больше литра набралось. Пора собирать. Вкусненькая водичка, кстати. Ничего такая. 8 литров за 8 минут. Вот это я понимаю. Так, все, пожалуйста, остановитесь. На сегодня хватит. Больше воды мы не заказывали. Ну, хоть напьюсь вдоволь. Как бы все ни казалось плохо, всегда есть два пути. Ладно, три пути. Первый путь – это расстроиться, опустить руки и мокнуть под дождем грустным. Второй путь – стать непоколебимым. Дождь меня не трогает, я спокоен как лед. И третий путь – антихрупкий путь по талибу. Адаптироваться и извлекать пользу. И так во всем. Путешествия, они об этом, друзья. Вам решать, какой путь выбрать. Я свой давно выбрал. Вот так-то лучше. Каких-то 20 минут ливня. Полные запасы воды. У меня теперь есть 15 литров. Этого хватит на 5 дней минимум. И можно идти дальше. Отличная погодка теперь. Люблю местные ливни. Они мощные, но быстрые. Самое время устроить пенную вечеринку. Заодно и лодочка почистится. Сегодня весь день перевариваю полученный во время бури опыт. Думаю, что менять в лодке, когда я дойду до самой большой реки Амазонки.
Думал, как опустить тент. Он слишком высокий. Для сильного ветра это слишком высоко. Да, и сделан он на скорую руку. Просто для пробы, так сказать. Так что его я в любом случае буду переделывать. И тут мне пришла интересная мысль. А почему я должен весь день сидеть на кровати? Можно же убрать эти дощечки и проложить здесь дополнительные ниже, потому что место у меня есть. И получается, что я заглубляюсь ниже, остальные дощечки остаются, зато потолок можно опускать очень значительно. С такой высотой я буду намного больше защищен от ветра. Вот так вот. Ну и естественно он будет не такой прямоугольный. С нормальными материалами я смогу сделать такой же ромб, как сзади. И получится намного лучше. Я так думаю. Ну и здесь очень легко сделать спинку. Что отдельно радует. Так что днем можно будет сидеть удобненько. Сан-Карлос. Играют в футбол. Sí. Кокосы. Так низко. И muy bajo. В поселочке Сан-Карлос мне подарили папайю. Никогда еще не пробовал. Меня провожают. Чао! Очень классные люди здесь. Мне нравится. Впрочем, как и во всем мире. Иду на ночлег. Папайя это хорошо, но теперь я затемно гребу к другому берегу. Солнце зашло. Фух. Устал. Устал за день. Ничего себе, там птички шумят в зарослях канья-браво. Наконец-то узнал, как называется этот тростник. Слышал не раз, но все запомнить не мог. Канья-браво. Типа мощная ветвь. О, птички. Все, гребу дальше. Знаете, что такое боль? Боль — это когда ты подошел к берегу, на тебя налетели комары огромным роем. Ты попытался поджечь спиральки, а твоя зажигалка просто не захотела загораться, потому что дует легкий ветерок. Благо сегодня я купил другую, и она меня спасла. Видели, я обставился как оберегами. Только сейчас они от меня отстали. Но я уже весь искусан, просто у меня новых дырок штук 20 образовалось. Да нет, какие больше. Все, теперь я защищен. Пойду искать берег. Ну, как он близко. Пойду искать берег, где я высажусь. Располагаюсь понемногу на ночлег, борюсь с комарами, раскладываю тент. И чего я не ожидал увидеть, повстречать, так это возможную смерть. Эта лягушка очень похожа на лягушку древолаза. Она прям очень похожа. Конечно, ее обычно изображают с поднятой головой, но она обычно сидит на поверхности, а не лезет по тенту. Ой, что-то еще булькнуло. Зашибись. Во, сейчас больше похоже. Кто не знает, если к ней прикоснуться, то схватишь асфиксию. Ее кожа обладает очень сильным ядом. Не тетратоксин, не помню. Если это она, я могу ошибаться. Но прикасаться к ней я точно не буду.
повторюсь, я могу ошибаться, но я еще никогда не снимал видео, закрывая свои руки полотенцем. Надо будет потом поискать. А пока надо от нее как-то отсюда избавиться. Как вот ее вытряхнуть и так, чтобы она на меня не прыгнула? Это может показаться смешным, когда ты сидишь дома за ютубчиком, можешь погуглить. Но когда ты прекрасно помнишь, что зеленая лягушка точно такого же вида, смертельно опасна, да, и яда хватит на то, чтобы убить то ли 8, то ли 10 человек, то тебе уже не так смешно. И ты смотришь на нее с некоторым страхом и уважением. Хорошо, что я ее заметил сейчас, а не когда я буду спать. Сейчас надо от нее избавиться. У меня уже истерический смех. Вы знаете, я разворачиваю тент, и у меня с каждой минутой все больше фокусов. Вот смотрите, я сейчас его... А тут вот такой друг. Ну, ты, кажется, не опасный. Ну, когда ты за день уже и так измотан, только что с подушкой и полотенцем выпроваживал лягушку, которая неизвестна. Может быть, она может тебя убить. И тут еще и паук. Друг, иди гуляй. Зашибись. Походу он теперь где-то по моему дому гуляет. Вот так вот, добро пожаловать. Я не знаю, я вроде бы развернул полностью. Ой, чуть не навернулся. Было бы обидно. Ой, жесть, блин. Пришло время дегустации. Никогда в жизни не ел папайю. По крайней мере, осознанно. Она здесь просто огромная. На вкус очень даже ничего. Чем-то напоминает манго. Только нет кислинки. Да, наверное, это. Вот. Внутренности, я так понял, выкидываются, и она естся как дыня. Надеюсь, больше у меня гостей сегодня не будет. Мне, пожалуй, хватило. Давайте завтра. Сегодня ночую, кстати, на воде полностью. Это страшно, потому что лодка протекает, но мне нужно проверять. Каждый раз я выбираю все более свободно. Сейчас видно, что я прям на воде стою. Я не могу задрать нос выше здесь. Берег слишком высокий. Так что посмотрим, сколько воды к утру я наберу. Папайя вышла вкуснющая. Чуть не забыл. Девушка в этом поселке на пристани спросила меня: а почему у тебя нет волос на лице? С такой интригой. Они действительно боятся людей с волосами на лице. Я объяснил, что специально для этой встречи я побрился утром. На что все наблюдающие расхотились хохотом. Интересно все это. Ладно, день подошел к концу. Я забаррикадировался в москитную сетку. Сюда лягушки не залезут. Ой, ну так забавно. Боятся лягушку. Но это очень рациональный страх. Доброй ночи. День 18.
Доброе утро. Проснулся под звуки какого-то крупного животного. Что может птица, может еще кто-то. Очень близко. Ох уж эти рассветы. Можно смотреть вечно. За ночь набралось не так уж много воды. Все-таки мое предположение оправдалось. Она поднимается до какого-то уровня, видимо, на котором находится брешь. И не более того. Это замечательно. Все. Можно идти дальше. Подплываю к порту Британии. Даже яхту не пришлось строить, чтобы попасть в Британию. Так называется поселок Британия. Надеюсь, здесь я найду доски для того, чтобы реконструировать мой тент. О, а вот и гость. Охотится за рыбкой. Здесь ламантины, дельфины, кого только нету. Вот он, вынырнул. Видимо, много рыбы. Надо только угадать, где вынырнет. Ой, он подо мной. Вот такие моменты я не люблю. Он же дышит. Это он воздух выпускает. Вот такие моменты я не люблю. Потому что если он вынырнет подо мной, у меня будут огромные проблемы. Дельфинчики. А это плавающий отель с 3 катерами для туристов. Видимо, тоже приплыли в Британию. Так тщательно упакованы. Видел, как они репеллентами пшикались. То чувство, когда после недели здесь уже перестал ими пользоваться. Да, ко всему привыкаешь. Вместе с Виктором едем вглубь Британии искать столяра, у которого я смогу купить доски. Сказал, найдем, тогда заплачу за проезд. Не найдем, тогда не надо. Нашли столяра. Досок пока нет, но он сделает это. Так что посмотрим. Смотрите, какие домики в Британии. Все аккуратненько. Бетонная дорожка, пусть маленькая и убитая. Закупил наждачку, маркер, нашел пластик для крыши. Осталось дождаться доски. Пойду разбирать свой тент. Вытащили лодку на берег. В хорошем состоянии довольно-таки. Сейчас буду все менять. Почему у меня такое ощущение, словно я лишился дома? Я вернулся буквально на неделю назад. И буду все переделывать. Доски есть. Фух, очень жарко, на улице под 30. Ребята в Британии помогают мне конструировать лодку. Посмотрите, как она преобразилась. На часах уже почти 7. Меня только покинули люди. Это мой прошлый тент. А это то, что мы насобирали за день. Из материалов, что есть поблизости. Вот такая красота. У меня нет сил, у меня болит голова. Я весь день на солнце, больше 10 часов. Но продолжаю работать над лодкой. Потому что потом у меня не будет времени. Все, доброй ночи. Прекрасный день. Занимался строительством лодки до самой темноты. И тут меня пригласили поесть домой.
Очень мило, потому что сил у меня нет совсем. Как-то так выглядит дом. Просто крыша и висят москитные сетки. А кругом фруктики и гамаки. Красота. Так интересно. Здесь есть порт, куда выгружают всякие материалы, так как Британия большой поселок. И так как есть освещение, можно увидеть, как летают огромные летучие мыши и ловят рыбу. Жаль, что на видео я не смогу этого передать. Они делают это очень быстро. Они очень большие. Ну, может быть, что-нибудь будет видно. Ну, моя лодочка здесь с москитной сеткой. Завтра доделаю до конца. Может быть, добавлю киль для того, чтобы она держала курс. Что ж, возникла одна проблема. Я хотел сделать тент поменьше, но получилось, что он стал значительно больше, потому что стойки очень крепкие. И я прямо чувствую, как у меня появилось пространство, где я могу двигаться, делать какие-нибудь полочки и прочее. Ну и в ногах, конечно, места больше стало значительно. Там точно будут полочки. Посмотрим, как я все обустрою. Но он стал значительно ниже, при этом комфортно ниже. Так что, надеюсь, это поможет мне с ветром. Теперь точно доброй ночи. День подошел к концу. День 20 начинается. Сегодня буду заканчивать лодку, промазывать брией дно, чтобы вода не поступала, и отправляться в путь. Надеюсь, что будет солнце, чтобы просушить до конца лодку. Приехала одна ланча с туристами, но моя яхта намного лучше. Как-то так она сейчас выглядит. Все переделываю. Солнечная панель теперь максимально защищена. И сделал такое вот прицепное, куда сложу вещи, которые не использую. Например, рюкзак. Намного лучше, по-моему. Я точно самый странный путешественник, что здесь когда-либо бывал. Ношусь по поселочку с кусочком деревяшки в надежде, что кто-нибудь мне его покрасит. Ведь это носовая часть. На нее смотреть мне очень долго. Еще надо купить брею, чтобы проклеить дно. И установить киль. Работы куча. На улице жара просто неимоверная. На воде намного легче. Фух. Надеюсь, я сегодня успею все закончить. И не будет ливня. Столяр Колер, что сделал для меня дощечки недавно, не только покрасил для меня ее, покрыл лаком, но и отполировал. Так что нос моей яхты будет действительно симпатичным. У лодки появился киль. Глядишь, меня не будет вертеть, как не знаю что на воде. Второй день в Британии. Что-то у меня сегодня не сложилось с отплытием. Еще и дождь начался, когда я думал закончить с лодкой. Проделал очень много работы. Вон стоит моя красавица яхта. Осталось совсем немножко. Думаю, закончу основное и продолжу путь завтра. Стараюсь наверстать.
Люди здесь просто потрясающие. Мне столько помощи ни в одном месте в мире не оказывали самые разные люди. Я спокойно оставляю свои вещи и ухожу в село на полчаса, на час, и даже не беспокоюсь о них. Хотя стоит потерять не хотя бы что-то одно, и это будет невосполнимо. Например, солнечную панель. В общем, я очень рад, что я оказался здесь. Очень круто. Очень устаю, но оно того стоит. Лодка преображается на глазах. Спустили лодку на воду. Загрузился. Завтра утром продолжу путь. Меня угостили хуаном. Это рис в листе. Вернулся в лодку и обнаружил в ней много воды. Надеюсь, что мои постройки не сделали все только хуже. Потому что сегодня я заклеил все бреей. И должно стать значительно лучше. Но не знаю. Сегодня я буду спать беспокойно. Удачи мне этой ночью. Надеюсь, все будет хорошо. Воды было правда много. Проснулся от дождя. День 21. Ну и еще от ощущения, что у меня болит горло. Видимо, слишком сильно ослабил иммунитет, находясь на солнце. Буду лечиться. Но сегодня я отправляюсь в путь дальше. Во что бы то ни стало. И да. Кажется, лодка стала набирать воду еще больше. Ну, думаю, мне кажется. Надеюсь. Может, просто потому, что она высохла и поры расширились. Со временем, может, станет лучше. Надеюсь на это. Буду собираться. Через 2 часа выплываю. Пора прощаться с Британией. Чао! Меня ждет Амазонка. Британия осталась позади. Прохожу небольшую протоку и наслаждаюсь тем, что меня вроде как больше не крутит, благодаря килю. Самочувствие все еще плохое, поэтому буду варить себе супчик. Нужно что-нибудь горячее, а не только бананы и фаринья. Протока очень медленная, но сил грести нет, они очень быстро кончаются. Да и большой необходимости в этом нет. Все хорошо, но для супа нужна рыба. Ее у меня нет. У меня есть кокосы, есть 1 лимон, есть несколько бананов. Спасибо людям. Наверное, сварю свою соленую рыбу. Это будет хоть какой-то бульон. Лучше что-то, чем ничего. Буду отдыхать, восстанавливаться сегодня. Надеюсь, завтра будет получше. Или уже сегодня. Так. Интересно. Лодка сбавляет скорость, потому что она меня знает. Я не раз здоровался с водителем, и люди наблюдали за тем, как я строю лодку. Но вообще тормозит. Боится, что я перевернусь, походу. Чтобы хоть немного облегчить себе этот непростой день, я нашел себе остров. Даже выследил на реке. Смотрите, какой большой. Теперь у меня есть личная яхта и остров. Что там осталось в списке? Найти девушку? Ну, думаю, с яхтой и островом это не проблема. Дом. Осталось построить дом. Ну, у меня есть лодка. Пойдет.
Все, буду отдыхать. Надо набираться сил. Мимо на скорости прошел тот самый очень скоростной катер, о котором мне все говорили. Сейчас посмотрим, как мы встретим его нашим островом. Остров двигается, и я двигаюсь. Но ничего интересного. Можно на нем жить. Он довольно хорошо гасит волны. Смотрите, до сюда даже не доходит. Это хорошо. Собрался немножко сил. Буду сейчас стирать часть вещей. Проехала еще одна ракета со знакомым водителем. Приятно, тормозят, машут, сигналят. Остров пришлось оставить ненадолго, так как по нему проехался большой лайнер по его краю. Вот, жду, пока он догонит меня. Сил все еще нет, но разбираю понемногу вещи. Разместил сюда органайзер. Так будет удобнее. Точно. Чем валяться будет. Сбиваю себе сегодня температуру всеми возможными способами. Сейчас решил, чтобы уже поднять настроение, съесть один из 2 кокосов, что мне подарили. Там есть и мясо, и молочко. Оно очень полезно. Думаю, станет полегче. Не самая, конечно, простая задача в моем положении почистить кокос, как это делают местные. Но, кажется, я справился. Теперь меня ждет вознаграждение. Вкуснятина. Фух, я вернулся к моему острову. Вернее, как он ко мне вернулся. Из плюсов болезни на реке. За водой не надо далеко ходить. Сейчас еще, походу, ливень начнется. Ну, ничего, мы с моим островом справимся. Фух, разобрал вещи. Органайзер радует глаз. Осталось решить, какие вещи приоритетнее. И готовиться к дождю. Сегодня я совсем не в состоянии играть со стихией, но она не оставляет мне выхода. Растянул темп, дождевик. Буду пережидать вместе с островом. Если ветер совсем поднимется сильно, придется отвязываться и идти к берегу. Главное сильно не мокнуть, а то совсем девушка будет. Ладно. Зато теперь даже руку за борт тянуть не нужно. Вода сама зашла. Остановилась лодка, чтобы поздороваться. Чао! Стоило только ему ехать и пожелать мне наслаждаться моим путешествием, как радуга пропала, солнышко спряталось за тучки, и начался дождь. Сейчас уже полегче. Я забаррикадировался. Солнце садится, надо искать лагерь. Но я тут конструирую. Такие штуки должны помочь мне продолжать видеть, что происходит вокруг, и немного уменьшать напор ветра в боковые стенки. Плюс улучшенная циркуляция воздуха. По-моему, это классно. Надо только будет сделать, чтобы они убирались. Наверное, подниматься будут. И вообще будет замечательно. Дела. Что ж, можно констатировать, что у моей свободы теперь появились крылья.
Работают они прекрасно. Я полностью забаррикадировался, но мне хватает воздуха не как раньше. Дождь только усилился. До захода солнца еще минут 30. Не знаю, что делать. Если я сейчас вылезу, даже с дождевиком промокну, но он вряд ли закончится. Слишком затяжной, так что, наверное, придется. До берега недалеко. Догребу и там стану на ночлег. Дождь стал еще сильнее. Ну, может быть, он и закончится. Хотя бы немножко потише станет. Потому что он не может так лить все время. Только сейчас не зима. Как и следовало ожидать, дождик закончился. И я уже припарковался для ночлега. Заходящее солнышко, моя яхта и комары, много комаров. Обложился спиральками, но они пока не работают. В ближайшие пару часов комары будут зверствовать неимоверно, а потом также лягут спать. Интересная особенность. Попробовал рыбачить, ничего не вышло, ни одного всплеска, ни поклевки. Так что день подошел к концу. Надеюсь, ночью будет не слишком худо. Доброй ночи. День 22. Доброе утро. Этот баллон газа я купил в Сантьяго или Концепсьоне в Чили 2 месяца назад. И вот его время пришло, он кончился. Спасибо Боливии, что там недорогая еда и не надо готовить так много. Ничего, у меня есть еще маленький. Так что сегодня буду лечиться горячим мате с лимоном. Лимон у меня тоже есть. По крайней мере, где-то катался. Вот я и вернулся на большую реку. Здесь 2 реки Укаяли снова сомкнулись. И теперь ширина реки не 500 метров, как все последние дней 5-7, а 1 километр. Теперь будет сложнее пересекать ее. Амазонка же позднее, когда сольется Укаяли с Мараньоном, будет достигать 2 километров и больше. Так что будет интересно. Надеюсь, скорость течения сейчас возрастет. Потому что сил грести у меня все еще нет. Сегодня, как полагается настоящему больному, проведу день в кровати. Со спальничком. Комфортненько. Пусть меня просто несет течение. Остановилась Франко и Николь, чтобы поговорить. Очень мило. Подарили печеньки. Мне определенно стало лучше. Река немного вышла из берегов. Затоплен лес. А мою лодку заселили новые муравьи. Желтые, большие. Таких я еще не встречал. Вообще количество типов муравьев здесь невероятное. Но я уже к ним привык. Даже почти не раздражают. Бананы я все равно съедаю быстрее, чем они. А я все никак не могу высмотреть черные ягодки, что позволяет мне рыбачить. Потому что на банан
Рыба почти не клюет. О, какая птица. Но ягодок нигде нету. А если и есть, то они уже съедены. То есть только кусты голые. Как бы я ни пытался сегодня отдохнуть, но все время приходится садиться на весла. Потому что меня то прибивает к берегу, то ведет не в ту протоку. Еще скоро будет дождь. Такие дела. Снова веселье начинается. Так не вовремя. Благо сегодня ветер в спину. Максимум прибьет к берегу и не смогу плыть дальше. В этот раз растянул тент чуть получше, так что даже сильный ветер не мешает. Крылья работают классно. Мне кажется, лодку немного прижимает к воде, как спойлеры машины. И это чуть безопаснее. Сейчас мне, правда, вертит на воде, потому что лодка почти неуправляемая, очень тяжело грести. Но меня несет туда, куда надо. Немножко волны поднимаются. Да. Заодно сейчас проверим новый нос. Ой, главное, чтобы мне сбоку вода не заплеснулась. Ну, второй борт помогает. Фальшборд. Скоро должен уже пройти дождь. В этот раз все не так плохо, как в прошлый. В случае чего здесь легко до берега догрести. Но необходимости вроде бы нет. То чувство, когда привык, такая картина тебя уже не пугает. Все время сносит к берегу, ну опять. Придется выгребать под дождем. А я только нашел себе приятный островочек. Катаясь на бревне, я боялся именно вот этого. Из-за этого я крепился максимально легко. Но сейчас почему-то петля не сваливает с петли, с сучка. Я пытаюсь подтянуться ближе. Благо я вовремя увидел, что дерево застряло и удержался за лодку. Потому что ее повернуло на бок. Чуть воды не набрало. Буду пытаться вылезти. Весь промок, пытаясь высвободиться. В итоге развязывал узел под водой руками. Очень странно. В этот раз петля была накинута прямо на краешек сучка. И я думал, что она вообще сама слетит. Придется вешать заново. А тут так вот. Ну ничего, тоже опыт. Буду готовить рис. Нужна горячая срочно. Иначе все станет еще хуже со здоровьем. Прошерстил одну из проток в надежде найти черные ягодки. Но их нет. Здесь еще совсем зеленые цветочки. Очень печально. Потому что как только я закончу с бытом на лодке, надо будет заниматься рыбалкой в полной мере. И нормальным питанием. Чтобы в том числе меньше болеть. И иметь больше сил, чтобы грести веслом. Какой-то сухой сезон, не очень сухой. Я уже устал вычерпывать воду.
Который день дождь. Хотел продвинуться за день подальше, так как было много дождей. В итоге затемно еще место для ночлега. По берегу есть растительность, но она вся затоплена. Так что, думаю, буду спать на воде, углубясь немножко. Так как берег мне и не удалось найти, заночевал прямо на воде. Кое-как отыскал одно дерево, что затоплено. Немного страшненько, но я так уже ночевал. Надеюсь, не наберу слишком много воды, больше обычного. Рыбешки плавают. Но сил на рыбалку у меня нет. Займусь ей, как только закончу с бытом на лодке, чтобы все мысли можно было посвятить добыче еды, хорошему питанию. Я весь мокрый, так что буду сейчас сушиться, переодеваться и готовиться ко сну. Доброй ночи. Вот куда-то сюда завела меня ночь. Кругом мель, максимум 1 метр глубины. Ну, где-то и больше, наверное. Но я веслом достаю. День 23. Доброе утро. Мне немножко лучше. Я тут сделал для себя открытие, что вообще-то бананы, которые местные готовят на огне, или сушат, или жарят, если очень подождать, то они, в общем-то, обычные бананы, которые мы едим. То есть такие же сладкие, хорошо чистятся и вкусны с фариньей. Так что можно покупать их, если хочется сладкие, ждать, если хочется готовить. Но местные вообще ни в какую их не едят сырыми. Потому что по сравнению с Мадуро, это другой сорт бананов, они не настолько сладкие, не настолько нежны. В общем, для меня разницы ощутимой нет. Потому что, я из Сибири, камон. Гребешь такой на своей огромной яхте, и мимо тебя проносится местный на маленьком каноэ. На самом деле на каноэ действительно очень легко перемещаться. Мне очень понравилось управлять им. Я бы хотел себе каноэ. Может, если у меня когда-нибудь будет яхта, я построю себе и маленькое каноэ, чтобы направляться на берег. Что ж, 100 километров до Амазонки. Поселок Сан-Маркос. Слышите удар в барабан? Остановились. Сегодня воскресенье. Может, мероприятие какое-нибудь. А я иду дальше. Река все шире и шире. Осталось 130 километров до Амазонки. Я все еще не выздоровел, но так как запасы продуктов подходят к концу, решил попытаться закончить с бытом на лодке. Нарубил немного канья браво, чтобы установить здесь для сухих площадочек, полочек, и сзади. И можно будет заняться полноценно поиском черной ягоды для ловли сардины и прочего. Еды у меня хватит еще дня на
3, наверное. Но только фариньи. С сахаром. Надо выздоравливать и ловить рыбу. Дальше уже откладывать не выйдет. Да, чистка тростника. Такое занятие. Сейчас еще и отнимает вдвое больше сил. Мачете довольно тяжелая. Ничего. Зато чистенький тростник дольше сохранится без влаги. Меня не пропустили по одной из проток. Говорят, надо платить деньги. 8 солей, потом сказали 5. Иначе меня тащат назад. Но я согласился, пусть тащат назад. Мне придется идти лишних 5 часов, но что поделать. Полчаса местные вымогали у меня деньги. Прижали, взяли меня за трос, прижали меня к берегу. Пытались объяснить, что протока личная поселка, какой-то наркотрафик, какой-то трафик детей. Охота запрещена, рыбалка запрещена. В общем, пытались меня всячески убедить, что если я не заплачу 8 солей, то все, отбуксируют. Начали буксировать. Понимают, что я согласен. Буксируйте, ребята. Поехали в поселок. Если что, я по другому пути по реке обойду. Потеряю много часов, но что делать? Остановились. Попросили показать паспорт. Записали номер телефона. Просили сделать фото. Я не понимаю вообще, что вообще происходило. Я максимально доброжелательно с ними общался. И, в общем-то, меня отпустили. Я иду дальше. Первый раз за 800 километров такая фигня. Надеюсь, последний. Как теперь заплывать в частные протоки? Как понять частная протока вообще? У поселка есть протока. Если я захочу войти в поселок, мне что, нужно платить? В общем, бред какой-то. Подпортили мне, конечно, ребята настроение. Но поделюсь своими успехами. Сделал решетку на дно. Теперь вещи будут больше защищены от влаги. Настроил крылья так, чтобы они опускались, поднимались. Когда будет дождь, будет легче установить тент. Вернул на место эти тростники, чтобы удобнее все располагать. И, конечно же, вернул на кухне все на свои места. Теперь будет порядок. Осталось решить вопрос с креплениями тента. Отстирался. Почти закончил с лодкой. Выровнял наконец-то кровать. Теперь доски идут более-менее ровно. Сейчас все досушу. И вообще будет все хорошо. Даже самочувствие улучшилось. Запасы воды почти подошли к концу. Осталось 3 литра в малых бутылках. Так что попробую раздобыть ее в поселке Хенеро Херрера. Посмотрим, как он меня примет. Сразу же порадовали приятной новостью. В поселке есть фильтрованная вода. Иду добывать. Берли с ее мужем не захотели делать фото. Но, как я понял, они набрали воду из своей купленной. Потому что она полностью прозрачная. Это не фильтрованная вода. Вот так вот. Спасибо. Этого мне хватит на несколько дней спокойного сплава. Еще бы кусочек сети добыть, чтобы точно была рыба. Прощай, Херрера. Чао! Вот ведь могут кто-то называть не гринго, а мистер. Намного приятнее. То гринго. Так, солнышко осталось около часа. Надо искать место для ночлега. Чтобы не как вчера. Солнце вот-вот сядет. А что делаю я?
Я ищу черную ягодку. Мне говорили, что она есть везде, но я столько раз тормозил и обыскивал кустарники, а ее нету. А ловить-то мне не на что рыбу. До червяков здесь не добраться. Берег вон как уплетен. Только если прорубать полностью всю эту заросль. Так что ищу ягодку. Надеюсь, успею до захода солнца. Хочется есть не только форинью. Еще подходит вот эта вот штука, вроде как для рыбалки, но до нее не доберусь. И упавшие тоже не вижу. Сегодня для ночлега нашел такую вот маленькую бухточку. Здесь спать будет намного спокойнее. Сейчас ищу червяков. А вот здесь прорублюсь немножко, чтобы сюрпризов не получить. Смотрите, какие здесь деревья. А вот здесь у меня буквально прорубаю окно. А вот здесь у меня закат. Красота. Нашел очень хорошее место, казалось бы, для червяков. Раскопки дали мне несколько гусениц. Одного большого Егора и 3 малыша. Что ж, это тоже неплохо. Хотя червяки были бы лучше. Посмотрим, может сработают. Форинья готова, но я все не отчаиваюсь. Пытаюсь поймать рыбу из своего люка. Хорошо, что я сделал здесь упирающуюся дощечку, заранее готовясь к рыбалке. Но нет поклевок. Такая большая река, но она слишком мутная, из-за чего рыбе тяжело ориентироваться. Я постоянно делаю всплески, только и тогда иногда бывают, вот как сейчас, маленькая поклевочка была, а потом снова ничего. Неудивительно, что здесь много самов и немного другой рыбы. Остальная водится в мангровых лесах и озерах. Ладно, попытаюсь еще немного. Поем и буду спать. Начал сейчас есть свою любимую форинью с сахаром. И что вы думаете? У меня на лбу налобный фонарик. Он светит тускло, но достаточно. И вот я чувствую, как мне на голову садится что-то большое. Вот прям большое. Не мотылечек, не комарик, а что-то большое. Я с испуга стряхнул, и я не знаю, что это. Ну, для летучей мыши маловато. Но это точно больше, чем мотылек. Может, большой мотылек, не знаю. Задумался о том, чтобы сидеть в сомбреро. Или без света. Но без света совсем как-то стрёмно. Амазонка такая амазонка. Все огромное. Все впечатляет. Ладно, гашу свет. Вышел тут по нужде. Смотрю, лапы карабкаются. А тут вон какая огромная лягушка.
Это вроде бы не опасно, как другая. Он какой мне гость пришел здоровый. Я бы его на наживку пустил, но не уверен, что рыба будет клевать. У него прям как будто бы рог есть. Интересно. Ну, мои носки понравились. Ну, пусть сидит. Блин, тут такое звездное небо. Если бы вы знали, насколько. Как в горах. Ладно. Буду ложиться. Почитаю. Может, клюнет кто-нибудь. Мне тут по углам уже пауки сидят. Паутину сплели. Но я только за. Они вряд ли ядовитые, а вот насекомых других явно подавят. Ладно, доброй ночи. Доброе утро, день 24. За ночь ни одной поклевки. Никому нафиг не сдалась эта гусеница. Нужно искать ягоды. До Икитоса 200 километров. Продолжаю лечиться. Сейчас в дело пошел уже Мате. Он со мной ездил очень долго. От самой Аргентины, наверное, 3 месяца. Я его и дарил, и, не знаю, сам очень редко пил, потому что было очень жарко. Вот. И вот время пришло. Миссионес. Регион Аргентины. Самый жаркий, с джунглями. Что ж, за вас, друзья. Здоровья. И мне. Прохожу по протоке. Надеюсь, сегодня никто вымогать деньги не будет. Снова идут дожди. Но у меня вещи постираны. Быт на лодке организован. Кухня снова в порядке. Здесь все тоже как надо. Воды много. Книжка скачана. Так что можно отдыхать и лечиться. Да и чувствую я себя значительно лучше. Уже есть сила в руках, так что я могу грести, когда нужно. Без проблем. Все высматриваю ту самую черную ягоду. Я не удивлюсь, если ее просто здесь нет. Возможно, смена региона, не знаю. Встречу рыбаков, поспрашиваю снова. Все как с испанским языком. Думаешь, что выучишь один и будешь понимать всех, а потом выясняется, что там кастильяно, там новый какой-то свой, аргентинский, кавашошо. Какая красота, смотрите, какие большие зеленые кустарники. Я, конечно, не перестаю восторгаться местной зеленью, обилием жизни. Везде, буквально везде. Не найти ни одного квадрата без какого-нибудь большого интересного насекомого, земноводного или птицы. Они тут везде. Это прямо восторг. По крайней мере для меня. Да, ходить по лесу довольно опасно, но я уже делаю это без сапог. Просто со спущенными штанинами. Потому что понимаю, что главное шуметь перед собой, чтобы не наступить на змею. А остальное не проблема. Ой, ладно. Буду отдыхать.
Да, кстати, столь затяжные дожди все навевают на меня мысль, что если ничего не изменится, то я буду тентовать и перед лодки, чтобы я мог грести в дождь сухим, только без стенок. Думаю, это неплохая идея. Надо только продумать, где поставить стойки, чтобы они не мешали веслу. И сделать их такими же убирающимися, как эти крылышки. Думаю, было бы неплохо. Это чувство, когда тебя уже не пугают паучки. Он просто скачет по мне и плетет паутину. Мистер, ты обнаглел. Это мой дом, а не твой. Ну что ты там? Куда ты полез? Ну реально, он плетет паутину по всему. Он хочет меня съесть, наверное. Сейчас прыгнет. Давай, все. Живи тихонько, как твой друг вот здесь. И ешь муравьев, пожалуйста, с комарами. О, именно про этот катер мне говорили. Говорят, Один ходит до Икитоса, огромные волны поднимает, опасные для лодок. Сейчас посмотрим, как оно. Так ли опасен черт, как его малюют. Ну, я пока догребу, думаю, до островка. Но нет, думаю, чтобы меня впечатлить, Один должен пройти прямо около лодки. Где-нибудь на Амазонке, на большой. Ну, на берегу, да. На берегу серьезненько. Волнует. Но на воде нет. Так что загребу на островок и буду отдыхать. Думаю, еще день-два. И совсем приду в себя. Сейчас у одного из поселков дети жестами показывали, мол, подойди к берегу, остановись. Но я не смог обнаружить на берегу взрослых, и поэтому проплыл мимо. Потому что и так уже не в первый раз. Взрослые на работе, дети на берегу. Я бы с радостью остановился, но я понимаю, насколько подозрительно относятся взрослые к белым людям, людям с волосами на лице. Как в той протоке мне рассказывали про трафик людей, торговлю детьми. Они навешивают на американцев и летающие тарелки, и все прочее, эксперименты над людьми. Поэтому я понимаю, что если я остановлюсь и там не будет взрослых, они могут подумать много разного. Потому что неосведомленность создает самые интересные мифы и стереотипы в голове. И вот я снова выбрался из своего кресла. Оно выглядит, кстати, как-то так. Ищу ту самую черную ягодку. Я уже почти не верю в то, что я смогу ее найти, но я не сдамся. Потому что я точно знаю, что на нее отлично ловится рыба. Особенно тот небольшой говорящий сом. Кстати, от местных я узнал, что он вообще-то ядовитый. Поэтому они ломают ему плавники. Они не сказали, что будет, если я уколюсь. Ну, наверное, ничего приятного. Так. Одной рукой грести не очень удобно. Чуть не наткнулся на тростник. Но ягоды нигде нету. Ладно, может в другой раз.
Без комментариев. Сухой сезон, говорили они. Зато у меня будет безлимитный маты. Хотя это уже ТРР, потому что холодный. Маты пьют горячим. Да, вот сюда, пожалуйста. Да, так лучше. Вот так, друзья, выглядят последние дни. Но все хорошо. Все под контролем. Почти не видно берегов. Видимость упала очень сильно. Ну, думаю, такой дождь не может продолжаться долго. Что лодочку отполирует, почистит. Главное, воду вычерпать вовремя. Так интересно, нахожусь у старой протоки, у старого русла. Вода отличается прямо ярко. И на границе реки и озера дельфины ловят рыбу. И много птиц. Если бы не погода, я бы тоже попытался. Но так нет. Тем более у меня нет ни ягод. Есть только гусеницы, но ночь показала, что они не в чести. Слишком жесткий панцирь. Только меня прибивает к берегу. Может, даже не смогу дальше плыть. Сильный ветер. Беда. Да, все, меня тормозит. Что ж, надо смириться с тем, что сегодня не я решаю, куда плыть. Сегодня река сама решила, что я заплываю к этому озеру. Потому что дует очень сильный ветер, он меня просто вышвырнул сюда. Смотрите, какая вода прозрачная. Думаю, сейчас закреплюсь где-нибудь и попробую ловить рыбу. Может, чего-нибудь да получится. Даже на гусенице. Или половлю кузнечика здесь. Не знаю. Сначала надо найти место, чтобы закрепиться. Конечно, сегодня я далеко не уплыву, но мне очень нравятся местные озера. Вода вне реки просто кристально чистая. Если бы не дождь, я бы гарантированно поймал рыбу, потому что я понимаю, что здесь все прекрасно видно. Но нужны червяки или та ягода. А здесь, я думаю, в лесу можно найти это. Также здесь должны водиться крокодилы. Они любят именно эти озера. А я хочу найти их. Но это потом. Пока постараюсь добраться до Икитоса. Поклевок очень много, но все мелочь. Поэтому придется вытянуться, вылезти под дождь, чтобы сегодня поесть что-то кроме форинья. Потому что впереди я вижу, вон плещутся покрупнее. Поплыву туда. Ливень прошел, но мне так и не удалось никого поймать. Я перепробовал какой-то местный горох. Какую-то ягоду твердую, слишком твердую, нужно мягкая. Уже пробовал ловить вместе с дельфинами. Смотрите, вот они. Они здесь, потому что здесь много рыбы. На границе реки и озера. И ни в какую. Поклевки есть какой-то мелочи. Но большая рыба не клюет на всю эту гадость. Нужна та ягода, либо червяки. Вот он, красавец. Может, еще вынырнут. Так что... Так и быть. Я иду дальше. Рыбалке надо посвящать полноценный день. Искать разные виды наживки. И рыбачить полноценно, а не на ходу. По 30 минут, по часику. Досадно, конечно, когда считаешь себя хорошим рыболовом, ловил рыбу в разных точках мира, очень даже успешно. Дома так вообще никаких проблем с этим нет. И вот ты видишь рыбу и не можешь ее поймать. Ты пробуешь разные наживки, перебираешь способы ловли. И нет.
Нет, конечно, я понимаю, что все дело в том, что я тороплюсь в Икитос, чтобы не словить штраф за нарушение визового режима. Но все-таки я ожидал, что здесь будет немножко легче поймать рыбу. Но тем ценнее будет момент, когда я действительно смогу ловить рыбу регулярно. Всего 24 дня позади. У меня впереди месяцы. До Манауса 1,5 месяца как минимум. Так что я думаю, я найду что-то помимо той черной ягоды. Но червяки сработали бы в этом озере точно. Крючок нужно было использовать поменьше, но у меня не было времени из-за дождя и усталости, и болезни. Я хотел бы быстрее попробовать поймать, пережидая ливень. Вот, червяки бы могли сработать. Ну, ягода точно дала бы мне улов. Надо подумать об этом еще. После Икитоса, подготовив лодку, думаю, я займусь целиком рыбалкой, если Амазонка не окажется слишком сложной для моей лодки. Потому что даже здесь, когда поднимается ветер, меня прижимает к берегу, лодка становится неуправляемой, это опасно. В общем, подумаю над этим. Может, еще доработаю что-нибудь в конструкции лодки для рыбалки. Ну да, обязательно доработаю. Я же не могу без этого. Ладно, идем дальше. Припарковался в месте, где река съела часть берега. Это все деревья, что она потопила. Вот. Сам же я около тростника. Здесь нет больших деревьев, так что ничто на меня не упадет ночью. Не нападет. И, надеюсь, не нападет. Все большие деревья по сторонам. Особенно я не доверяю вот этим вот. Их очень много в воде. Они очень легко падают. У них, видимо, очень маленькие корни. Они быстро растут. Вот. Ну, я посреди тростника. Зажег спиральки. Буду есть свою форинью. Потому что рыбу я не заработал. Или, может, приготовлю рис. Сейчас выгребал с середины реки и почувствовал силу в руках. Действительно. Все чаще задумываюсь о том, что нужно постелить что-нибудь, деревянные дощечки, кровати, чтобы было мягче. Либо я так мало ем, что на костях спать неудобно, либо просто требования к комфорту постепенно растут. Ладно, доброй ночи. Никого не трогал, готовился ко сну. Думал немножко перекусить, как чувствую, как на лодку что-то забежало. Поднимаю москитную сетку, а здесь он. Огромный паучара. Жует что-то. Он очень быстрый. Я не знаю, если я его спугну, он может забежать ко мне. Давай ты пойдешь из лодки. Все, выходи. То у меня есть тапочек. Все, прыгнул. Я не знаю, как привыкнуть к тому, что здесь огромные пауки все время лезут в кровать к тебе. Спать с ними я не хочу. Такое себе удовольствие. Ну хоть не змеи. И то хорошо. Да, теперь точно доброй ночи. Надеюсь. Без пауков.
День 25. Доброе утро. Сегодня мою лодку опять оккупировали муравьи. Они перешли на нее по канату. Чёртовы канатоходцы. Надоели. Не знаю, чем обработать канат. Пробовал разные способы. Не работает. Они все равно идут. Кругом муравьишки. Они меня не сильно напрягают. Но знаете, я бы хотел завести себе муравьеда. Это была бы самая приятная компания в путешествии на лодке. Очередную протоку просматривал кусты. Что вы думаете? Нашел. Та черная ягодка наверху. Это издевательство. Но я до нее доберусь. В этот раз я точно не пройду мимо и заготовлю ее столько, сколько можно. Наверное, спилю один сук. Наконец-то. Набрал ягоды столько, словно сам могу ее есть. Но говорят, вроде как она не очень. Пробовать я, конечно же, не буду. Хотя ладно. Да, большая косточка, хотя она сладенькая. На черемуху чем-то похожа. Теперь тут еще больше муравьев. Но зато у меня есть ягодка, и я смогу рыбачить. Наконец-то. Осталось ее как-нибудь сохранить, чтобы она не испортилась быстро. Нет, ну столько дней подряд дождь, это даже не смешно. Я не могу нормально просушить все. Не могу порыбачить особо, потому что клюет только когда солнечная погода. Видимо, рыбе лучше видно даже в мутной воде на просвет. Ой. Ну, ничего. Быстрее доберусь до Икитоса. Во время дождя скорость реки растет. Сейчас интересно, какая разница будет на большой Амазонке, когда Укаяли сольется с Амараньоном. Насколько быстрее река будет или медленнее? Если быстрее, хорошо. Если медленнее, то это будет печально. Сейчас скорость около 8 километров. Это прямо очень круто. Последние 200 километров я шел со скоростью 5, максимум 6. Так что посмотрим, что выйдет у нас. Осталось всего километров 20, чтобы узнать. Пожалуй, я на сегодня начитался. Залетел на скорости под дерево. Еле успел схватиться. Капец. Жесть. Сейчас буду пытаться поднимать, срубать дерево, чтобы от меня ветка отпустила. Главное, чтобы сейчас не прошел какой-нибудь корабль и волна не поднялась. Блин. Отделался испугом и немного промок. Тент тоже немного пострадал. Но панель в порядке, это главное. Тент заклею скотчем. Я успел увидеть, что меня уже несет на дерево, но я не смог выгрести. Слишком большая скорость. Она прям понеслась. И вот снова меня несет на дерево. Прибивает к берегу. Как тут отдохнуть, как тут лечиться? Когда постоянно нужно грести. Там вон другое дерево. Надо выходить на течение, но меня опять будет прибивать к берегу. Очень устал от этого. Вот-вот дойду до места слияния Укаяли с Мараньоном, где образуется Амазонка. Тут буквально пара километров осталось, но дождь не прекращается, и в такую погоду может быть банально опасно на сильном течении врываться в другую реку. Думаю, идти вдоль берега, так будет безопаснее. Посмотрим,
как она, великая река. Какая скорость, какие волны. Благо сейчас нет сильного ветра, лишь непрекращающийся дождь. О, вынырнула. Прямо около лодки. Что ж, ну здравствуй, Мараньон. Прощай, Укаяля. Привет, Амазонка. Не то чтобы здесь она выглядит намного больше, но впереди, я знаю, 2 километра в ширину. Это существенно. Посмотрим, какое течение. Благо, сегодня нет волн. И дождь немножко поутих. Особой разницы в скорости не вижу. Небольшие водовороты вон вертят островки зелени. Но в них я не попал. Думаю, самое время отпраздновать то, что я дошел до Амазонки. Ну как, я шел по ней уже месяц, но теперь это официально река Амазонка. Пора отпраздновать моим кокосом. Ну что ж, за Амазонку последний кокос. Отлично. До Икитоса осталось 120 километров. Каких-то 3 дня. И все. Конец первой части. Сейчас полчаса выгребал из протоки, почти без течения. Река вообще не дает расслабиться. Постоянно забрасывает ветром куда-то, откуда тяжело выбраться. Сейчас меня подташнивает. Не знаю, то ли кокос не очень, либо меня тошнит от этого дождя. Я хочу солнышко, я хочу высушить вещи. Я столько времени уже мокрый. Ноги снова появляются мозоли, намазал маслом. Пусть несет меня течение куда хочет. Сегодня я уже прошел 45 километров, так что уже не важна скорость. Буду пытаться отдыхать. Думаю, тошнит от усталости. В целом река такая же, как и Укаяля. Только водовороты стали больше, они метают лодку как щепку. Заснять я не смог, потому что я выбирался из них. Нашел хороший способ. Если видишь, что тебя начинает крутить водоворот, надо вставить в него весло и разрушить его. Такой вот лайфхак. Все. Наконец-то нашел огромное дерево. Реально огромное. С которым можно будет отдохнуть. Пусть тянет меня по течению. Прелесть такого тягача в том, что ни один корабль не захочет взять его на таран. А значит, пока я с ним рядом, я в безопасности. Зацепил свою петлю я на кончик ствола, а не на торчащий сук, потому что дерево вдруг перевернется. Тогда он намотает на себя веревку и под своим весом вообще не почувствует меня. А с кончика, чтобы дерево встало вертикально, это невозможно. Оно не знаю сколько метров в длину. Так что буду плыть за ним. Правда, меня начало нести быстрее. Но это ничего. С ним намного лучше. Приготовлю себе какао для подъема настроения. А то что-то без рыбалки совсем захворал. Посмотрел на это дерево и думаю, а дай-ка я
пройдусь по нему. Нет, это новая истина гигантская. Вот я посреди реки, моя лодка без меня. Да. Если бы я жил на таком дереве и пристраивал к нему все, что его касается, было бы любопытно. О, а здесь глина. Может замазать ей дырки. Он так двигается под ногами. Страшненько. Ну ничего. Вроде здесь никто не живет. Опа. Ой. Дерево начало переворачиваться под моим весом. Такое мне не нравится. Страшно. Я был прав, цепляя за кончик. Смотрите, оно реально крутится. Так бы было худо. До захода солнца осталось пара часов, так что присматриваю место для сна и рыбалки. Мне в какой-нибудь прудик, чтобы опробовать ягодку. Здесь какая-то речка уходит. Мне бы прудик. Было бы замечательно. С такой же чистой водичкой, как вчера. Ну, стоячей. Здесь, на большой реке, заметил, что нет ловушек с приманкой, с рыбой по берегам, как на Укаяле. На Укаяле они везде. Неужели здесь не так много рыбы или ее намного тяжелее поймать? Это не самая лучшая новость, потому что я только научился ловить на эти крючки. Мне лишь нужно поймать мелочь. Но нет, нигде нету. Очень странно. Да и по пути я замечал, что где-то их очень много, и рыбы нет, а где-то немного, и рыба бьется на крючках. Так что везде по-разному клев. Я ищу место для сна. Хочу что-нибудь поспокойнее. У меня сейчас прямо перед носом лодки выскочил дельфин. И он сделал это второй раз. У меня чуть сердце не остановилось. Если бы вы это видели. Вон он подальше уплыл. Фу. Я не из впечатлительных. Но на моем месте другой человек, я не знаю, что бы сделал. Это что-то. Просто представьте, дельфин резко выпрыгивает перед носом. Еще маленько, я бы его коснулся. Фух. Что ж, настал момент, когда кроме фариньи у меня ничего не осталось. Благо есть запасы сахара и еще какао. Так что сейчас подниму сахарок. Станет морально полегче. И надо будет налегать на рыбалку, но рыбалка не работает. Я пробую разные снасти, ягодки. Нужно другое место. Мой тон стал заметно грустнее. Это все из-за голода. Фаринье его очень тяжело утолить. Я очень сильно устаю с веслом. Но и не думаю сдаваться. Скоро все обязательно наладится. До Икитоса остались считанные километры. Там я
подготовлюсь еще немножко и продолжу. Нужно купить пару штук, в том числе для рыбалки. Сейчас будет какао. Надеюсь, на меня не упадет одно из этих деревьев. Их здесь много падает. Ну, по этому каналу не ходят ракеты, так что думаю, шансы невелики. Доброй ночи. День 26. Доброе утро. Мне уже значительно лучше. Это радует. Фух. Он опять здесь, и он кого-то ест. Вот оно. Он размером с ладошку. И у него нет одной лапы. Видимо, пострадал в путешествиях. Ну, дружище, не можем же мы с тобой жить на одной лодке. Ты слишком большой. Решил жить в подвале? Ну ладно. В подвале я не живу. Живи там. Пусть живет. И так инвалид. Похоже, что сегодня есть шансы на солнышко. И смотрите, как река покрылась зеленью. Вокруг несет множество чего-то похожего на кувшинки. Впереди еще больше. Если туда подгрести. А я жду солнышко, чтобы все посушить. Надоело быть мокрым. И сушить все на себе. Притормозил местный рыбак, чтобы поговорить, и я постарался задать ему все вопросы про рыбалку. И что вы думаете? Он говорит, что в отличие от укаяли, здесь на удочку и на эту черную ягодку вообще ничего не ловится. А ансуэлло, то бишь развешенные крючки, тоже практически не используется. Вода очень высокая, и рыба ведет себя иначе. А накидная сеть используется, когда вода ниже. Сейчас люди ловят рыбу исключительно на сеть. Понимаете, да? Ну, мне, конечно, стало легче. Это не я кривой, это я попал в такое прямо время очень неудобное. Но с другой стороны, мне нифига не легче, потому что у меня осталось только форинья. Не знаю, что я сделал этому жуку, но он уже несколько дней прилетает ко мне, жужжит вокруг меня. Такие корабли тут ходят. Это небольшой. Не знаю, чего я переживал по поводу волн. Во время штиля, когда нет большого ветра, Амазонка точно такая же река, как и все остальные. Да, на поворотах мощные водовороты, но ничего страшного в этом нет. Вообще, после моря в Бразилии, я не знаю, волны на реке меня не пугают. Вот когда начнется сильный ветер, тогда да. Здесь мне точно придется пристать к берегу и просто ждать. Вон там на пальмах вижу фрукт агуахе.
Но пальмы, блин, такие огромные, такие высокие. Не представляю, чтоб я туда залез. Хотя, может, как-нибудь попытаюсь. Нужно только придумать, как ввязаться с веревкой. Солнышко начало выглядывать. Приятно, тепло. Высохли штанины наконец-то. Припарковался на остров. Вокруг много еще похожих. Очень красиво, зелено. Даже непривычно видеть такие яркие краски. Потому что есть солнце. Осталось километров 70 до Икитоса. А вокруг меня собирается новый остров. Смотрите. Сейчас примкнут ко мне. И это замечательно, потому что это не бревно. Это что-то вроде подушки безопасности для моей лодки. Если я и столкнусь с чем-нибудь, то прежде всего помнутся растения, и я буду в безопасности. Так что пусть облепляют. Это хорошо. С ними можно даже спать, теоретически, если найти большой остров и углубиться внутрь. С бревном нет, потому что тебя может повернуть на потоке где-нибудь и этим же бревном размозжить что-нибудь. Да, смотрите, все, собирается. Бутылочка. Не нужна бутылочка? Нет, думаю, нет. Сейчас пошло сужение реки на повороте, и скорость дошла до 10,5 километров без весла. Очень круто. Я подсушил вещи, подсушил лодку, и теперь я вижу, откуда у меня идет вода. Все дело не здесь, а где-то под носом. Но там слишком много песка, так что не разобрать, откуда. И сзади. Вот. А здесь все хорошо. Так что буду думать. И везде эти муравьи. Но не чудо ли? Иду в поселочек. Буду покупать бананы, если найду. А то на одной фарине тяжело. А рыбы пока так и нет. Какая красавица. Очень похоже на махаона. Может, самка, поэтому без палочек сзади. Да, это махаон. А здесь люди живут на воде. Много домиков. Я так понимаю, на топах. То самое дерево, на котором у меня держатся борта. Поел что-то кроме фариньи, поел хуаны. Теперь можно плыть дальше. Купил бананы. Что ж, можно продолжать путь. До Икитоса еще километров 40, может 45. Купил себе в дорогу оставшуюся бананов, которые надо готовить, и один хуаны. Это плов, приготовленный в листе. А заодно разузнал, как называется снасть. Такая бросковая сеть. Здесь она называется тарафа. Говорят, с ней ловить довольно сложно, но я очень хочу научиться. Не знаю, получится ли с такой водой, но буду искать ее в Икитосе. Надеюсь, удастся продать мой гамак, чтобы я смог себе купить тарафу. Потому что она стоит порядка 4000 рублей.
50 баксов. Вот такие вот здесь баррио у воды. Вода опустится на 5-6 метров через пару месяцев. Представляете? Вода опустится на 5-6 метров. Я думал 1-2 метра, но нет. Да, Амазония. Все здесь огромное. Если поднимается вода, то так что все смывает, в том числе леса. Если опускается, то так что образуются ямы. Фух. Теперь я сытый и счастливый. Ну, наконец-то. Высота над уровнем моря сейчас около 90 метров. Когда я начинал этот путь, около 120. И вот что интересно, я на карте еще давно обнаружил большое красное пятно посреди равнины. Это значит, что это гора. Гора посреди джунглей. Посмотрел карту высот. Там написано, что она выше 1000 метров. И вот что интересно, она должна быть здесь. Буквально в 4 километрах прямо. Но я ее не вижу. Не может быть такого, чтобы при таком равнинном рельефе 1000-метровую гору не было видно. На меня что-то такой жор напал, что я решил отложенный хуаны съесть тоже сейчас. Вот так вот. Вы его уже видели? Или не видели? Такая вот местная еда. Я писал о ней в блоге. Но это же YouTube. Здесь этого не было. Плов готовится прямо в этом листе. Раньше я думал, что это банановый лист, но нет, это какой-то другой. Внутри него находится обычно одна оливка и кусок курицы. Оливка и курочка. Сегодня отдыхаю, набираю сил, потому что в Икитосе я понимаю, что надо будет очень много всего сделать, и времени отдыхать не будет. Какой сегодня прекрасный вечер. Птички поют, ветра нет, дождя нет. Лежу себе на своей кроватке. Читаю книги. Да, событий происходит мало. Но мне кажется, что именно сейчас я адаптировался. Я почти выздоровел. Не спешу искать что-то. Просто живу. Неважно, что я плыву на лодке по Амазонке. Для меня теперь и это дом. Это мои стены. Кровать. Я просто наслаждаюсь жизнью. Не хватает только рыбалки. Но это я постараюсь скоро исправить. Подо мной метров 40, наверное, глубины, скрывающих в себе кучу разной рыбы, дельфинов, ламантинов. Дальше, насколько знаю, даже бывают акулы. Но мне хотелось бы встретить крокодилов. Думаю, в будущих лагунах и это мне удастся. Местное подобие чаек.
Меньше 30 километров до Икитосу. Доброй ночи. Завтра доберусь. А вот они до меня нет. День 27 начинается. На часах всего 5:20, но я уже на воде. Дело в том, что меня с утра закусали муравьи. У меня же в лодке. Не знаю, что на них нашло, но спать они мне не дали. Еще у меня болит глаз, потому что какой-то паразит его укусил. Но все замечательно. Такая красота. С утра очень сильно шумели самы. Охотились прямо вокруг моей лодки. Это тоже не давало мне заснуть, потому что вызывало азарт, но у меня нету мелкой рыбешки для того, чтобы их поймать. Но это обнадеживает, говорит о том, что в определенных местах рыба ведет себя точно так же, как на Укаяле. Такие же всплески, такая же активность. И это замечательно. Так что все получится. Жду, пока появится солнце и пропадет туман. А то как-то посреди реки слушать, как вокруг гоняют моторные суда, не очень комфортно. Хотя, в принципе, расстояние позволяет им затормозить. Так что, надеюсь, в меня никто не въедет. Ой. Классная атмосфера, конечно, с утра на реке. С таким еще туманом. До прибытия в город еще около 4 часов. Так что готовлю бананы на завтрак. Интересно, если сварить обычные зеленые бананы, получится что-то похожее или нет? Надо попробовать. Или пожарить. Их же еще и жарят, делая из них что-то вроде чипсов. Очень даже вкусно. Новая расцветка паука. Так, ну и ты там жить решил. Вы как? Хорошо себя чувствуете в подвале? Я не знаю, сколько там уже пауков. Я поднимаю крышку и никого не вижу. Но они все туда уходят и уходят и уходят. Ой, не знаю. Вот если бы муравьев ели, вообще было бы замечательно. Но муравьи для них слишком маленькие. А эти паразиты маленькой дорожкой, вон они идут. Ой, куплю дихлофос. Ой, куплю дихлофос. Мне надоели они. Вытравлю всех отсюда. Пауки, кстати, вполне себе смирные. Немножко пугают порой. Поднимаешь подушку, а там паучара с ладошку. Но они не пристают, не кусаются, вообще не мешают. А вот муравьи — это что-то такое, да. Непростая это, однако, задача — перемахнуть Амазонку. На горизонте вижу уже огромный мост. Но это не через Амазонку, это, видимо, через реку у Икитоса. Фух, скорость течения большая. Пересекать поперек непросто. Осталась половинка. Меньше 10 километров до Икитоса. Сегодня ночую там. Сыграл с собой злую шутку. Течение слишком быстрое,
Я решил ускориться до берега, вдруг я не успею. Доплыл до сюда, а здесь стоячая вода. Скорость 0,5 км в час. Что, блин? Это мне обратно грести? Или уже грести до Икитоса? Но до него еще километров 8. Ой, погребу, что делать? Приятный подарок под конец первой части пути. 1080 километров позади. И меня встречают у города розовые дельфины. Прям много, парами. Ну давайте. Они совсем не боятся человека. Недалеко от лодки выныривали и спокойно дышали. Но только стоит мне достать телефон, они пропадают. Может, они плывут со мной, пока я гребу? У самого въезда в лагуну Икитоса я заметил рыбака и решил все-таки поинтересоваться, что я делаю не так. Оказалось, что эта ягода вообще не работает на реке. Рыба ее не ест. Она работает только в лагунах, только в стоячей воде, где рыба ее хорошо знает. Здесь работает другой способ. Здесь работает рис, арос по-испански. Его кидают в воду, тем привлекают рыбу. Видимо, в том числе на шум. А потом используют хлебушек, то бишь тесто. И все. Осторожно опускают в воду, и рыба ловится. Это очень сильно меня обнадежило. И я решил не спешить в Икитос, а поймать хотя бы одну рыбешку, чтобы закрепить полученные знания. Попробую. Мои планы немножко изменила погода, потому что на меня надвигается опять грозовая туча. Пойду быстрее в порт. Финальные 3 километра. Река Итайя. Порт Икитоса. Плыть против течения, пусть и по такой чистой воде, это тяжело. Еще и боковой ветер. Но нужно. Гребу уже 2-й час. Люди подбадривают, но сил уже не осталось. Руки в мозолях. Не знаю, бесконечно тянется бухта внутрь. Еще, может, километр. Минут 15-20. Течение постепенно сносит назад, так что надо грести. День 27. Я в порту Икитоса. С моей лодкой. 1080 километров позади. Осталось найти, куда припарковаться. Познакомился с хозяйкой магазинчика Йоли. Ой, сколько ж тут мусора. И она подсказала мне, куда можно пройти. Где нужно... О! Как-то так выглядит маленький порт. Здесь их 5. Это рядом с рынком, я так понимаю. Каждый день здесь. Испытания. И пойдем в город. Мусора вообще жесть, конечно. Тут между домами живут такие рыбы, каких я был бы рад увидеть у себя на столе.
Может, вечером я буду рыбачить? Даже не знаю. Представляю, сколько здесь всего живет под домами, потому что, как мне сказали, глубина здесь 23 метра. Представляете себе? И огромные бревна держат дома на воде. Это дерево называют тронку. Порт, конечно, выглядит колоритненько. Благо, что меня приютили в более спокойненьком местечке, чем это. Домик в стороне. Общались с Хулио о рыбалке в плавающем доме. И тут Юля принесла мне прекрасный ужин. Как после этого не любить людей еще больше? Что ж, вот и подошел очередной день к концу. Доброй ночи. Засыпаю в лодке у плавающего дома. День 28, друзья. Доброе утро. Уже третий день болит глаз. Не знаю из-за чего. Внешне никаких укусов, ничего нет. И мне это очень не нравится. Конечно, пираться одним глазом это круто, но хотелось бы иметь оба. Вот я и в самом центре Икитоса. На пороге меня встретил мужичок, что предложил мне тур с айваской. Ну, gracias. О, еще кто-то. И сразу становится ясно, для чего сюда туристы едут. Наркоты бахнуть. Потому что другим словом айваску не назвать. Это наркотик, пусть и естественный. Еще отделение Western Union, куда мне отправил денег мой хороший друг. У каждого есть свой ресурс. Мой упорство, энергия, время. А чьи-то деньги. Хорошо, когда эти ресурсы встречаются вместе. Мемориал погибшим в, так я так понимаю, Первую Тихоокеанскую войну с Чили. 1879-1883. Хорошо, что я понимаю испанский. Это прям многое упрощает. Ничего, симпатичненько так. Здание немножко заброшено. Бывает. Деньги получены. Теперь я снова в безопасности. И можно смело продолжать путешествие. На пару ночей, думаю, приторможу здесь, чтобы спокойно успеть купить все необходимое. И после продолжим. Спасибо, что людей хороших на этом свете много. Ну а с меня продолжение приключений. Сегодня я шикую. Это рыбка паламета. Надеюсь, скоро я поймаю и сам ее. Движение, конечно, в городах с этими маленькими мотоцикликами выглядит немножко бешеным. Особенно после того, как ты месяц на реке спокойно шел с веслом. Купил тарафу, накидную сеть и тазик. Смотрите, как он прекрасно вошел в лодку. Теперь будет легче стирать и хранить рыбу, которую я все-таки надеюсь поймать.
И вот ударил хороший такой ливень. Ну ничего, сегодня я еще здесь. Интересный факт. Все эти автобусики, что ходят по улицам Икитоса, они деревянные. И внутри все деревянное. Ну и окон, естественно, нет. Потому что иначе сдохнут люди от жары. Пока ходил по магазинам, видимо, соседняя лодка мне порвала тент. Нельзя оставлять мою свободу одну. Так могут и нафиг снести его. Здесь-то лодки большие. Не то что моя. Ничего, немножко скотча. Еще один тихий домашний вечер на плавающем доме. Думаю, еще одна ночь, и я отправлюсь дальше в путь. Надеюсь завтра найти краску, если будет солнышко, покрасить лодку. И снова доброй ночи. Посмотрим, какая завтра будет погодка. А там решу, что делать дальше. Идти по течению или подождать еще один день. Закончить сборы. День 29. Доброе утро. Утренняя проповедь на перекрестке выглядит как-то так. Для 6 утра довольно экспрессивно, но не для меня. Да, сегодня утром, кажется, понял, в чем дело с глазом. Видимо, у меня воспалилась слезная железа. Видно, что утром выдавил гной, стало чуть полегче. Надеюсь, пройдет. Промыл водой чистой. Неприятно. Такие моменты действительно сложно переносить в пути. Ищу по городу краску, чтобы в один из солнечных дней покрасить лодку. А то что она как самоделка. Идет дождь. Сегодня почти не снимал, потому что весь день лил дождь. Но с утра в промежуточек солнечный мне таки удалось покрасить часть лодки в оранжевый и красный, как я хотел. Да, не все, только некоторые элементы, но мне и так хорошо. Так что скоро увидите обновленный нос. Доброй ночи. День 30. Доброе утро. Сегодня я отправляюсь в путь. Уже заждался. Лодка покрашена. Вот, как и обещал, покажу. Вот такие цвета. Вот это, я понимаю, оранжевый. И здесь красненький. Теперь мне нравится. Краски не хватило, конечно, но самое главное покрашено. Так что приключения ждут. Ходил в город, чтобы закончить приготовление.
А на пути назад меня на узкой портовой лестнице зажала группа мужчин. Я сразу понял, что меня ограбили, но вора за руку поймать не смог. Ловко прикрыли сообщники. Что ж, новые новости. День 30-й. У меня украли паспорт и все деньги. Приключения начинаются. Вернее, продолжаются. Не знаю пока, что делать, потому что получать справку на возвращение в Россию я не намерен. Как бы не стать нелегалом. Ну что ж, ребята, раз я теперь нелегал, буду ловить рыбу в этом заболоченном пруду. Может, чего-нибудь поймаю, может, даже чего-нибудь съем. Говорят, рыба немножко с бензинчиком, но это ничего. Поймал несколько рыб и даже одну небольшую пиранью, но отдал их местным. Сейчас вернулся в свою лодку, ловлю рыбу, и что у меня тут? Ждет моего улова. Смотрите-ка. Ну что ж, удачи мне. Ну, какую рыбину поймал. Тоже ядовитая, как бадра, вот этот шип. Кошка уже попрошайничает. Одного бадра я уже ей отдал. О, не упускает свою добычу. Пойду еще ловить, хоть кошку накормлю. Ну вот и более съедобный размерчик поймал. А кошка уже тут как тут. Мне кажется, у нее слезинка на глазах. Она понимает, что я отдам ей эту рыбу. Что ж, итого за полчаса. Несколько сардин довольно съедобного размера. Различные сомики. Были еще мелкие рыбешки совсем, их я отдал коту сразу. Еще где-то здесь колючая. Вот она, колючий сомик. Расставляет шипы. Больно колется. Его мы сразу отдадим. О, она не отдаст свою добычу. Точно не упустит. И второго сомика тоже ей отдадим. А остальных попробую половить пиранью. 30-й день подходит к концу. Не могу сказать, что он был очень приятным. Лежу с вытянутой рукой, с веревкой и крючком. Нацепил одну из рыбин на большой крючок. Только вот беда. Я чувствую, как у меня обгладывают рыбу пираньи, но небольшие. Я с ними ничего не могу сделать. Так что вряд ли что-то поймается. Буду спать. Доброй ночи. Что ж, доброе 31 утро на реке. Вернулся к своему экономному питанию. Постирал вещи в новом тазике. Чувствую себя уже получше. Да, у меня нет паспорта, теперь я нелегал. Ну что ж теперь, путешествие прерывать, что ли? Завтра откроется посольство. Схожу в полицию. Скажут, что мне могут предложить, как мне могут помочь. И там уже буду действовать. А сегодня буду просто убираться на лодке, разбирать вещи и готовиться к продолжению пути. Потому что, что бы мне ни сказали, я не намерен отказываться от столь давней задумки. Да, лодка выглядит вот так как-то. По-моему, очень классно. Юли с утра порадовала огромной кружкой кофе и хлебом. Очень мило. Вот как-то так выглядит лодка без тента. На фоне общей серости очень даже круто. Сейчас сушатся вещи.
Да, выглядит как дом. А погодка, как всегда, жопа. Жду завтрашний день похода в полицию. Решил перед сном половить рыбки. Весь день шел дождь, и я просто ждал, отдыхал. Решил половить рыбки, и что-то я маленько переборщил. Сегодня нету кошки, а рыбы много. Куча сомов. Я не знаю, сегодня прямо нахлынуло. Где-то здесь даже крупненькие есть. Самые разные. Вон, покрупнее есть. Но одна кошка промелькнула. Так что сейчас все скормлю ей. Пусть радуется. День 32. Доброе утро. Мое пребывание в Икитосе изрядно затянулось, но сегодня все решится. Я пойду в полицию и узнаю в консульстве, что меня ждет. Получится ли сделать новый паспорт или мне предложат отправиться домой, в Россию. Посмотрим. В консульстве сказали, что если я вернусь в Лиму, столицу Перу, то мне помогут вернуться в Россию. Другого пути нет. Сначала я растерялся, но быстро собрался и решил для себя: нет, путешествие продолжится. Тут-то и случилось настоящее чудо. Когда я уже строил план о том, как я буду нелегально пересекать границу Бразилии, мне вдруг позвонили и сказали, что нашли мой паспорт. Теперь я иду еще по более опасному месту, рынку Белен, и думаю, как бы мне не остаться без телефона. Уф. Мне вернули мой паспорт. Видели бы вы, как я с ним, не доставая его из карманов, бежал с этого рынка. Гетто. Уф. Возвращаюсь к себе домой по набережной, к себе в лодку. Вечер. Собрался половить рыбу для очередной кошки. И Йоли, как всегда, порадовала меня. Вот так вот. В любой точке мира, как дома. Потому что люди невероятны. Теперь у меня есть паспорт. Осталось решить финансовый вопрос. И все. Будет прекрасно. Охранник пару раз нассал мне в лодку. Никогда ему это не забуду. И моя лодочка. Юль не дала умереть мне с голоду, а я стараюсь не дать умереть с голоду местным кошкам. Им здесь прям тяжело приходится. Давай, рыба. Рыба ждет и зрители ждут. Поехали. Ну давай серьезнее, серьезнее. Хлебушек вкусный. Съела. Побил воду сейчас как следует. О, вот сразу и результат. Приличная рыба. И кошка, которая готова ее оторвать у меня. Такую даже я бы, кстати, съел. Ну ладно, кошка ждет. Ей точно нужнее. Что ж, на сегодня рыбалка закончилась. Пока я искал кошку, чтобы отдать ей рыбу, собака съела мой хлеб. То есть тесто, которое я из него сделал. Ну ладно, ничего страшного. И на сегодня все. Доброй ночи всем. Хороший день. День 33. Доброе утро. Оно действительно доброе. У меня же есть паспорт. А, да. Как всегда, очень красиво. Купил себе новое полотенце, ведь мое тоже уперли.
Сейчас порыбачу. Схожу еще по магазинам. Надеюсь, меня опять не ограбят. И завтра утром продолжу путь. Сегодня все вещи сохнут. Надо подготовиться как следует. Впереди 2 месяца без больших городов. Уф. Несколько часов уже рыбачу. Упустил 4 больших пираньи. Они съели моих рыбок. Наловил еще приманки. Сейчас переделаю снасть и обязательно поймаю. Как минимум 1 пиранья сегодня должна быть. А вот и моя 2-я пиранья. Чуть побольше первой. Надеюсь, я поймаю что-нибудь и покрупнее. Зубики там, конечно, ого-го. Тяп-тяп. Ну что ж, друзья, похоже, что я прошел экзамен. И теперь я умею ловить пираний. Потому что такое количество, это уже точно не случайно. Смотрите, какие красивые, блестящие. Есть пятнышко, есть обычные, очень красивые. Знали бы вы, как они кидаются на приманку. Пара крупных, остальные поменьше. Можно было бы даже съесть 2. Но кошки ждут. Отличный день. Пойду по магазинчикам, куплю что-нибудь для быта на лодке. Отдохну. И все. Пошел в город, сушу ноги, потому что это вечная проблема, чтобы потом не мазать их маслом от мозолей. Надо найти крепление для телефона, чтобы снимать видео в других позициях, не держать все время его в руке. Ну и крыски здесь, конечно. Слышите? Я ее еще и вижу. Жаль, вам не видно. Она сантиметров 15, наверное. Ну, как самые здоровые крыски у нас. Сидит, точит пластик. Не знаю зачем. Под домом. В общем, день подошел к концу. Утром я продолжаю путь. Доброй ночи. Четвертый день. Доброе утро. Сегодня продолжаем путешествие по Амазонке. Сейчас подзаряжу телефон, перекушу и завесло. Уже соскучился. Раскошелился на 2 больших ящика в лодку, чтобы сохранить вещи сухими и не разбирать их каждый раз. В один сложил вещи на всякий случай, аптечки, запасные какие-то хозяйственные принадлежности, а в другой, скорее всего, помещу вещи. Теперь все будет значительно легче. И теперь я могу отправляться в путь. Наконец-то. Прощай, Китос, прощай, Юли, прощай, Дональд, прощайте, прекрасные люди. Время отправляться дальше. Все прощаются, и я отправляюсь в путь. И вот я снова на большой реке. Скучал. Влекомый течением к приключениям. Благодаря тому, что я разложил все в 2 контейнера, теперь устанавливать мой трон намного легче. Как вам такое? Трон для чтения. А все вещи в 2 коробочках. Все, теперь будет сухости. Надеюсь. Солнце сегодня печет нещадно. На улице по 30, не меньше. Все высушил.
Даже лодка начала сохнуть. Но местные говорят, что это еще не жарко. Что в июне начинается сухой сезон. Вода падает, появляются пляжи. И вот там прям совсем тяжко. Ну, я это застану. Так что остается выжить. Что ж, на Амазонке нужно быть осторожней со своими желаниями. Дошел до какого-то поселочка, и я прямо вижу, как приближается ливень. Вернее, слышу. Выгреб к одному островку на течении. Теперь и меня будет нести туда, куда надо. Чуть подмок, но это ничего. Теперь можно расслабиться и что-нибудь почитать. Решил несколько упростить рыбалку, так как нужно постоянно менять снасти. То для рыбалки на хлеб, то для рыбалки на мясо и прочее. Решил сделать 3 разных приманки. Одну под совсем что-то крупное, может даже рыбку. Другое под пираньи, под небольшие кусочки мяса. Другое под хлеб, под ловлю приманки и прочего. Не люблю карабины, так как они утяжеляют снасти, делают ее более заметной в том числе. Но в этот раз решил все-таки использовать. Это чуть уменьшает надежность, но оно того стоит, потому что петля в петлю, плетенку продевать легко, а вот вытаскивать очень тяжело. А так, здесь напрямик грузилом цепляется, а здесь в петлю. Снасть получается очень быстро снаряжаемой. Посмотрим, как оно в деле. Что ж, пришло время искать место для стоянки, и меня приятно удивляет то, что уже вода начала опускаться. Примерно на полметра, а то и на метр. Так что найти место для ночлега намного легче, чем раньше. Везде голяются маленькие пляжики. Не представляю даже, что будет дальше. Может, сегодня вечером даже порыбачу. Надеюсь, хлеб работает везде. А вот и закат. Так непривычно ходить по твердой поверхности на берегу. Вот видите, это все оголилось, когда вода опустилась. Обычно я высаживался сразу сюда. Так что, возможно, скоро появятся пляжики, и я смогу научиться бросать тарафу. Я купил накидную сеть, которая ловит местные в низкую воду. Пробовал ловить рыбу, к сожалению, ничего. Но я попробую сейчас прикормить рисом, как делают это местные. И может быть вот здесь в заводе что-нибудь и найдется. Правда, здесь есть течение обратное. Это не очень хорошо. Посмотрим. Для рыбалки течение оказалось слишком быстрым. Рыбе лень его преодолевать. Ну ничего, у меня много времени. А пока доброй ночи, друзья. Уже собирался спать, как вдруг лодку начало качать туда-сюда. Я выглядываю в непонятках. Кормлю комаров. А там такое ощущение, словно отлив или прилив. Не знаю, может, вода опускается дальше и делает это очень быстро. Но лодку качает. Не знаю, тут не видно. Лодку качает туда-сюда, я привязан к дереву. Думаю о том, не ослабить ли веревку. А то утром окажусь на суше. Как мне потом лодку толкать в воду? Но сейчас слишком много комаров, надо подождать, пока они заснут. Это еще час-два. Да. Амазонка не перестает удивлять. Пришлось все-таки выйти посреди ночи и перегнать лодку в другое место.
потому что на горизонте засверкали молнии, и проходящие мимо лодки поднимают слишком высокие волны. Вместе с дождем, если еще будет ветер, меня бы совсем захлестнуло, так как меня повернуло бортом к реке. Сейчас все хорошо. Главное, чтобы вода здесь не полилась. Ладно, доброй ночи. Комары кусаются ужасно. Я не знаю, может, я отвык от них, но они просто звери. Даже спирали их не отгоняют. Раньше работали прекрасно. Я прям видел, как они умирали. А сейчас почему-то нет. Ужас. Ну ничего, смазал рану спиртом. Стало легче. День 35. Доброе утро, друзья. Выгреб на течение. Теперь можно разобрать вещи и перекусить. Не нашел, за что зацепиться на бревнышке, вбил в него гвоздь. Вот. С новым тазиком стирать стало значительно легче. Это прямо радует. Потому что теперь входят все мои вещи. Сейчас стараюсь пройти как можно большее расстояние, потому что озера начнутся чуть дальше. И именно там должны быть крокодилы. Именно они меня интересуют. Но до них еще несколько сотен километров. Так что пока просто сплавляюсь ниже по течению. И хочу уйти подальше от Икитуса. Поменьше людей. Теоретически побольше рыбы. Ну, вы знаете, такое. Вот. Так что бревно. Вперед. Что-то встречный ветер на такой большой реке мне совсем не нравится. И это, кстати, просто протока. Еще и очень медленная. Я куда-то не туда попал. Волны прям для штиля очень большие. Обычный день на Амазонке. Да. И это небольшие волны. А я книжку читаю. Ну, ко всему привыкаешь. Даже к такому. Так, ладно. Видимо, на сегодня с чтением закончено. Мне через двойной борт вода в лодку постучала. Волна прямо зашла. Так что буду выгребать. Беда в том, что я нахожусь далеко от берега. А тот берег, который близко, если я к нему пойду, то волна будет бить прямо в борт. Есть риск перевернуться. В общем, такое себе приключение. Буду вылазить отсюда. Больше часа греб к берегу, и когда я почти выгреб, ветер поутих. Ну, зато лишний раз убедился в том, что вода заливается сзади очень даже сильно. Да, у меня и раньше мокли вещи, но я прям вижу, как когда волна накатывает, сюда заливается вода. Сейчас не видно. Надо как-то заделывать это место. Но не знаю чем. Клея не хватит точно. Может, веревку в отверстие продеть. Да,
Отдельно хочется сказать о голоде. Сегодня я чувствую его особенно остро, потому что по моим меркам я в городе себе ни в чем не отказывал. Так что ел 2-3 раза в день. А сейчас у меня только фаринья с бананами. Бананы, кстати, невкусные. Больше не буду такие брать. Вот. Так что думаю о том, чтобы отыскать все-таки место, где я смогу половить рыбу и нормально поесть. Быт в лодке устроен, так что пора заниматься своим здоровьем и своим питанием. Сейчас час дня. Думаю, через час или 2 буду вставать где-нибудь рыбачить. Надо найти подходящее место. Альберт подъехал, предупредил, что впереди много грабителей бывает, и лучше ночевать в поселке. Я так не люблю ночевать в поселках. Надо искать какое-нибудь скрытное место у берега. А я-то искал место для рыбалки, блин. И также он сказал, что нет смысла пытаться рыбачить у островов и новых берегов, что были только захвачены рекой. Рыба держится основного берега. Так что надо грести на другой берег. Нашел, казалось бы, идеальное место для рыбалки. Стоячая вода, заросли зелени. Местами большая глубина. Плещется рыба. Небольшая, но плещется. Попытался много раз в разных точках и ничего. Видимо, сегодня я сварю себе бульон просто с приправой. Очень хочется съесть что-нибудь сытное, но пока безуспешно. Буду пытаться и дальше. Просто представьте, друзья, я приготовился просто попить бульона с парой горстей риса. И вот, все-таки упорство побеждает. Мне удалось поймать, пусть небольшого, но сомика. Может, еще кого-нибудь поймаю. Это меня очень сильно обнадеживает. Вода уже кипятится. Квакает кто-то. Ну, это вроде птица. Что ж, это, конечно, не пир, но это хоть какое-то мясо. А голова сомика ловит рыбку побольше. Может, что-нибудь да получится. Фух. Приятного аппетита мне. Что ж, я сытно поел. Теперь можно и спать. Доброй ночи, друзья. У меня все квакает. Все-таки это, походу, жабы. Доброе утро. День 36. С утра вычерпал из лодки пару ведер воды. Ночью что-то очень большое проехало очень близко. Я аж проснулся от того, как качало лодку. Хотя уже давно не просыпался. Вот. Набрал воды. Потом был дождь. Ну, в целом все нормально. Я к такому уже почти привык. Сегодня надо быть осторожнее. Как сказала Альберт, здесь не только много бандитов, но сегодня еще продолжается навигация. Возможно, сегодня понедельник, и поэтому из Манауса в Икитос, из границы в Икитос будет много кораблей. Ну, посмотрим. Идем дальше. Не знаю, что изменилось после Икитоса, но комаров днем все так же нету, зато очень много мошки.
эти точки, это все кровоподтеки. Я весь буквально искусан, и вон она снова, вон они, вон много-много. Спирали против них не работают. Меня просто съедают. Не знаю, придется мазаться средствами. Даже днем. Раньше такого не было. Все время меняется. Река. Попробовал бросать тарафу несколько раз. Что ж, задача эта очень непростая, особенно с лодки, когда она качается при любом весе. А тарафа, собственно, накидная сеть весит 5-8 килограмм. Но мне понравилось. Интересно. Конечно, забросить правильно у меня так и не удалось. Она закидывается не кругом, а полоской у меня. Но в качестве теста на первый раз очень даже ничего. Боялся, что будет намного сложнее. Посмотрим, получится ли у меня раскрыть ее на берегу. Но нужно найти подходящее место. Обычно ей ловят, когда вода опустится и появятся пляжи. Сделал еще с десяток попыток. Научился кидать сеть треугольником. Это уже лучше, чем было, и есть шансы что-то поймать. Вот. Ну а пока пойду дальше. Вода слишком высокая для тарафы. Сейчас мне просто нужно время. За это время как раз доберусь до озер. Там-то и порыбачу. Попробовал бросать удочку и тарафу в одном очень удачном месте. Но опять тишина. Зато увидел какую-то огромную золотую рыбку. Красно-оранжево-желтую. Выскочила из воды, не знаю, килограммов 5, наверное. Фух. Интересно. Только вот я ее поймать-то не смог. Сегодня на улице очень жарко. Я не знаю, что будет в июне, если сейчас такая жара. То в июне, говорят, ни дождей, ничего. И круглосуточная жара. Так что трудности будут меняться, как это обычно здесь бывает. Распорол спасательный жилет. Так от него будет всяко больше пользы. А фастексы, думаю, использую для того, чтобы цепляться за бревна или что-нибудь такое, чтобы не тратить веревку и не рисковать ей. Если что, фастекс не проблема отцепить. Кровать стала намного мягче. Это очень радует. Жара немного спала. Солнце заходит. Это значит, что я снова ищу место для рыбалки. Да, я понимаю, что слышать это в 30-й раз не очень интересно, но таков быт. У меня осталось всего одна порция фориньи. Больше еды у меня нет. Ну, есть еще запасы риса небольшие, что были куплены для рыбалки. Но вообще я полагаюсь всецело на рыбалку. Потому что я пытался найти поселки, где купить что-нибудь, но пока все никак не могу причалить к тем, куда хотел. Они либо находятся в реках, что впадают, либо слишком далеко. Смотрите, какие высокие берега. Я даже не представляю, что будет здесь, когда река немножко подсохнет. Говорят, что она опустится на 6-8 метров минимум, а то и больше. Представляете? Я нет. По деревьям видно, что не так давно вода была на 1-1,5 выше. Так что, может, начала уже подсыхать действительно.
Здесь есть какая-то заводь, но там маленькая фермочка. Так бы я половил рыбу здесь. Ну ничего, найду что-нибудь. Отыскал еще одно прекрасное место для рыбалки. Это русло маленькой речушки. Ну, вернее, заливчик. Тоже плещется рыба иногда. Надеюсь, что-нибудь получится. Потому что место отличное. Прошел глубже по этому ручейку, протоке, и обнаружил какой-то странный фрукт. Их прям много, и много на земле. Но я не знаю, что это. Что это такое? По запаху я вот сейчас понюхал. Очень похоже на яблоко. Но здесь все испорченное. Да. Все испорченное. Да и не видел я ни разу ни на рынках, нигде. Значит, это люди не едят. И я не буду. Я же человек. Это его семечко, видимо. Интересно. Вот по протокам. Так, попутешествую. Но рыба не клюет. Не знаю. Искал червей, нету. А вот сейчас было страшненько. Ко мне в эту заводь заплыли местные. Задавали вопросы. В итоге я их разговорил, они очень даже дружелюбно себя вели. В конце попросили денег. Но поверили, что у меня их не особо, рыба плещется. Теперь я не знаю, оставаться ночевать здесь или в темноте спускаться по реке. Но опять же, они с мотором, если захотят, они меня и так найдут. Так что думаю, надо ловить рыбу. Сама она не поймает себя. Если бы они хотели мне что-нибудь сделать, то в этой заводе они бы сделали это без проблем. Так что удачи мне с рыбалкой. Ну что, не зря я остался. Сегодня у меня будет знатный ужин. Ай, больно, больно. О, хороший бадра. Ай, больно, больно. У них, кстати, ядовитые плавники, поэтому он не просто так их прижимает. Но ничего, меня не уколол. Фух, буду ловить еще. В общем, моя храбрость вознаграждена. У меня много бадры. А еще поймал какого-то странного сама. Он тоже разговаривает. И вообще выглядит страшно. У него, смотрите, шипы по всей спине идут. Даже не уверен, можно ли его есть. Даже на плавниках шипы. Потому что я встречал уже одного сама, которого местные не едят. Смотрите, какая черепушка. Он как доисторический. Динозавр. Нет, ну динозавров можно же есть. Хотя я не пробовал. Ну, не знаю, надо подумать. С другой стороны, что может случиться, если я его съем? Выглядит он очень интересно. Ну-ка, не дрыгайся, фото хочу сделать. Нет, ну это мой рекордный бадры. Сегодня я пирую. Может быть, даже засолю что-нибудь. Так, хватит меня кусать. Ну, конечно, шипы у него жесть. Фу. Буду мокрый, но сытый. Не подходит. Вчера у меня был рис с кусочком рыбы, а сегодня рыба и, наверное, рис не войдет. Полная кастрюлька почти. Я даже решил
отпустить этого красавчика. В нем все равно мяса немного, но выглядит он очень уж классно. Посмотрите, какой красавец. Так что мы его отпустим. В целях безопасности отплыл от места, где я рыбачил, и приготовил себе суп из рыбы. Сегодня рыбы действительно много, и это замечательно. То есть столько сил потратил на попытки рыбалки в разных местах. А теперь хорошо. Заметил, что летучие мыши любят красный свет фонарика, но к белому даже не приближаются. А стоит включить красный, как все. Все они здесь. Да, чтобы ничего не забыть и не упустить. Местные, которые меня слегка перепугали, оказались из местного сообщества Комунидада. Они называли себя что-то вроде Нхари Ява. В общем, у них свой диалект, и часть слов я просто вообще не понимал. И понимал, что это точно не испанские. Так что можно сказать, что я встретился с племенем, что разрешили мне рыбачить на их территории. Потому что они поняли, что это необходимо для того, чтобы у меня была еда. Вот. Надеюсь, они не вернутся забрать данное слово. Вот, что еще? Второй день болит ухо. Видимо, развивается отит. Это очень печально. 2 недели назад, когда я заболел, видимо, иммунитет подорвался. Я все еще не выздоровел до конца. Потом был глаз. Глаз прошел. Сейчас ухо. Надеюсь, ухо пройдет. Подумаю, что можно сделать в походных условиях. Но это не самая простая задача. Вот. Так что доброй ночи. Надеюсь, утром станет лучше. И ко мне не явятся местные. День 37. Доброе утро, друзья. Если, конечно, можно назвать добрым утро, что началось с боли в ухе, дождя и нашествия муравьев. Они снова оккупировали всю мою лодку. Они во всех моих вещах. Благо, еда закрытая. И ее немного. На сегодня у меня всего одна задача. Найти крупный поселок, где купить продукты. Это нужно для того, чтобы поднять мой иммунитет нормальным питанием. И спросить насчет отита, как местные борются с болью в ухе. Может, чего-нибудь подскажут. Сегодня надо будет проплыть очень много, потому что до поселков, что находятся на побережье, путь не близкий. Поплыли. Сегодня, кстати, у меня был очень яркий и любопытный сон, что о многом говорит. Мне приснилось, что я в походе по Камчатке, по зимней Камчатке, очень далеко от дома. Я живу в Сибири. И меня друзья позвали в поход в летний теплый Красноярск. Я, значит, прилетаю в Красноярск, мы идем в теплый поход, и потом я возвращаюсь обратно на Камчатку. Получается, что сейчас я представляю себя на Камчатке, находясь в джунглях Амазонки,
сплавляясь по реке, я ощущаю себя на Камчатке. Любопытно. Любопытно. Стоило мне сказать про дальний путь, как на берегу появился какой-то поселочек. Правда, сегодня воскресенье, но посмотрим. В этом поселке, название которого я все еще не знаю, меня встретило много людей. Сказали, проводят туда, где мне подскажут насчет моего отита. Кристина ведет меня туда. В местной скорой мне дали какую-то ампулу вещества бесплатно. И я купил перекись водорода. Странно, что я не встречал ее раньше. Теперь я явно в большей безопасности. Хорошенький поселок. Мне нравится. Что ж, спасибо поселку Нуэва Пибас. Я поел и взял с собой Хуана. Можно отправляться в путь дальше. Спрашивал, есть ли в поселке Панадерия. Сказали, что нету. Но хлеб продают. И смотрите, пришла лодка полная хлеба. Панадерия. Здесь продают его прямо с лодки. Очень круто. Думаю, куплю себе даже что-нибудь. В Панадерии мне подарили свежего хлеба немножко. А вот этот мистер справа подарил мне юку. Очень мило, очень приятно. Чао! Теперь у меня достаточно еды даже без рыбы. Можно двигаться в сторону озер, где я буду искать крокодилов. Пришлось купить большую пачку бананов, потому что маленьких нету. Что ж, смотри, какие дома классные. Я бы хотел в таком жить. Очень классно выглядит. Правда, спуска до воды так и нету. Ну, не везде. Но все же. Кто-то наверняка задастся вопросом. Почему я за день успеваю так мало? Да потому что даже банальная высадка в этот поселок, хлебушек, кстати, который мне подарили, сладенький. Вот. Потому что даже высадка в этот поселок потребует нескольких часов уборки на лодке. Очень много глины. Плюс еще надо разобрать нападение муравьев, посуду после готовки, разместить новые вещи. В общем, бытовых дел на лодке, на воде очень много. Так что не удивляйтесь, почему я так мало успеваю за день. Подъехал мужичок, поговорили, предупредил меня, что по ночам лучше на реку не высовываться, может быть довольно опасно, лучше останавливаться в поселках. Ой, сколько раз я это слышал. И да, это правда. Но я не хочу жить в поселках, я хочу жить у сельвы, на природе. Так что буду праздновать сегодняшнюю покупку лекарств для моего уха. Хуана. Это великолепное блюдо. Мне всегда нравился плов, но этот плов, он просто божественен. Плов сельвы. За вас. Еще горяченький. Немного почистил все. Стало даже легче на душе. Посмотрим, сколько сегодня я смогу пройти. Хочу установить рекорд. Раз уж мне нужно сегодня лечиться, рыбалкой заниматься не буду. Буду только лечиться и есть. Потому что еда лучшее лекарство. И искать быстрое течение. До озер еще километров 200. Поплыли. Обработал лодку алдрином. Не знаю, что это, но говорят, помогает от муравьев. Надеюсь, от меня оно лодку не спасет. Прибрался. Не знаю, куда столько бананов. Но цена здесь значительно ниже, чем в Икитосе. Так же, как и на Фариньо. В Икитосе Фариньо 9-10 солей, а здесь всего 5. И бананы 13, а не 35. Так что хорошо, что я решил купить их здесь. 13 солей это примерно 260 рублей.
за все это. Я не знаю, сколько здесь килограмм. Мне хватит надолго. Дней на 5, может на неделю, если постоянно их есть. Я думаю, они успеют пожелтеть. Посмотрим. К сожалению, на этом месте видеоматериалы обрываются. Почему? Что же со мной случилось? Расскажу в следующей серии. Это видео я пишу уже из дома. И сейчас объясню, как так вышло и почему эта серия сериала будет последней. Как вы уже видели, мне удалось найти лекарство для лечения отита. Тогда же у меня на борту поселилась небольшая ящерка, что быстро ко мне привыкла и стала приятной компанией. Она даже избавила меня от одного назойливого таракана, а это, знаете ли, дорогого стоит. Я встречал и провожал прекрасные рассветы и закаты. Благополучно подошел к концу 38-й день пути, где мне удалось впервые за долгое время поймать рыбу на спиннинг в устье маленькой речушки. В такие моменты можно легко забыться и слишком сильно расслабиться, что тогда и произошло. Вечером я, как обычно, причалил к берегу, накинул веревку на небольшое деревце и счастливый заснул. Проснулся я от удара волны около 3 часов ночи. Не успев до конца осознать, что же произошло, меня накрыла вторая. Вода перевалила через тент. Я судорожно хватался за борта, а в мыслях свистело. Только бы не перевернуться, только бы не перевернуться. В попытке добраться до весла и вывернуть лодку носом к волнам, я принял удар третьей волны, самой большой, прямо в борт. Меня силой ударило о берег. Дальше все как в тумане. Лодка по самые края в воде, на зубах вкус песка. Отплевываюсь, прихожу в себя. С огромным трудом обнаруживаю чудом уцелевший телефон и делаю первую съемку, которую вы сейчас и увидите. Ну что, друзья, случилась катастрофа. Спасибо моему чтению, телефон был в спальнике. Смотрите, что со мной. Все поплыло. Я не знаю, что это за судно прошло мимо, но меня просто залило водой до самых краев. Часть снаряжения уплыла. Что за жесть? Мое ведерко плавает. Утром буду собирать все по частям. Сейчас буду искать, чем вычерпывать воду, потому что ведро уплыло. Беспокоился только о телефоне. Но, благо, мое чтение спасло. Ой, все промокло, все. Что за жесть? Что я хочу сказать? Путешествуйте, друзья, это весело и интересно. Буду вычерпывать воду. Надеюсь, что не слишком много важных предметов утонуло. Собираю вещи по берегу. Сейчас буду вычерпывать воду, как только найду ведро. Три часа ночи, друзья. Но еще змеи мне не хватало. Вон она ползет. Хорошо заметил вовремя. Еще неизвестно, что под ногами. У меня тут эвакуация. Извините, но мне не до вас. Пожалуйста, не мешайте. Не знаю, что делать. Сложно. Все стало ясно. Дерево, за которое я был привязан, сломалось. В смысле, с корнем вылезло из земли. Поэтому меня, собственно, и повернуло волнами боком, а потом просто набрало воды. Все дело в этом. Что ж, бывает. Что ж, лодка снова на плаву. Посмотрел по снаряжению, благодаря баночкам, коробочкам, привязанным вещам, вроде бы ничего сильно важного не уплыло. Большую часть я отыскал. Главное, что цел телефон. Кажется, он даже не утонул.
немножко глючит, но его можно понять. Такой нерадивый хозяин. Надо было дерево побольше выбирать. Осталось 2 часа до рассвета. Спать уже не буду. Буду убираться на лодке, чтобы утром отправиться дальше в путь. К сожалению, с этого момента телефон больше не мог снимать видео. Поэтому продолжение удастся узнать лишь по фотографиям и дневнику, что я вел каждый день. К счастью, его удалось уберечь от нападения пиратов. И сейчас я занимаюсь его редактурой. В нем я расскажу о том, как мне все-таки удалось найти крокодила, как я научился ловить рыбу в основном русле реки, как пережил целых 4 нападения пиратов, без шуток, и многое другое. Как только он будет опубликован, вы об этом узнаете. А пока можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Ссылка будет в описании. И помните, друзья, мир лучше, чем говорят. И он вас ждет. Путешествуйте.